Врубаем. И как обычно этот готов. Так, вроде готов. С вас, как говорится, слышно или нет, или потом я сам проверю. Но пока я не дослушал, или дослушал я уже. Короче, вот этот я слушал. Так, вот этот третий это уже идет. Так. Так, сәлем. Башкортостан, там башкалар. Сейчас этот. Раздам этот интернет везде. Так, и это все мы посмотрели. Кое-какие новости. Так, пока Кишиюк. Пока Кишиюк, этот камень на шее правительства. Так, сейчас как раз я проверю себя. Что как там. Так, сейчас как раз я проверю себя. Что как там. Ага, все слышно, короче. Так. Ну, будем посмотреть Дегенкевик. Эфир идет. Будем думать, смотреть Дегенкевик. Так, один человек. Так, слева, так. Посередине один человек уже есть. Получается, тот старый YouTube, который давно мы его ждали, справа. Уртада средний YouTube, который заменял его. И слева будет TikTok. Один TikTok сегодня, потому что уже 2 YouTube делаю на всякий случай, потому что этот, так скажем, запасной вариант. Ну, сейчас начнем с какой-нибудь уже новостей. Просто я хотел кое-что поставить пока сейчас. Так. И начнем. В пожарах в Лос-Анджелесе, кстати, виноваты ЛГБТ и Украина. Сразу видно, американцы тоже хотят движухи, вот и задействовали все ресурсы. Вот такая тема. Можно его изначально, давайте, для прикола послушаем, о чем они говорят. Байдена прячется от шквала критики губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, чьи бедные либеральные идеи стали одной из причин катастрофических последствий стихийного бедствия. Урезать финансирование пожарного департамента штата на 100 с лишним миллионов долларов Ньюсом приказал незадолго до чрезвычайного происшествия, а до этого распорядился передать часть пожарного оборудования Украине. Пожарный департамент округа Лос-Анджелес чрезвычайно гордится возможностью поддержать наших сестер и братьев на Украине. В том числе и поэтому в полыхающих пригородах Лос-Анджелеса пламя пожарным приходилось тушить подручными средствами. От дорожных конусов до женских сумок, взятых здесь же в магазине по соседству. Настоящими антигероями в эти дни стало все руководство пожарного департамента Лос-Анджелеса. 3 женщины нетрадиционной ориентации во главе с начальником пожарной охраны Кристиной Кроули своими распоряжениями планомерно уменьшали валях секс-меньшинств, где начальница департамента выступала как активная защитница ЛГБТ-сообщества. Для меня это огромная честь. Посмотрите, вокруг все прекрасно. Я рада, что я представляю не только пожарный департамент Лос-Анджелеса, но и это прекрасное сообщество. Особо активничала и Кристина Ларсон, первая чернокожая лесбиянка, начальник бюро по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности. Получая зарплату в 400 тысяч долларов в год, Ларсон убеждала женщин, что в случае опасности главное чувствовать себя комфортно, общаясь с сотрудниками чрезвычайных служб. Когда вы, женщины, вызываете экстренные службы, вы хотите видеть того, кто похож на вас самих. С таким человеком вы быстрее найдете общий язык. Именно этих людей и продвигали либеральные власти штата, собирая овации и поддержку богатых и знаменитых жителей Калифорнии. И в первых рядах за демократов здесь всегда голосовал Голливуд. Голосовал Голливуд. Так, сейчас, секунду. Я здесь, так. О, Нургуль, салям. Так,
Ну, короче говоря, о чем базар, примерно уж. В пожарах в Лос-Анджелесе, кстати, виноваты ЛГБТ и Украины, короче говоря. Ну, как обычно. Только что тоже слушал то, что, блядь, в этом где-то что-то взорвали, и типа какой-то турецкий поток, типа пытается уже Москва, блядь, обвинить там кому-то повесить там. Хз, что там произошло, еще непонятно. Может, ну, найдем, почитаем. Вот такая херня. Сейчас вот так вот. Секунду. Так, ну ладно. Короче, ладно, потом до ума доведу. На перекуре, короче, да ведь? Так, salom, Qardosh O'zbekistondan tezroq mustaqil bo'linglar jonga, dedi bu Rossiya. Shunday. Так, тема эфира в ТикТоке я уже некуда было засунуть его. Тема эфира, короче, 18-летние украинцы, которых хотят америкосы эти вызвать, короче, да, на убой. Мясорубку, или Башкортостан и Татарстан, которые вам могут помочь. Вот примерно вот такая тема у меня сегодня образовалась в голове, чтобы вы понимали, что наша независимость именно, как, кстати, если сейчас на ТикТок кто-то будет заходить, ну, я вижу что-то в ТикТоке, пока ни хера никого нету, короче. Вот. И исходя от этого, какой-то украинец говорил, чтобы я на русском говорил, чтобы хотя бы он понимал, а то он не понимает, короче, татарский. Вот. Поэтому, что я хочу сказать, ну, дальше уже мы тоже об этом будем еще говорить, об этом, само собой. Как раз-таки сегодня, как я говорю, у меня заблокированный чертовый YouTube открылся этот, блин, второй, который живой остался, который еще. Первый его бахнули с людьми 3900, короче. Я вот остался второй. Ну, туда вот за все время, за эти 14 дней, ни хера никто не подключился за все время. Вот так вот, потому что он был не в движухе, как этот пидор Путин говорит, блядь. Без движухи был он, блядь. Вот, поэтому, исходя от этого, чтобы там была движуха, туғандар, давайте подписываться. И вот этот, который, где 500 человек, никак не могу 500 набрать, блин, хотя бы его тоже, или еще другие новые я открыл, там тоже можно будет подписаться, если вам не трудно. Итак, начнем просто подряд, будем читать новостей. До хрена накидали. Интересные новости, мне кажется, тоже там есть. Так, в селе Сельцы Брянской области поражен крупный химзавод. Ну, молодцы украинцы, работаем, как говорится, братья. Мы пока не можем, башкирты и татары, у нас нечем стрелять, как говорится, и не с кем стрелять. Поэтому пока, как говорится, вся удача, чтобы у вас была уничтожить, само собой, это московское дерьмо. Так, это послушали. И вот тут опять какая-то база, опять какая-то хрень тут, блядь. Что за хрень, непонятно. Какие-то вот такие базы, хуи, ну, сейчас почитаем, какие-то, блядь, намарафетанные Иваны Грозные какие-то, блядь. Экипаж аэробус А-320 сообщил о дебошире на борту самолета, летевшего в Екатеринбург. По прилете оказалось, что дебоширом был местный депутат. Никаких нарушений в его действиях полиция в итоге не нашла. Где Мишка, Мамаша и русская община? Где Мишка, Мамаша и русская община? Ну да. А о чем молчат Маваш и Дивнич? Блять, с его канала, блять, кто такой ХЗ, блять, Дивнич этот сраный? Наверное, наци какой-то, блять. И Мишка, Мамаша, и русская община сраная. Так. Ну, я начал уж все подряд, да ведь? Вот что подряд, то и начал. Тут... ¿Sufre de alguna enfermedad? Sí. ¿Qué enfermedad padece? Avanza la tropa. No entiendo. No habla español. ¿No habla español? Sí, español. English also. Что за видео, я непонятно. ¿Saben ustedes un poquito de la civilización? ¿Es de Gonzalo? Va a parecer, creo que sí. Sí. No lo dijo muy así. Casi no sale así. De hecho, tiene todos los servicios cortados. Ah, bueno. Ну, вот чисто видео непонятное. И кто это, что это, без комментариев, короче. Хрень какая-то, блин. Так, идем дальше.
Нихуя, блядь, ебать! Саня, скинь. О, началось. Узкий мир, ясно, видно, точно. Брянск, короче, бомбят, это нормально. Ну, как бы, не знаю, больно близко. Надо к Москве ебашить, блядь. Брянск, блядь, рядом с Украиной, нахуй его вообще трогать. Кишлак, блядь. Так. Завоз рабочей патриотической силы из Африки в Россию начался. Короче, Тюменский сам спел песни для русских на сцене. Африканец русский. Охуеть. Вот здесь покажу своим братьям, однополчанам. Блять, скоро, блять, черные Пушкины будут все узкими, пиздец, нахуй. Вот с такими, нахуй, булдыжниками, нахуй, будут вас, блядь, ебать, блядь. Зато они будут чуть-чуть казаться белее снега, блядь, нахуй. Или как моя стена сзади, блядь. Пиздец, блядь, пиздец, дожили, блядь. Ну что сказать, это и есть истинные великие русские. Что за нахуй? Здесь какой-то конкретный контуженный узкий мир. Это чисто вот эти Иванушки, блядь, из печей, блядь, лаптях повыезжали. Лучший генофонд в России хотят решить проблему демографии с помощью банка спермы бойцов СВО. В Общественной палате РФ предложили создать банк спермы бойцов СВО. Ну, это точно, блядь. Вот с них, если, блядь, генофонд создавать, это пиздец, упыри, маньяки и всякая бестолочь, нахуй, родиться в этой пидорасии, блядь, нахуй. Ну, мы же, Башкортостан на Татарстан, не дадим этого, да, ведь? Мы же разъебывать пойдем Москву, не так ли? Да, ведь? Мы не дадим, нахуй, сперматозоидом, узкожопым, нахуй, стать анакондами. Нахуй, всех, блядь, сажу, блядь. Так. Итак, уже 10 штук, 11, 12, 13, 14, Брянск принимает. Что там принимает? Брянск принимает что-то, блядь, нахуй, на себя. По Брянску ебашат что-то, блядь, конкретно. Это ракеты бьют. О! Глянь, Ракеты бьют. Это же классно. глянь. Сейчас я молочка налью. В чай, блядь. Так, сейчас, секунду. А какая разница? Какая разница? Конечно, блядь. Когда... Едь, не едь, а судьбы не уйдешь. Хотят Глянь. уехать. Хотят уехать куда? Это ракеты бьют. Молодцы, ребята. Так держать. Так, 3-е видео. Ох, 5-й. Ох, зарево сразу поперло. Ох, 6-й. Угу. Ой-ой-ой. Нормально. Тема нормальная, Тугандар. 7-й. Я радуюсь, 8-й, когда что-то бьются. 9-й. Я к теме сейчас вспомнил. Как раз последние минуты расскажу. Не знаю, прям за 11. 12, 13. Все понятно. 12, 13. Смотрите. Тут самое интересное украинцы, послушайте. Да и вообще все. Тема такая, блядь. Сейчас я начал такую хуйню. Сравнение, блядь, пошло. Дождь, смотрю, короче, если успеваю, до эфира. И настоящее время. Блядь, почти что противоположность друг другу. Новости противоположности, блядь. Исходя от этого, новости про противоположности, мы должны как бы отсюда выводить какой-то вывод, да, ведь? И тут вывод такой. Сейчас не досмотрел, но явно, блядь, я не знаю, это там есть или нет. В настоящее время не досмотрел, сегодня дождь смотрел. Поменял местами. И тут такая хуйня. В дожде, блядь, прям дохренище. Я не знаю, блядь, ну, вот так я показываю уж, блядь, ну, минут 10-15, может 20, заняло разговор о том, что там где-то в Судже, или где-то хуй его знает, ноют люди, прикиньте, украинцы ноют 10 лет, а эти вот недавно, блядь, нахуй, пизды получили, блядь, нахуй, там, с августа, блядь, нахуй, 4 месяца, блядь, и 5 месяцев они орут, блядь, 5 месяцев, кстати, вспомнил.
5 месяцев, в течение 5 месяцев, получается, там нихуя нет. Прикиньте, блядь. Кинули этих людей, ноют узкожопые, и каждый плачет. И теперь, когда я это слушал, ну, считайте, я на всю колонку слушаю, на всю хату, блядь. И исходя от этого, я понимаю, блядь, я через себя это провожу. И тут такая интересная мысль. Представляю, что вот эту тему, даже хуже, это все, как говорится, до костей. Я не знаю, еще можно до чего, блядь. Ниже костей, так скажем, блядь. Внутрь, блядь. Прониклась вся Украина. Да и вообще все. Даже в той же Палестине. Представили? Представили? Теперь эти узкожопые чуть-чуть нахуй опиздюлились в течение 5 месяцев. И такой вой, как будто бы нахуй их, я не знаю, режут там, блядь. Понимаете, какая хуйня? Вот после этого нахуй эти узкожопые хотят, блядь, ублюдки нахуй, мира, со всем миром, нихуя я не поверю. Поэтому башкортларга, татарларга, это как раз таки та тема, где, блядь, нахуй, вот эти узкожопые, когда нахуй их начинаешь, блядь, трогать, начинает ныть нахуй, и в итоге получается петушаться только чем, блядь? Тем, что, блядь, нахуй, они, блядь, всю власть, нахуй, захватили, и все. А в итоге, нахуй, они, блядь, конченые гондоны, которые не могут даже, нахуй, своим помочь, блядь. Своим, блядь, 5 месяцев не могут помочь. Почему? Я вам скажу еще тему почему. Потому что их, они думают, это хохлы, недоделанные русские. Хохлы это, ёпта, нахуй им помогать. Это же, блядь, приближенные к Хохляндии земли. Нахуй им помогать. Мышление вот такое у них. Если помните этот Хуйнштейн, месяц назад, когда уже приперся этот гондон, вставленник хуя, блядь, этого пидора Путина. В итоге, получается, что он, блядь, сказал? Блядь, тут на оружие до хуя уходит, туда уходит, сюда уходит. Нахуй вам помогать. Ну да, нахуй им помогать, блядь. 5 месяцев, блядь, бомжуют, блядь, то там, то сям. Если помните, блядь, картошку выкапывали недавно, блядь, в декабре или в ноябре. Картошку копали, помните, блядь, недавно? Блядь, сука, там. Хуею. Вот после этого как можно, блядь, я не знаю, этим узкожопым донести? Вот узкожопые, если вы, суки ебаные, тут есть, слушайте меня, гондоны, нахуй. Вы орали, нахуй, покажи себя, бляди, сидите, нахуй, в эти каналы. Каждый день я вас ожидаю здесь, гондоны, нахуй. Каждый день я вас наблюдаю здесь. Пишите, нахуй, негатив, пишите комментарии, нахуй, что-нибудь пишите, ублюдки, нахуй. Каждый день будет эфир, будет, нахуй, бляди. Будем разговаривать, нахуй, как, сука, у вас, нахуй, создать, как говорится, вашу пидорасию, нахуй, этом хуй с ним московском болоте, нахуй, вашу государство, нахуй, где вы, нахуй, сейчас, в данный момент, соберете, нахуй, войска против Путина, нахуй, сами разъебашите его, нахуй, и там, блядь, засядете у себя в московском болоте, нахуй, и перестанете, нахуй, лезть в другие страны. Вот вам задача эта, нахуй. Думать, нахуй, пока мы не придумали, нахуй. Мы-то уже придумали, как говорится, мы вас выебем и высушим, сходим в Москву, блядь. Исходя от этого, вы должны понимать, блядь, что Суджи, то, что рядом, вот эти все места, как говорится, в идеале, я хочу, чтобы она перешла Украине. Все то, что, блядь, отжал путиносос этот сраный, нахуй, само собой, оттяпать обратно, блядь. Крым тоже освободить. Захотят сами, будут сами. Не захотят, будут с Украиной. Суть, главное, не с пидорасией. И так далее. И дальше пошли, блядь, до Воронежа, грубо говоря. А можно еще, как всегда я говорю, блядь, если узкожопые, нахуй, не прижмут жопы, нахуй, и не захотят нашей независимости, конкретно Башкортостана, Кавказа и так далее, Бурятии и так далее. Если вы, суки, между нами где-нибудь захотите какую-то, суку, кусочек свой оставить, хуй вам в сраку, блядь, ничего такого не будет. И исходя от этого, нахуй, бляди ебаные, вы должны, блядь, в московском болоте, нахуй, вот маленьком, не трогай Ингрию, блядь, не трогая Петербург, создать свое маленькое, блядь, нахуй, царство под названием говно, нахуй. Вот это говно, вы должны там, нахуй, сидеть там, блядь, из говна этого не выходить, торфяники свои сжигать, нахуй, сидеть там, нахуй. Само собой, блядь, Москва-Сити мы разъебем, нахуй, оно будет ровно с землей,
Кремль будет ровно землей, можно и яму огромную здесь сделать, нахуй, атомную какую-нибудь, я не знаю. Ну, примерно там, где-то в хибарах каких-то, нахуй, ебаных, нахуй, как у ваших друзей, корейцев, нахуй, этих, соломенной крыши, нахуй, из глины, нахуй, создадите, или из торфа, нахуй, постройте себе хижины, нахуй, и будете там в московских болотах жить, блядь. Не дай Аллах, нахуй, дальше Рязани, блядь, поедете, пизды, нахуй, хапните, блядь. Вот примерно вот там, вот этот маленьком пидорасийской Москве будете, нахуй, в этом, как скажем, Амничеда, вот этой пизде вот этой будете сидеть, нахуй. Примерно поняли, да? Не больше, нахуй, не больше. Надзиратели будем мы. Я как в тот день, в тот другом, вот в других эфирах говорил, теперь вот здесь буду высказывать об этом. Надзиратели будут такие. Со всех регионов останутся армии, когда Москву мы будем разъебывать, нахуй, останутся армии, нахуй, которые будут контролировать этих узкожопых. Чтобы они, нахуй, снова там, нахуй, не начали, нахуй, на нас идти, блядь, нахуй. Всем, нахуй, блядь, как говорится, кикердаганы, нахуй, олып, кутыгизга сигабиз, нахуй, барып житкаш. После этого только, может быть, мы вам дадим, так сказать, нахуй, дышать и начать какие-то свои дела делать, нахуй. А так, если вы в московском болоте найдете нефть, газ, хуй с ним, торгуйте с кем хотите. Но если уж там нету, как говорится, вот вы и станете дотанционщиками, нахуй, от нас. Вот так вот. К нам будете приезжать, сосать у нас хуй, и после этого только, нахуй, может быть, мы вам что-нибудь дадим, нахуй. На кусок хлеба подкинем, нахуй. И, может, какую-нибудь отгрызанную кость, нахуй, дадим. Вот примерно будет такая хуйня. Так что вы не думайте, нахуй. И в Чечне, и в Дагестане такая же хрень будет, как говорится. Хуи вам все мы положим. Как положено. Как говорится, по Конституции, нахуй, пидорасии, как говорится, будем, как говорится, долбить вас, нахуй, по вашим же законам. Бумеранг будет работать от и до. Идем дальше. Так. В Петербурге, вот, началось, видите? В Петербурге суд присудил 14 суток за родовой знак князя Владимира. Вот за это 15 суток. Но явно его оттуда уже не выйдут, он не выйдет. Или он будет там отдирать себе кожу, нахуй, за этот хуйню, за тату, блядь. Тату вот такой, украинское, типа, блядь, трезубец. И все, нахуй. Тут другой. Если вот здесь тупит интернет, переходите на другой YouTube. Потому что у меня сейчас на все один интернет тянет. Я не могу разорваться. Есть что вот здесь, если тупит, переходите посередине. Может, какой-то из них будет работать. 2 Ютуба и 1 ТикТок. И в итоге, князя Владимира. Смоленский районный суд города Санкт-Петербурга решил, что татуировка трезубца является неподобающей символикой, поэтому Никиту Алтунина, уроженца Красноярского края, приговорили к 14 суткам заключения. Суд аргументировал свое решение тем, что трезубец является гербом Украины, вражеского государства, а также является террористическим символом. Да. Кстати, узкожопые, как я в тот раз в других эфирах говорил, теперь в этот YouTube буду говорить, ну, TikTok знает, в Башкортостане, в Татарстане также будете вы для нас, как говорится, нежелательным, нахуй, нонградом, нахуй, людьми нонграда, блядь, нахуй. Вы будете вот такой поеботиной, вам башкорт, хам, татар паспорта не будут выдаваться, вы будете жить на птичьих правах, пока не выучите башкорт, хам, татар тілін, пока біздің тіллерін білмеген урыслар, нахуй, не будут, нахуй, котироваться с нашими паспортами. Будете, нахуй, вот этот сраный, может быть, нахуй, узкожопый паспорт свой держать, нахуй, вот с ним будете как-то ходить, чтобы мы хотя бы вас, Иван там, или Вася, Петя, нахуй, чтобы Татарстанда татар тілін ятлый башлагыз, урыс пәтәксәләр, сезгә әйтелә бу, куттак башлар. Так, идем дальше. Путинская пропаганда настолько извратила реальность, что те, кто живет беднее всех, кому не хватает денег даже на закрытие базовых потребностей, кто умирает от отсутствия медицины, больше всех гордятся величием этой страны и доверяют начальнику, который в эту жопу страну и загнал. Вот уж действительно, кто есть не они. Чё за хуйня? Заставить биться сериями, то есть
Песня «Кто если мы...» не ждем, мы по целой степи устроим проекты великой страны. Мы помним историю нашей России, и эту историю делаем мы. Дерзко, уверенно, смело, логично. О, бабушки танцуют, бедные. Ну да, Путин же, если помните, когда еще молодой гондон пришел в 2000-х годах, блядь, нахуй, он же среди себя всех бабушек собрал. Помните? Везде, блядь, одни бабушки его любили, нахуй. Конечно, наверное, поэтому жена и ушла, нахуй. Хули, нахуй. Бабушка ед, нахуй, этот Путин, нахуй, стал резко, блядь. Все бабушки возле него, нахуй. Ёбаный в рот, я хуевал над ним, блядь. Но этому пидору тогда, если помните, 40 лет было где-то, да? И во сколько он гондон пришел? 40 или 45, блядь? Во сколько он пришел? Сука, если ему сейчас... Сколько нахуй? 72 минус 25. Ну пусть, блядь, 50 нахуй. 40 чем-то. 40, ну, 40 с хуем нахуй. Было ему, грубо говоря. О, блядь, здесь люди пишут. Так, ассалам алейкум. Валейкум ассалам. Так. Есть что этот? Могу. Сам от... Кто тут вообще? Кто такие? Раис Сагидуллин. Раис Сагидуллин, нахуй. Мен сені аузыңа берем. Не то, что нахуй. Күтіңе нахуй. Аңладың мы нахуй? Так что аузыңы бар юып кел. Эцеккен. Так, идем дальше. Так, массированный ракетный удар по территории России и Крыму. Десяток украинских самолетов в воздухе. Сирена в Орловской, Брянской, Курской, Калужской областях и Крыму. Уже серия мощных взрывов в Брянске. Крымский мост перекрыт. Ну да, насчет Крымского моста. Я думаю, Крымский мост, как говорится, в идеале, конечно, можно было бы бахнуть, нахуй, его тоже, нахуй, в ебеням, блядь, нахуй. В нескольких местах, блядь, так основательно, чтобы его они не могли уже, блядь, перестроить, нахуй. В идеале, да, ведь? Но... С другой стороны, если мы пойдем, как говорится, брать, как говорится, Башкортостан с Татарстаном, в идеале, как говорится, через Крым пройти и через этот мост, наверное, удобно было бы, я думаю. Поэтому, как бы, в данный момент, наверное, может, он и нужен будет пока что. А потом можно будет срезать его нахуй. Так. И что тут происходит? Брянская область. Ракетная опасность. О. По возможности спуститесь в подвал или укройтесь в помещении без окон. Внимание. Ой, так интересно. Блядь, как будто в 41-м, 45-м. Помните, блядь, радио? Немцы захватывают что-то, блядь. Да-да-да-да, блядь. Вот это прям рахат был какой-то, блядь, нахуй. Вот так бы по Башкортостану и Татарстану каждый день, понимаете? Башкортостан, да. Кошығыз, кешелер, укрытие, блядь. Погреблерге, бозларга түшігіз, нахуй. Аулда отырығыз, нахуй. Шахарга бармағыз, блядь. Ну это пиздец. Идеальная, нахуй, тема, конечно. Кузулька, область какая-то, Кузулька. Калюська, бля, ёпта. Калужская область, ракетная опасность по баллистике, блядь. Ну, до Калуги что-то летит, блядь. Это уже интересно, блядь. Калуга, как говорится, и Москва, так скажем, недалеко друг друга. Ну, в идеале, конечно, лучше, блядь, нахуй сразу, блядь, ебануть нахуй по Кремлю и Москва-Сити, блядь. И Рублевка, блядь. Ну, вы адреса знаете. Хорошая тема. И что тут? Брянск, ракетная опасность, Атакамс, такие, блядь, пиздец, нахуй. Истерия у них, у узкожопых истерия. Вот, насчет истерии, мына күрәсезме, туганлар, мына башкортларга, татарларга бер үзебезнең телдә сөйлим әле, мына кутак башларга. Маңкуртлар эцеккән. Мына күрәсезме, Брянскида, Суджида, анда халык, блядь, уже урны күтенә урын таба алмыйлар, блядь, нахуй, уже куркалар, беләсезме? Мына сез шуны белә торып, Башкортстаннан һәм Татарстаннан безне халыкны, как говорится, шундый опасностька кертеп, мына шундый хавли ситуация итеп, вы уроды нахуй идете, как говорится, убивать украинцев, блядь. Вам же то же самое будет прилетать, понимаете? Это все разгар, это вся хуйня только начинается, блядь.
Просто этим нахуй никак не давали, блядь, стрелять. Эти американцы все хуйней маялись нахуй. Вот сейчас дадут нахуй стрелять, и до Башкортостана будет тоже долетать. Да, Татарстан тоже будет долетать. Вы не думайте, что они мимо просто пройдут. Особенно по шахетской хуйне, по Алабуге надо шлепнуть конкретно, блядь. Так ебануть, чтобы они вообще там, сука, ничего не могли больше делать, блядь, нахуй. И по Башкортостану также. По хабировским хатам, и шаймиевским, и минихановским хатам везде поебашить, нахуй. Чтобы вот эти ублюдки, нахуй, не ездили всякие Куршавели или куда он, блядь, нахуй, Монако или куда он, блядь, на матч. Куда они ездили, нахуй. Куда-то нахуй ездили, блядь, кататься нахуй, теплые края, блядь, эти, Рустам Миниханов сказали про это, блядь. Вот такая же хуйня, блядь. А узкожопые, кстати, блядь, нахуй, какой-то концерт устроили, блядь, Куршавели, блядь. Узкожопые тут кайфуют, нахуй, во Франции, блядь, хуйней маются, блядь, нахуй. Куршавель, Монако, вся хуйня, наверное, это все в одном флаконе, наверное. В Альпах или где-то там, блядь, хуй знает, где она. Исходя от этого, блядь, богатые, узкожопые, да, ведь, как хотят, вот по идее, блядь, вот вроде для них войны не было. А вот эти корахолок, как Алсынов сказал, корахолок, вы, придурки, нахуй, идете, нахуй, там умирать, блядь, в окопах, нахуй, как грязные такие, нахуй, блядь, в окопах такие, блядь, такие чурбаны конкретные, нахуй, блядь, нахуй, конкретные, нахуй. Не те в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, которые вы называли чурками, неправильные, как говорится, вы им давали, как говорится, название. Вот чурками-то вы теперь стали, блядь, чуркобесы ебаные, нахуй, которые, блядь, нахуй, бегут, нахуй, вместе с корейцем, нахуй, блядь, в атаку, блядь, нахуй, как мясо, нахуй, потом, блядь, нахуй, там их вас разъебывают под мясо, блядь. Вот, вы, чуркобесы ебаные, блядь, нахуй. Они, мой народ, блядь, имеет свое государство независимое, нахуй. А у нас, Башкортостан, Татарстанда, кутак, мойга бутап, нахуй. И чё у вас есть, блядь, ублюдки? Чё у вас есть, нахуй? У вас есть, нахуй, захваченные, блядь, Башкортостан, Татарстан, блядь. Нәрсе барсыз да, блядь. Кутак саныклары. Шул, захваченный еще жиртян, сіз идете Украину захвачивать, блядь. Вы ебанутые, нахуй. Вы себя освободите, ублюдки, нахуй. А потом уже куда-то идите. Вот реально вот так правильно будет, нахуй. А не то, что вы творите, блядь, нахуй, в своем, блядь, сраном, нахуй, блядь, мозгу, блядь, нахуй, какие-то сраные вещи, блядь. Тут прикол какой-то, нахуй. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. О, тема такая, прикол. Американец с узкожопой. Это вам как раз этот прикол. Вот оказывается для чего рабочая сила из Африки. Ну, я же говорю, блядь, скоро у вас пойдут нахуй одни Пушкины. Да хуя Пушкинов, Пушкины нахуй, татарский Пушкин, башкорт Пушкина была, bütün жерде Пушкинлар была. Понимаете? Везде Пушкины нахуй вот так будут бегать нахуй, блядь, нахуй. Охуенно нахуй. Демография или это все поменять, блядь. Заебательская тема, когда нахуй будут вас всех, блядь, иметь нахуй африканцы, блядь. А чё, блядь, нахуй? Своих-то, блядь, все закончились. Мясорубки нахуй. Протухли, так скажем, блядь. А теперь вот это, блядь. Ну, насчет знакомства очень много, там темы еще перейдем, наверное, насчет знакомства. Как я на том эфире говорил уже про знакомство, что происходило, блядь, нахуй. Весь сайт, блядь, знакомств, блядь, татарский сайт знакомств, блядь, весь переполнен, нахуй. Кызлар, блядь, нахуй, ищет мужиков, блядь. Непонятно только откуда они ищут. Ну, я как понял, блядь, ищет, как я сегодня в новостях слушал, ищет, блядь, нахуй, военных. Они, оказывается, от военных кайфуют, блядь, нахуй. И хуяс какая-то овца, короче, недавно, блядь, потеряла, нахуй, своего военного, нахуй, и 2 месяца его нету. И, типа, без вести пропавший. И все, отрубили ей бабло, нахуй. Вырубили бабло, все, нет чувака, нахуй. Нет трупа, нет дела, или нет дела, нет трупа, нахуй. Вот из этой темы, нахуй. Все, она жалуется, плачет, блядь, как я буду жить дальше, 2 детей, нахуй.
наеблась уже, 2 детей родила, или было ее, блядь, непонятно. Но главное, блядь, хуя какого-то нашла, военного. И они говорят, с военным так классно, это кайф, блядь. Он, оказывается, какие-то нахуй вещи отправляет из войны, из окопа, нахуй, я не знаю, что можно отправить, нахуй, из окопа, блядь, нахуй. Такие подарки, блядь, нахуй, из окопа, я не знаю, что можно, блядь, свечи только окопские, нахуй, которые что-то начали, блядь, в последнее время взрываться, нахуй. Сегодня, кстати, говорили об этом, что окопные свечи делают уже диверсанты внутри, откуда оно пришло, неизвестно, въебало, нахуй, кому-то, нахуй, ёбнуло, нахуй, свеча. Так что, молодцы, ребята, работаем так. А насчет этого, вот таких девушек, так скажем, блядь, Башкортостана, Татарстана тоже развелось, кому нужен хуй, кому нужна семья и так далее. Ну, увы, нету. Так что хотя бы, как говорится, перед тем, чтобы или африканцев выбирать, уж ладно, уж выбирайте с Казахстана, как говорится, не против приедут, вас поимеют нахуй, с Узбекистана, с Кыргызстана, с Таджикистана приедут, как говорится, мои братья. Если что, могу этот, как говорится, сказать, как говорится, адресочки, пишите, как говорится, в комментариях, кто свободен нахуй, кто хочет детей, как говорится, переебем всех, проблем нет нахуй. Башкортостана будем развивать ваши семейные, как говорится, традиции нахуй. Так. Идем дальше. Гренландский фронт Кремля. Вот это интересная тема. Чуть-чуть глазами пробежался. Помните, я недавно писал здесь, что бредовая гренландская афера Трампа может быть результатом российской провокации, направленной на создание конфликта между США и Европой. За здание неизбежно ступится Германия и другие европейские страны. Если США предпримут хоть какие-то силовые действия по захвату Гренландии, а Трамп и его назначенцы этого и не исключают. Евроатлантическому единству и НАТО просто придет конец. Таким образом, сбудутся самые отчаянные мечты еще советских вождей, а теперь и Путина. Так вот, есть уже первое официальное подтверждение моих подозрений. Датская разведка утверждает, ссылка в комменте, что в 2019 году российские спецслужбы подделали письма от имени тогдашнего министра иностранных дел Гренландии Анны Лоне Баггер, сенатору США Тому Коттону, которая внушила Трампу уверенность в том, что покупка Гренландии в принципе возможна. После чего он заявил об этом своем намерении и начал соответствующую кампанию. Но это еще не все. Я давно заметил особую заинтересованность в гренландской афере Дональда Трампа-младшего. Он даже приехал в столицу Гренландии, Нук, и купил там несколько бомжей, чтобы они изображали из себя мага-гренландцев. Кстати, он же известен и антиукраинским провокациям в социальных сетях. Так вот, Трамп-младший давно пойман за руку на связях с чекистами адвокатом Натальей Весельницкой. Также он известен тем, что клянчил у россиян и святого с ним Wikileaks компромат на Хиллари Клинтон. Вот понимаете, блядь? Тут получается верхушки между собой нахуй в десна целуются нахуй, в жопу имеются, как говорится. А мы, получается, давай иди умирай нахуй. Нахуй это нам нужно, блядь. Понимаете, блядь? Это по идее нахуй, это как раз таки тот звоночек нахуй, что нужно отдуплиться, блядь, и Украине, Башкортостана и Татарстана, понятно уже это, мы знаем это, что не нужно нахуй бежать, блядь, нахуй в другую, блядь, страну и становиться кем-то, как говорят, сателлитом или хуё, каблуком нахуй другой страны, блядь. Можно же свое единство сделать, можно свою армию сделать, можно свои границы нахуй укрепить, блядь. Можно это все сделать и в Украине, блядь, проблем нет. Башкортостан, Татарстан также будет делать, нахуй. Нам не нужна, нахуй, помощь Турции с азерами, блядь, нахуй. Если они за 500 лет не пришли за помогать, блядь, нахуя сейчас у них просить, блядь? Пошли они нахуй. Нахую я их видал, блядь, и вертел, блядь. Всех этих гондонов, нахуй. Туранистов, хуянистов, татаристов, блядь, нахуй. Вот это вам пример, блядь. И Украине то же самое, блядь. Украина тоже нахуй, блядь. Нехуй, блядь, нахуй царапаться, нахуй, как это, блядь, овца ебаная последняя, нахуй, в этот сраный Европу, блядь. Хули вы там, нахуй? Маслом намазано, что ли, здесь? Вот тут нихуя маслом не намазано. Сегодня же я вам как раз эфир делал на улице, вот показывал. Что, блядь, нахуй, здесь, блядь, нахуй, с работы или какой-то темой, нахуй, тоже больно хуй ты что-то сделаешь, блядь. Кстати, блядь, все украинцы, которые здесь тоже так же, работать им можно, но они говорят, язык не знаем, и сидят дома. Также сидят все беженцы, сидят дома. Все, на иждивении. И вот такая вот жизнь. Нахуя вам это нужно?
Можно же спокойно жить у себя, блядь, создав свое независимое государство. Работайте у себя, все будет нормально. Отожмем все земли ваши, обратно вернем. Еще добавим. Вот это московское болото можете себе забрать. Похуй. Вот так надо жить, вот такие планы надо строить. Нахуя всю жизнь под чьей-то дудкой, блядь? Украинцы должны жить по своим украинским дудкам, блядь. У вас нет хозяев. Вы должны это понимать. Зеля это не ваш хозяин, блядь. Это какой-то еврей, нахуй, рулит над украинцами, блядь. Нахуя? А вы, получается, когда, блядь, палестинцев убивает Нетаньяху, говорите, ой, молодец Нетаньяху. Какой нахуй молодец? Путин тоже тогда молодец, вас же ебет нахуй. На бутылке вас сажает, блядь, всех украинцев, блядь. И он тоже молодец, получается. И Нетаньяху молодец, и Путин молодец, по идее, блядь, если так размышлять, блядь. Понимаете, вот это надо отбросить уже. Вот эта проституция политическая, нахуй, у вас у всех, блядь, на языке, блядь. Вот это поеботина, это неправильная тема. Каждый на земле пришел от Аллаха независимым. Почему мы должны кем-то рабами становиться? Мы не будем рабами Турции, допустим. Пошли они нахуй. Пусть они сами себя строят, как хотят. Это их мир, они вот там, в другой земле живут, вообще в ебенях нахуй, от Урала, блядь. Нахуя мы будем каблуками ихними? А вы? Вы чё? Нахуй вы будете всю жизнь, блядь, Киевская Русь была. Всю жизнь, блядь, нахуй, Киевское царство было, нахуй. Какого хуя там? Никто вам, блядь, нахуй не хозяйничал. Поляки сами по себе были, блядь, все сами по себе. У каждого свое государство было. Какого хуя вы сейчас туда претесь, блядь? Вы свое должны построить, у вас все есть, блядь. Все есть, блядь. Один уран, который я услышал недавно только, да, что у вас уран есть, оно уже бабло, нахуй. Один уран, блядь, нахуй, чего стоит, блядь? Один уран, блядь, нахуй, это уже, блядь, нахуй, все будут у вас просить, нахуй. А вы будете его дорого продавать. Вот и все. Проблем нет, нахуй. Вы уже голодны не останетесь. Не говоря, что и зерно, и все, огород, все охуенно у вас там. Также Башкортостан и Татарстанга это касается. То, что я говорю, это примерно вы сопоставляете от себя тоже. Башкортостан то же самое. Он ни у кого не должен попрошайничать. У нас будут попрошайничать, если нам надо, нахуй. Татарстан также. У нас все есть. У нас есть даже, хуй с ним, газа не осталось, говорят, блядь, газ есть или нет. Хз, блядь, нахуй. Но у нас нефть есть. Блядь, нахуй. Утон бар. Электроэнергия бар. Что еще надо нам? Найдем нахуй газ. Сургут, как говорится, тоже наша какая-то кто-то заберет его нахуй. Узкожопый не будет Сургут, блядь. Сургут мы нахуй узкожопым не отдадим. Сургут где? Там по карте надо посмотреть, чья это территория примерно. Если кто в курсе, куда она заходит, Сургут, я не помню. Тюмень заходит Сургут. Если Сургут Тюмень заходит, если или выше она, где она нахуй? Что-то я не помню сейчас, да? По карте надо посмотреть. Исходя от этого, нахуй, само собой, она отойдет, нахуй, или Бурятии, или Алтаю. Блядь, Сахе, блядь. Саха или Бурятия отойдет. Все. Считай уже, блядь, грубо говоря, сами по себе. Это не узкий мир, блядь, будет. Это будет тоже независимая республика. Проблем не будет никаких. А еще он много лет сотрудничал в бизнесе с российскими олигархами, чего ничуть не стеснялся на конференции в 2008 году. Трамп-младший говорил о значительной доле россиян в активах семейного бизнеса. Мы видим много денег, текущих к нам из России. Кремлевские деньги приходится отрабатывать. Очень похоже, что теперь Трампа-младшего бросили на Гренландский фронт. Короче говоря, верхушка вся гнилая. Кто кого ебет, мы не знаем. Итог такой. Нехуй нам, блядь, нахуй куда-то что-то смотреть. Башкортостан на Татарстан. Украина то же самое. И другие регионы то же самое. Мы должны найти какие-то пути, создать, как говорится, войска и пойти на Москву. Все. Если мы уничтожим Москву, и Трамп нахуй заткнется, все будет нахуй чики-пики. Все будет нормально, блядь, нахуй. Вообще проблем никаких не будет. Вот и все. Никаких не будет проблем. Мне пишут тут.
Так. Пришлось назад откатиться. Сейчас мне тут этот чувак один писал. Так. Ну, давайте вот какой-то этот... Сейчас новость снова прилетела. Тяжкие, особо тяжкие преступления в России. Количество преступлений 684,3. Верстка какая-то, блядь. С 2010 года по 2024 617. В России зарегистрировали рекордное за 14 лет число по насильственных преступлений на фоне возвращения уголовников с фронта. По данным МВД, в 2024 году было зарегистрировано более 617 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений. Это рекорд за 14 лет. В Москве свой рекорд почти 57 тысяч преступлений. Факторами, которые будут влиять на преступность, в МВД считают возвращение с войны бывших заключенных, санкций, а также деятельность жен мобилизованных из проекта «Путь домой» и смерть Алексея Навального. Ну, я в том эфире уже говорил об этом, что-то мы говорили в том эфире. Так, 3 киши мында утыра, 4 киши мында утыра, 38 киши мында утыра. Ну, ладно, Аллаға шүкір, мына этот сайт эшләгәч, мында хоть кешеләр күбрәк. Улям Волес, Туран, нихуян, блядь, Туран не надо нам нахуй. Кто хочет Туране, пусть будет Туране. Мы кто-то будем держать, что ли? Башкортостан не будет, нахуй. Татарстан, вон, Кашапов, если возьмет власть, будет, конечно, блядь. Вы яйца будете целовать, нахуй, туркам, блядь. Не то, что, нахуй. И сосать еще, блядь, и в жопу долбиться с турками. Я не собираюсь. Башкортостан үзенә-үзе була. Бездән иң якын туганыбыз Казахстан. Безгә Туран кирәге юк. Нахуй нам Туран, блядь, нужен? Нахуй. Вот объясните меня, нахуй. 1000 раз от вас только слышу, что военная помощь. Нахуя? Нахуя военная нам помощь, блядь? Если мы против Москвы сами пойдем, нахуя нам военная помощь? Объясните, блядь. Если 500 лет нам никто военной помощи не дает, и хуяс, оказывается, мы собрались идти на Москву, и нам, получается, дают, нахуй, подсовывают какой-то Туран. Вот надо Туран, а потом, что потом? Biz Moskvani borib sigib qo'ygandan keyin Turan bizga nahуй kerak. Kuch Sibirga kerakmi nahуй? Ладно, короче. Вообще, в идеале, нахуй, давайте заблокируем таких хуев, затрахали, нахуй. Туранщики, нахуй, в блок, нахуй. Заебали, нахуй. Кем был сам-то, нахуй? Хутагам хуйгамма. Пиздали заебаные. Так. Туранщиков всех в блок буду кидать, нахуй. Так, идем дальше. Так. Сейчас здесь просто потерял. Сейчас чуваку я ответил, занят. Вот так люди вспоминают, блядь. Истинно, башына той тепкенде мен язалар, нахуй. Адрес скинь, говорит, нахуй. Я хуею, нахуй, блядь. Нет, спросить там, блядь, что делаешь, туда-сюда, нахуй, блядь, начинает. Итак, вот началось. В аэропорту Красноярска мужчина с ножом напал на людей. Один человек ранен. Нападавший задержан. Я не знаю, психопаты, нахуй. Ну, комменты такие. Надо побольше таких неадекватов на парашу. Ну, такие неадекваты. Вот как Трамп скажет, все, конец войне, все неадекваты вернутся, блядь, в Башкортостан, Татарстанга, блядь, и будут обучать ваших детей, нахуй. Стрелять, ебаться, без призиков, блядь. Вот так, примерно, вот так будет, нахуй. Одни маньяки вернутся. И представляю, нахуй. Им же, блядь, не будет уже, блядь, им же свобода обещана. И представьте, блядь, каждый маньяк на улице Башкортостана с Татарстаном. Особенно вспоминая райончик Уфа-Давар, Черниковка. О, блядь, там будет пиздец, месиво, нахуй, блядь. Месиво конкретное будет. Вот, дожили, нахуй. Ну, Аллахның ләгънәтен никто не отменял, блядь. Мана вот это и есть Аллахның ләгънәте.
как в тот день я рассказывал, блядь, насчет Лос-Анджелеса. Сегодня видео мне скинули, и я в телегу тоже скинул. Типа в Лос-Анджелесе все на месте, таунхаус на месте, там что-то такое на месте, все на месте, там деревня горит, говорит, деревня горит. Ну, какая разница, деревня горит или какое-то место горит, блядь. Ну, главное, факт был, горела деревня. Это чё, блядь, нахуй? Должно быть, нахуй, если даже деревня, блядь, горит, блядь, это чё, мало, типа? Должен быть весь Лос-Анджелес гореть, нахуй? Или чё, я не могу понять, нахуй? А может, нахуй, вся Америка может сгореть, потом только вы поймете, что, да, вся Америка сгорела, нахуй. И вам как бы это не котируется, да, такая тема, блядь. Я вот этого тоже людей не понимаю, блядь, нахуй. В деревне Лос-Анджелесе горит, и типа людям похуй. Ну да, чё? Хуйня. Лос-Анджелес не горит, деревня горит. Ну и чё, блядь? Пиздец, да, блядь, нахуй? Ну давайте нахуй. Вы же нахуй, блядь, скулите нахуй даже, блядь, за то, что, блядь, суд же чуть-чуть там, деревня там, каких хутора нахуй, какие деревни нахуй, там деревни называть даже нельзя, блядь. Хутора какие-то, сраные хутора, блядь, этих курян сраных, курятников нахуй. И то, блядь, нахуй, скулили нахуй, и до сих пор сегодня скулите нахуй. А там, блядь, представьте, блядь, огромная территория, 180 квадратных каких-то километров нахуй, или сколько там они сказали нахуй. Вот эта вся поеботина сгорела, блядь, нахуй. Там, грубо говоря, блядь, хоть и деревня Лос-Анджелеса, ну, приличная территория ебанула, нахуй. И для этих людей нормально, не горит, нахуй. Вот так вот, блядь, кидают, нахуй, видос, блядь. Не могу понять людей, блядь. Не могу, блядь. Хейтеры, короче, непонятные, блядь. Так, идем дальше. 3-4-летний житель Коломны, блядь, опять нахуй, это ебаная нахуй Москва, блядь, пришел в супермаркет, чтобы украсть 20 пачек сливочного масла. Блядь. Он старательно набивал маслом черный пакет. Охрана задержала мужчину на выходе из магазина и передала полицейским. Коммент. Сука, великая недострана, недом империя. 404. Смех держава. Чувствуется прям узкий дух рабов, холопов, халуев и так далее. Ну да, я 100% согласен. Это просто пиздец. Ну давайте вот, чувак, блядь, чуть-чуть уж продемонстрируем, блядь. Ну, тут нихуя не видно, он явно кидает. Вот, это наглый, это узкий мир, это нормально. Это нормально. В наглую пихать в пакет. Это нормально, блядь, нахуй. Это просто пиздец как нормально, блядь. Я просто херею над тем, что, блядь, нахуй. Ладно, блядь, нахуй, он бы там, как обычно, да, ну, пиздят, блядь, всегда как бы в этой торговле же, как бы я в курсах, блядь, пиздят обычно водку, там, коньяк дорогой, блядь, по 3, там, по 5 тысяч, нахуй. Нет, здесь именно масло решили пиздить. Нахуй коньяк, уже надоело, нахуй, да? Каждый день коньяк. А тут хуяк с маслом им надо, блядь, нахуй. Масло, да, докатились до чего? Масло пиздят на заказ, понимаете? Это на заказ. Называется на заказ, блядь. По этой теме, как бы, тоже мы, как говорится, не дураки, нахуй. Люди, так скажем, блядь, на улице заказывают таким людям. Это люди, как говорится, которые выносят нахуй такие вещи с магазинов. Как-то называется, сука, ну, как-то называется, нахуй. Выносители, блядь. Выносят на заказ, блядь. И потом его, нахуй, скидывают они по всяким группам в телеге, нахуй. И торгуют, нахуй. Вот такая хуйня, понимаете? Это бизнес, понимаете? Допустим, он вынес, масло стоит, допустим, 500 рублей у вас сейчас, да? Он вынес, блядь, будет продавать его там по 250, нахуй. И все сюда все купят. Вот и все. Толчок. Толчок, короче говоря, нахуй. Толчок, блядь. Как в прошлом, блядь. Во время железобетонной, нахуй, стены, блядь. Зарядник садится, ебанутый. Колонка. Так, идем дальше. Хуйня, короче. Он идет, в пакет запихивал, нахуй. Надо же, блядь, если уж такие дела делать, нахуй, именно деливерскую сумку надо запихивать, нахуй. Ой, долбоёб, блядь. Так, идемте дальше. Кровля военного госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара. По официальной информации, опять Тула, нахуй. Тула. По официальной информации, возгорание произошло из-за неисправности проводки. Из здания, где лечились солдаты срочной службы, эвакуировали 57 человек. Смех, блядь. Дымит госпиталь. Лапти-то нахуй. Дырявые у вас. Лапти-то нужно, блядь, чуть-чуть подлатать нахуй. А вы воюете, господа мои, узкожопые. Ой, блядь, позор нахуй. Штанцезвар, блядь.
с штансес, блядь, штопанными трусами, нахуй, идете воевать, нахуй. Помните один ролик до этого, помните, был? Показывали, я говорил, не говорил тогда еще. Старые трусы, блядь, отправили. Был такой ролик тоже, блядь, нахуй. На СВО отправили какие-то подарки, нахуй, использованные трусы, блядь. Ехуй, нахуй. Нет, блядь, Китай рядом, нахуй. Купи битинде 100 теңгелік трусылар, яңаны, блядь, инен сегимлер, нахуй. Потолок, наверное, 1 евро стоит, блядь, одни трусы, блядь. Сука, ехуей, блядь, нет? Использованные какие-то, нахуй, отправили. Сказал, я хуею. Так. The Insider. Украинские военные взяли в плен неаполитанского полицейлу, Пицейлу, который изнасиловал девочку и ушел воевать за Россию. ВСУ захватили в плен 50-летнего Джани Ченни. Ну в тот день же читал я, блядь, про него. Этого, блядь, нахуй. Итальяшка какой-то. Ну и что он сделал, нахуй? Давайте почитаем. ВСУ захватили в плен 50-летнего Джани Ченни, добровольца российской армии из Италии. Об этом изначально сообщил итальянское издание, а затем подтвердили телеграм-канал десанта штурмовых войск Украины. Как выяснила газета «Либеро», на родине Чечни обвиняют в насилии над 9-летней девочкой. Тыгдынский, блядь, индюк. На допросах девочка рассказывала, что мужчина старался остаться с ней наедине и прикасался к ее гениталиям. В 2016 году неаполитанцы приговорили к 7 годам тюрьмы, пишет Napoli Today. Приговор вступил в силу в 2022 году. Однако к тому моменту повар уже убежал из Италии в Финляндию, а оттуда перебрался в Россию. Ранее инсайдер рассказывал о другом иностранном контрактнике в рядах российских военных, американце Уильмере Пуэлла Мота, который оказался скрывающимся от суда любителем детского порно. Ну да, еще зимой, когда там я вам читал про это, да. Хуй какой-то тоже был, блядь. Все, короче, какие-то индюки, нахуй, которые накосячили, все бегут в Россию, нахуй, избежать тюрьмы, блядь. Такая вот хуйня, блядь, у них. Метод, нахуй. Сразу узкожопые им братья становятся, блядь. И Туркменда вообще вип-газ. В Туркменистане вип-газ. О, Лиза какая-то. Лиза, блядь, какая-то вылезла тут, нахуй. Лично были моменты, если... Чё? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Не матерись, Чечня на связи. Чечня на связи, молодцы. Нохча на связи. Не, у меня же такой, группа такая. Мат на мат здесь. Тут никак. Так. Батыр Талпар пишет. Лахам рассказывает, что про время героев, пока реальные военнослужащие бегут из армии любыми способами. Ее 30-летний сын Павел в 22 году решил отправиться добровольцем на войну в составе батальона Достовалова. В апреле 23 года мужчина прибыл в отпуск в тяжелом физическом и моральном состоянии. Галина обратилась по рекомендациям к уфимскому адвокату Роману Петрову, который пообещал ей, что освободит сына от дальнейшего участия в войне. И что потом? Мать погибшего на войне военного из Башкортостана пожаловалась Бастрыкина на адвоката. Ну понятно. Поэтому Лахам рассказывает про время героев, пока реальные военнослужащие бегут из армии любыми способами. Понятно, короче говоря. Угу. Чужие моральным состоянием Марины. Понятно. Короче говоря, Башкортостанда, получается, почему-то вот меня что удивляет, блин, вот ее зовут Галина. Явно какая-то узкожопая. Если она узкожопая, ну, крайняк, ладно, какая-то Марийка, Чувашка, еще какая-то там Эрзя Мокша. Крайняк. Почему Башкортостандан, Хам-Татарстандан нету жалоб от башкиртов и татар? Че, ваши сыновья, так и должны просто идти тупо умереть? Что-то я не могу понять. Почему нету этих жалоб?
Почему, вот, кстати, вот человек говорит, из Чечни. Из Чечни нет жалоб. Из Дагестана нет жалоб. Почему? Чего вы какие-то нежалостные? Почему узкожопые имена, по крайней мере, да, вот такие узкие имена постоянно жалуются? Вот это мне объясните, почему у них есть жалобы, у нас нету даже жалобы, блядь. У вас только жалоба, как Алсынов. Гора, 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 да? У вас вот эта жалоба. Вам люди вообще не интересны, да ведь? Я так понимаю, Башкортостан, Татарстанда люди неинтересны. Дохнуть как мухи, я не знаю, вам это нормально. Келелерде күмәләрдә куялар. Ну, нәрсә инде? Шулай инде, үлде куйды инде, нәрсә инде? Җаназасын укыйсыздар, җөмлә тамам, да? И вот этого не могу понять. Почему нет жалоб? Почему нет каких-то революций, восстаний, если уж на то пошло? Почему вы вот не пишете Бастрыкину, мына минем Русланом китте, мына минем какой-то там Ради Хабировым ульде, Миниханов ульде? Почему жалобы-то не пишете? Почему какие-то узкожопые везде? Ведь суд же они орут, там Путин помоги, там орут, блин, везде, в Сибири узкожопые, везде узкожопые орут. Но нету из наших регионов никого, никто не жалуется. Вам зачем? Вы что не жалуетесь-то? У вас же Бастрыкин есть. Кстати, сегодня наткнулся на одну тему. Опять Чечня, Кадыров. Вспомнил. Тут этот Мурзагулов нарисовался, этот Мурзагулов. Крендель Мурзагулов. Мурзагулов какую-то тему начал гнать тут. Ну, он же, так скажем, пиарщик весь там. И оттуда ведь инда. Бывший пиздалис. Начал типа сейчас что-то мутить. Я сразу, как говорится, забегая вперед, скажу. Мурзагулов, как раз таки. Фарида Курбангалеева, еще подобие вот таких людей окончательно нам, как говорится, не нужны. Окончательно, я вот, послушав его, понял окончательно, они нам не нужны. Почему? Тебе раскидываю тему. Сегодня, кстати, вот сегодня именно, я не стал его скидывать, зачем распространять его говно. Я послушал минут 20. Он, ну, может, не до конца даже я бы дослушал. Короче, в этом нес он одну вещь. Поднимает вопрос Кадырова. И полностью, как говорится, там разбирает, я так понял, по косточкам. Для кого? Самое интересное. То, что он говорит, пофиг, что он говорит. Вообще, до лампочки. Нам, по идее, пофиг, блин. Самое интересное, он несет эту хрень. Без мин мусульман башкорт, мусульман татарларга түгел. Или там чечен, или дагестанларга түгел. Мусульманларга он не несет эту хрень. Вот если вы зайдете, поинтересуйтесь, я не хочу его рекламировать, но просто, если захотите, или кто-то, если слушал, просто послушайте и сами делайте вывод. И для меня этот, я не знаю, как красиво сказать про него, урод, короче говоря, он реально сделал эту публикацию, как он ездил, если помните, к пленным. Я такой думаю, да, сейчас посмотрю у него что-то путевое. Ни хрена ничего путевого не было таким, вы поняли, да ведь? Он всю публикацию делает, оказывается, для узкого мира. Для узкого мира. Он не для Руслана Габасова делает. Он не для Кашапова делает это. Для узкого мира. Не для Ахмад Закаева делает он. Не для дагестанцев. Он делает для узкого мира. И весь его вот этот пиздеж 20-минутный, вот этот уродский, у него идет все к тому, что, вот понимаешь ли, примерно я уловил от этих слов его, понимаешь ли, Кадыров такой, типа, там, говно, грубо говоря, а вот, понимаешь ли, вот, он это как бы освещает с такой тематикой, что, типа, блядь, если он говно, а вот надо какую-то тему сделать с помощью какой-то будущей Москвы, и типа вот этого не должно быть. Понимаете смысл? И самый интересный момент услышал еще, типа там кадыровский халифат, но для кадыровского халифата
выходит, оказывается, какое-то говно каналы бастрыкинские. Если помните, такие каналы есть еще на узком языке, такие, я еще, когда-то я их тоже слушал, я не понимал, о чем пиздят они. Я сегодня услышал на его эфире, как раз он вставляет, не идет, вставляет, не идет. И как раз я услышал вот эти тематики там, такой голос такой, узкожопый голос такой, который говорит, типа, вот там что-то там происходит там в Чечне или там Кадырова. Да, он рассказывает про все. Вот этот канал рассказывает про все. А это, оказывается, бастрыкинский нахуй проституции канал. Бастрыкинские каналы это. И это что означает? Это такую тему подвел он. Типа Бастрыкин точит зуб на Кадырова. Окей. Точит, не точит, нам похуй. Но суть доноса вот этого именно Мурзагулова, это не для нас. Это не для нас. Почему? Разъясняю. Потому что кадыровцами с Дагестаном будут разбираться не мы. Поймите, туганлар, без түгел. Не Мурзагулов, ебаный ишак. А мы будем разбираться Хабиров, блядь, и Минниханов, блядь. А Кадыров, блядь, Дагестан, блядь, будут разбираться Ахмадзакаев. Чеченцы будут разбираться, не наше дело. Это раз. Мы, да, сверху что-то там пропиздошить можем про Кадырова, там какой-то хуй туда-сюда, вот так. Но то, что там он наводку кидает, блядь, бастрыкинская, кадыровская тема, оно не нам. Оно не нам, блядь, идет. Оно вообще к нам не идет, блядь. Потому что, во-первых, раскидаю свою мысль. Кадыров, если даже такой черт нахуй, манкурт, ну явно он не узкожопый, это раз. Бастрыкин это Москва, на которую мы идем, блядь. А Кадыров внутри Чечни. Это как Хабиров внутри Башкортостана. Получается, там пиздюлей получать будут они от нас. А не от Бастрыкина. Или там, пока мы зайдем, они не переебут друг друга, мы-то не знаем. Но суть не в этом. Суть в том, что внутренние дела каждой республики будут решать то ополчение, которое идет. Вот мы будем решать. Исходя от этого, Мурзагулов пытается прогнать эту тему. Сейчас не знаю, сколько, когда я смотрел, у него от силы там, не знаю, 600-700 человек посмотрело. Может, еще меньше, не помню. Не знаю, сколько у него оборот это возьмет нахуй. Но идет он на узкий мир. Публика узкого мира. А мне не нужен публика узкого мира. Мне нахуй вы нужны, блядь, узкожопые. Вот, услышите меня, вы нахуй мне не нужны, блядь. Мне нужен, блядь, башкирт настоящий. И татар настоящий меня нужен, блядь. Без примесей, блядь. Шуканган туголь, блядь. Не эти, блядь, крестоносцы ебаные и манкурты. Нормальные люди. Также в Чечне чеченцы сами разберутся со своими людьми. А Мурзагулов, получается, как прошмандовка, как был нахуй ублюдком, блядь, пиарщиком, блядь, Путина, Хабирова, хуево, кем он был. Он таким и остался ублюдком. Это уже означает, блядь, я его имя уже не перевариваю, нахуй. Станислав Малякин, блядь, Хуинштейн тоже какой-то. И главная фамилия Мурзагулов. Кто кого ебал там непонятно, но имя узкожопое. Метис ебаный. Хоть и я метис, но Аллаха шүкір мен урыс түгел, блядь. Украине в конце концов придется снизить призывной возраст. Вот дошли до него. До 18 лет мы четко заявили, нехватку людей Киева придется решать советник Байдена Салливан. Это острая проблема, даже если мы обеспечим их всеми боеприпасами. Давайте послушаем, я... Well, first of all, they did change their law. Their conscription age Not to 18. as of a year ago was 27. It's kind of remarkable compared to how we do things, that from 18 to 27 years. Вот это Салливан, вот этот, я только его теперь посмотрел, блядь, его рожу. To facilitate people under the age of 25 entering. But you have to Уёбок recognize же, блядь, manpower issue in По его Ukraine роже is an видно issue that has уёбок, evolved over нахуй. time. It has become more acute over the Он course of Гитлер, the last year. нахуй. And the need for Ему Ukraine to be похуй, able to блядь, на fully народ, populate блядь. its brigades and battalions as we have flowed in a massive Пиздит quantity на английском, of конечно, блядь. the munitions and military equipment they need. It has grown, and we've made no bones about that, and we have briefed the new team on that.
So let's see what happens now on a going forward basis. That's ultimately a sovereign decision Ukraine is going to have to make. Просто But we have туганlar been ирен crystal кибе, clear, including publicly, томак кибе, that блядь. power is Короче, пиздить на английском, понятно, милитари, я. 18-летние, короче, сосунков хотят отправить. А я вам сколько уже год долблю об этом, что 30-50 Boshqirdiston bilan Tataristondan 30dan 50ga xatligina qadardagina mujiklar kerak. Выше тоже не надо. 51, 52 не надо. Зачем нам эти старики? Мы стариками будем через 10 лет. Вот мне тоже 39 сейчас. Через 10 лет мы тоже никому не нужны будем. Поэтому сейчас надо это решать. Вот сейчас, пока мы можем, хотя бы цель иметь. Хоть и в очках я, блядь, нахуй буду. Лупы нужны, блядь. Туганлар. 18 лет. Туганлар деймін деп. Туганларға да, само собой. Башқұрт, татар, қазақ, узбек, кыргыз, таджик, всем. Чечен, Дагестан, всем братьям-мусульманам. Это раз. И украинцам. Украинцы. 18-летние это дети. 18-летние, блядь, это нахуй не дело. Поэтому первая задача сейчас, если вы, так скажем, в данный момент идете в демократию, идете нахуй от этого Путина, блядь, нахуй, против к нему, да? Первая задача сейчас создать нахуй внутри Киева какой-то бунт, потом этот бунт нахуй сказать, блядь, какую-то хуйню поднять, народ поднять, чтобы, что, блядь, никто нахуй 18-летние не пойдут. Как было нахуй 25 или 26, когда, сколько у вас там было? Так и будет. Все, ниже не будет нахуй. И то 25-26 тоже это мало. С 30 надо брать. И теперь тут самое интересное. То, что я вам предлагаю, блядь, изначально. Услышать. Конечно, вот в ТикТоке 2 человека только. Это порожняк полный. Рахмат хотя бы им. 2 человека посередине. Тут 75 человек сейчас в другом ютубе у меня. Смотрите. Если украинцы тут есть, услышьте меня еще раз. Вот сейчас как раз то время сказать этим американцам, вот этому сраному Салливану нахуй, этому сыкуну ебаному, сказать, что, блядь, есть Республика Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан. Вот мы пойдем, блядь, против Москвы, мы пойдем. Нас вооружайте, блядь, нас оружие нам нахуй дайте. Добро дайте, плацдарм дайте, зайти в Украину, обеспечить документооборот, чтобы мы отсюда трогаться могли, туда-сюда что-то могли делать. Гарантии нам нужны. И тем самым уже мы соберем войска, соберемся и идем, как говорится, Башкортостан на Татарстанга. Разъебем, как говорится, свои регионы, потом двинемся на Москву. Только таким образом. Сообща. Само собой сообща. И в этот момент я уверен нахуй, Путин уже дёру даст нахуй с этой московской болот нахуй, куда-нибудь нахуй. Куда неизвестно. Но искать придется его нахуй. Уёбок, куда он вылетит оттуда. Вот этот момент, блядь, мне интересен нахуй. Как Асад, он явно куда-то дёру даст нахуй. КНДР, наверное, попиздает. Северную Корею, наверное, поедет туда, блядь. Куда он поедет нахуй? В Китай? Потеряется Шаолином? Блядь, нахуй. Сука. Вот так, поэтому Украина на связи, как говорится. Украинцы, вы услышьте. Ваши дети уже так и так передухли там за эти годы, за 3 года. Сейчас наша очередь. Очередь мусульман. Мусульмане порешают Москвой. Вы поймите, мы идем ради Аллаха. Мы не крестоносцы. Мы ради Аллаха идем. Если мы даже умрем, не жалко. Самое главное, мы освободим свои регионы. Понимаете смысл тут? И тем самым вы тоже освободитесь. Вы этого не можете услышать. Конечно, не услышите. Я в своей каморке нахуй здесь сижу, блядь, говорю вам об этом. Блядь, надо это как-то выводить наверх. Вывести меня надо куда-то. Не может это Габбасов сказать. Кашапа, блядь. Ахмад Закаев не может сказать. Если не могут сказать, я скажу. Я говорю уже. Я говорю, у меня нет хозяев. Я вам сегодня на улице тоже говорил об этом. У меня нет хозяев сверху. Аллаха шкур, у меня есть только Аллах Та'аля сверху. Хозяин наш. Вот он. И все, нам никто не нужен. И это не какие-то громкие слова. Это не громкие слова. Но я один не могу идти. Я один не могу идти, блядь, против Москвы, блядь.
Один же не могу. Ёпта. Пригожин и то не один был, нахуй, развернулся, блядь. Я-то чё, блядь? Как говорится, ветром сдует, блядь. От урагана. Бомба, блядь. Так. Идем дальше. Фронтовое на видео попытка русскими эвакуации своих раненых. Невзоров. Почитаем и потом видос поставим. Здесь примечательно не беготня орков, а то, что вот что они превратили милый и уютный, некогда полно хохота, песен, забот, страстей и счастья аккуратненький поселок в Украине. Потом дальше будем читать. Что они сделали, уроды? Скажу, Сейчас до чугуна, что ли? Куда бежать-то тут, пацаны? Все, главное, они снимают. Мне интересно, что они ебанутые, они снимают все, понимаете? Что мы видели, что они ебанутые, блядь. Ну, давайте перемотаем. Какие-то развалины. Короче, непонятно, куда бегут. Давайте почитаем. Тут непонятно. Бегут куда-то, нахуй, пленного, этого, раненого своего тащат. Ну, что-то тащат, что-то. Итак, окей. Невзоров знает лучше. Именно так выглядят теперь все населенные пункты, о захвате которых рапортует МО РФ. Ну, понятно, разъебанная территория Украины, как бы, и это все пытается узкожопой отжать и начинать уже там, где-то там в Донецке, Донбассе, или я не знаю, где, блядь, стройка идет. Именно какая стройка, и помните, я на тех эфирах говорил вам, Кадыров, половина нахуй, и Минниханов, блядь. Понимаешь ли, блядь, нахуй. Татарин с чеченцем, понимаешь ли, поделили тут территорию ебаную, нахуй. Чужую, блядь. И строят что-то там, блядь. Как будто бы, блядь. По идее, отжимает просто бабло, нахуй, с Москвы, который туда капает. Вот и все. В них пришел узкий мир, мир трупов, горя, развалин и дерьма. Жизнь теперь и здесь тоже уничтожена навсегда. Вроде бы у орков хватает уже имеющихся помоек в их РФ, но они вечно стремятся расширить территорию смерти и для этого двигают границы, превращая и чужую жизнь в выгребную яму. Их пропаганда давно уже не скрывает то, что, удовлетворяя свой основной инстинкт, русские хотели бы увидеть такими, как это село, Лондон и Прагу, Киев и Мадрид. Невзоров. 100% согласен, блядь. Вот, понимаете, вот куда узкий мир заходит, так же было и с Узбекистаном моим. Куда они не зашли, они все оставляли за собой в разъебе. И можно и Грозный вспомнить. Вдобавок, недалеко прям. 30 лет. Всего лишь. Так, идем дальше. Просто комментарий я... Этот, есть что, комментарий, так, Номат Мандаму. Братан, ты тут, нет? Kim nima yozyapti bunda? Непонятно, я не смотрю комментарии, я думаю, что-то это очень много комментариев, я не могу сейчас пока. Потом. Так, километр истории. Так, как раз давайте чуть-чуть история. Башкортлар турында, само собой. Столетняя война башкир с калмыками. О, интересно. Угон лошадей и калмыцких женщин. Пленные калмыки, перешедшие калмыки, принятие ислама, присоединение к башкирам, появление нового башкирского рода калмак. Столетняя война башкир с калмыками. Почему? Вот здесь всегда пишут башкиры, вот это меня накаляет. Урусталина утканда башкир деп үзін этот начинает присмыкать. Башкир деп язбет енді. Башкирт – единственный народ, который оказал сопротивление, вторгшийся в 17 веке в Заурале и Поволжье Халем-Гут, монголам, калмыкам. Обе стороны вели войну, которая длилась 1 век, 1620-1720 году.
Она заключалась в набегах друг на друга с целью захвата пленных, также женщин и имущества. Калмыки, будучи пришлыми, воспринимались, наверное, башкирами, опять башкирами, как оккупанты. Несмотря на то, что часто можно слышать, что якобы казахи воровали у башкир невест. Факты указывают и обратное. Башкиры часто захватывали пленниц не у казахов, если не у казахов, то у калмыков точно. Пленных калмыков обменивали на самую их главную ценность – калмыцких лошадей. В Уфе было конное торжище, куда калмыки приезжали без опаски, так как их безопасность лежала на уфимской приказной избе. Один пленный обходился калмыкам в зависимости от статуса от 8 до 15 лошадей, что при средней стоимости лошади в то время от 3-5 рублей могло достигать до 100 рублей. И тут давайте остановимся и вопросом зададимся аудитории, какие калмыки и откуда они набегали. Если калмыкам вот этот кусочек, дерьма, которым сейчас они живут, дал, как говорится, выделил Казахстан. О каких калмыках тут речь идет, я не могу понять. Калмыки откуда бежали, куда бежали, как в Башкортостанга они бежали, куда бежали, вот об этом не пишется здесь. Вот это интересно, Откуда калмыки бежали в Башкортостанга, Если это нынешняя Калмыкия, оттуда в Башкортостан они шли? Через другие вот эти регионы? Что-то я не могу понять. Или Оренбург это был Башкортостаном? Тоже непонятно, если он был Казахстаном. Откуда калмыки перлись, как говорится, в Башкортостанга? Вопрос, как говорится, на засыпку. Средняя стоимость выкупа пленника в то время составляла 40 рублей. Особенно ценились женщины как калмычки, так и башкирки. Почему 40 рублей? Или давайте вернемся, вот здесь сейчас голова работать начала. 1620, 1720, это уже, пидорасии они. В пидорасии находятся. Если рубли идут, Во, нахуй. Если Казань пала в 1500 каком-то, 52-м, а это 1620, 1720, значит, Калмыкия уже была на своем месте, Тогда, если на то пошло. Получается, с Калмыкии пиздовали Башкортостан, что-то мутили, нахуй. И рубли пользовались. Получается, рабы, они же рабы уже, рабы и те, и еще между собой воевали. О, интересная хуйня какая-то, Хуею, Особенно ценили женщин как калмычки, так и башкирки. Обе стороны выкрадывали их для обмена на свою родню. Так сказать, про запас на случай неожиданного набега. Это указывает на то, что набеги в то время были обычным делом. Так, в 1644 году некому башкирину Акману Байчурину было разрешено купить в Уфе пленных калмыцких женок для обмена жены своей, Эргаада. Нахуй, что я читаю, из книги какой-то, нахуй. Калмыки за своих жен также готовы были отдавать за них самое ценное – русских пленников, в том числе и дворян. Нихуя не понял, нахуй. Еще узкие пленники, были еще, Почти нихуя не понял. Ну, история, как говорится, замалчивает, Нет, подробно написать историю, Написана такая история странная, Вот кусочек оторван, и вот эта хуйня всунута, Откуда нахуй там русские? Откуда нахуй, так скажем, пленные русские? Вот это удивительно еще, добавок. Если Казань пала уже в 1502, а тут речь идет о 1646, Башкортостан, значит, в то время еще был свободным, получается. В 1646 году в Уфимском уезде прибыл некий калмак, близкий к правителю Дайчину Чукалу, который просил отдать свою пленную башкирами женку за 10 русских людей. Так, в 1649 году башкирский отряд из 560 человек полностью уничтожил 500-ный отряд калмыков около Соловарного городка. Было захвачено 36 пленных, из которых только 12 было отдано уфимскому воеводу Христофору Рыльскому в качестве языков, о чем он жаловался государю. Военные рейды башкир на калмыков были часты, и это было связано с несколькими причинами. Первое заключается в том, что
калмыки для башкир были кяфорами. Вот я и думаю, блядь, нахуй, как они между собой меняли жен? Хуйня какая-то, блядь. Неверными. И по этой причине они, основываясь на понятиях своей религии, считали, что их кровь и имущество было им дозволено. Также вторая дополнительная причина заключается в том, что они, то есть калмыки, пришли народ, который посягает на чужие земли. О рейдах и нападениях башкир на калмыков русская администрация узнавала последней. Хозяин-барин еще уже был, блядь, нахуй. Вот я это и говорю, блядь. Москва была уже, ёб твою мать. Приведем из российского архива один из немногих документов жалоба калмыков на башкир. Калмыки, как говорится, начали жаловаться, блядь, своим, блядь, нахуй, хозяевам. В 1644 году в ходе переговоров с уфимским дворянином и Черниковым Анучиным Тайша Дайчин признался, что под Казань и Астрахань он посылает свои войска, потому что тех городов ни от кого нечем не опасен. А опасен я только от башкирцев, кое чинят мне к шкоду, вред, ущерб великую на улусы мои, приходят войной, и людей моих побивают, и в полон плен емлют. Блять, на ихнем языке каком-то, сука, староузком языке, блять. Силы забирают. И мне самому от них не оберегайтесь. Калмыцкий правитель рассказал о неудачном завершении последних походов на башкир. А коли мы на их башкирцев хаживали и нападали, то мы де с потеркой проигрыше к себе прихаживали. Калмыцкие дела. Блять, улетело. Секунду. Сейчас. Что-то, блядь, проебал вспышку. Новостей до хера, короче. Так. В 1648 году вышел указ царя о смертной казни за нападение на калмыков. Но его башкиры не соблюдали. Башкиры не только не перестали нападать на калмыков, но стали в отместку угонять скот у вассальных им ногайцев. В 1657 году от калмыков в Уфу пришел посол нагаец Янибек Идилбаев, который жаловался на башкир, монография Азнабаева «Статус пленных в башкирских общинах 8-7 века». В конце концов, постоянные набеги башкир вынудили калмыков в 50-х годах 17 века просить российское подданство. В посольском приказе было создано калмыцкое отделение, которое круто повернуло политику в отношении калмыков. Смысл поняли? Я примерно понял. Короче говоря, калмыки обосрались в оконцовке от башкортов. А не башкир, блядь. От башкортов обосрались и в итоге, короче, просились у хозяина Кремля, нахуй, чтобы их они, как говорится, приняли. И, как говорится, они будут сосать, нахуй. И вот до сих пор сосут, нахуй, калмыки. В пустыне своей, нахуй, у Москвы. Так что вот так вот. Калмыклар, нахуй, вы обосранный народ, оказывается, в идеале, нахуй. Вот я понял это, нахуй, только. Так что, нахуй, вам еще до нас дохуя, блядь, идти, уроды. Так. Кстати, узкоглазые уроды, нахуй. Узкожопый хозяин у вас, блядь. И вы узкоглазые. Добавок еще, блядь. Уёбки, нахуй. Так. Ну, это явно уж кусок дерьма. Это калмыки, нахуй. С Монгол или откуда, нахуй, они. От китайцев, нахуй. Отгрызок, нахуй. Как этот, блядь, нахуй. Сука, в Таджикистане, блядь. Сука. Вот эти, блядь, нахуй. Другие таджики, блядь, не таджики, как их, блядь, войска, блядь, хуя этого, блядь, сука, этого, крестоносцы ебаные, не помню, блядь, как звали, блядь. То же самое, блядь. Так, ладно, Кушта-Байрам. Кстати, что Кушта-Байрам мы не смотрим? Давайте-ка по Кушта-Байраму пройдемся. Вот это уже дано дополнение. В
Тульском полыхающем военном госпитале произошло полное обрушение крыши на площади 1000 квадратов, блядь. Заебок. Полностью уже ебануло, блядь. Рафат. Получается, мне кажется, знаете что? Военные, пленные, заживо хотели сжечь, мне кажется, их. Не просто оно горит, блядь. Понимаете? Чтоб, блядь, нахуй, эти военные пленные там не были. Точнее, больше туда не пришли. А кто был, и тоже нахуй, чтобы, как говорится, охуевали там. Вот примерно такая хуйня. Пожарные около 5 часов не могут ликвидировать горение. Причиной возгорания могла стать якобы неисправность электропроводки. Ну, у них всегда электропроводка, нахуй. Гнилые, нахуй, здания, блядь. Если у вас избы гнилые, там бабушки ваши живут, блядь. 57 раненых, эвакуировано. Сколько погибло, неизвестно. Нихуя себе. Видите, погибло уже, говорят. А до этого я вам читал вот в начале эфира, что там что-то горит только. Погибло не было. Уже погибло. Блин, блядь. Просто хереют, Ланар, блядь. Окей. Возвращаемся. 3 танкера с российской нефтью проставят у берегов Китая. Китайская Шандонг Порт Групп ранее запретила заходить в порты под санкционным судам. Кстати, да, в новостях тоже об этом говорилось. Все, как говорится, сказали там, сейчас тоже тут почитаем, сказали там, что вот эти, блядь, 180, что ли, про 3 говорится, там то ли 180 судов, блядь, или что. Короче говоря, если вот этот черные пираты, да, этих ушлепков московских, блядь, корабли, блядь, эти все танкеры, блядь, если запретили, и теперь они, короче, ищут, короче, выход, блядь, как их, чтобы возобновить, блядь. А в этот момент уже падает, блядь, так скажем, вес, допустим, сколько там у них, допустим, какой-то процент, да, узкожопые, которые пихали куда-то что-то, вот эта тема, и эту тему уже как бы пытается, ну это так, я то, что слышал, пытается забрать Трамп. Трамп, короче говоря, хочет уже переломить эту ситуацию, блядь. Само собой, переломить может это нефтяную тему и Катар, и другие арабы, короче. И в этот момент вливается и та же тема американцев. И получается, блядь, застой. Шумихи надо, блядь, движухи, блядь. Вот это что-то узкожопая движуха, что-то у Путина не получается. Движухи нету. Путлер нахуй. Чё ж так, блядь, а? Движухи-то нет у тебя. Застой. Стрелять надо нахуй, да? По танкерам, блядь. В итоге 3 танкера с более чем 2 миллионами баррелей российской нефти простоят в водах Желтого моря. У восточного побережья Китая после того, как США ввели против них санкции. Bloomberg пишет, короче. По данным аналитической компании Кплер, блядь, в 2024 году стала провинция импортировала в день около 1,7 миллиона баррелей нефти из Ирана, России и Венесуэлы, что составило примерно 17% китайского импорта. И Индия вслед за Китаем перестанет принимать нефтяные танкеры, подпавшие под антироссийские санкции. Об этом издание сообщает со ссылкой на 2 индийских чиновников, чьи имена не называются. По словам одного из них, новые ограничения будут применены в отношении подсудных судов, зафиксированных в индийских портах после 10 января. Ну вот так вот. Это как раз таки говорят, типа, тема переговоров. Тема переговоров, типа, тем самым они хотят поджать, как говорится, хвост этим петухам московским, короче. Ну, не знаю. Ну, моя тема всегда, вот как через какой-то ну, так, промежуток времени, постоянно я говорю, поджать хвост узкожопым, только, как говорится, уничтожить Москву. Наша задача уничтожить полностью Москву. Больше нахрен нам ничего не надо, Туанлар. Вот и все. Ни танкеры, ничего, блядь. Разберемся потом. В первую очередь, как говорится, до Ненеции, Перем, Коми, все отжать, блядь, у узкожопых, блядь. Рядом, чтобы с нами, с нашими территориями не было никого, блядь. Никого. Вдобавок к тому, что, вспоминая слова Габбасова насчет Оренбурга, само собой, все земли, которые по истории должны быть у Казахстана, должны все в Казахстан отойти. Я не хочу наблюдать возле себя узкожопые пространства, так скажем, переулки, глисты, я не знаю, как хотите называйте, блядь, промежутки, блядь, глистов, блядь,
узкожопых, я не хочу наблюдать. Между нами не будет границ. Значит, означает это, все будет там Казахстан. Все, вот низ Башкортостана с Татарстаном примерно должен быть Казахстан. Никто там не должен заселять нас. Вот то, что внутри останется, вы будете нашими рабами. Узкожопые, если захотите, будете жить. Внутри нас. Внутри Башкортостана, внутри Казахстана, внутри Татарстана. Вот это. Кстати, насчет Казахстана. Новую территорию, которую вы возьмете, таким же макаром. Узкожопых выжить – новая тема. Эту тему нужно будет и вам пользоваться. Не даем паспорта. Остаются они своими сраными красными паспортами. Если помните, во время СССР такая же хуйня была. Ходили все с красными паспортами. Помните? У всех были красные паспорта СССРские. Никто не хотел бросать их нахуй. Они их хранили, пока не заставили брать уже нормальные паспорта там, другие. В итоге, короче говоря, тут то же самое будет нахуй. Эти узкожопые останутся с этими красными паспортами. Казахстан только должен, когда они казахский язык сдадут, эти оренбургские люди, низ Челябинска, низ Куандыка, вот эта вся земля, которая уйдет, должны будут нахуй давать экзамен. Если они сдадут казахский, а у нас башкорт тілін, Татарстанда татар тілін, вот вы когда сдадите экзамены нахуй, тогда только вы будете получать паспорта. А так нет. Будет нахуй как в Латвии. Латвии сдал язык латышский, дальше идешь что-то делать. Узкожопым это так, закон там. Именно узкожопым это. Не сдаешь латышский язык нахуй, или башкорт хам татар тілін, не сдаешь экзамен, все. Ваше дело торфяники, товарищи. Поэтому узкожопые паспорта вам не следует выкидывать нахуй. А башкорт хам татар, казах паспортом получать вы заебетесь, пока не сдадите экзамен нахуй. Так скажем, на 5. Поэтому сейчас уже начинайте учить узкожопые из Башкортостана, с Татарстана, если вы тут наткнулись на меня, учите сейчас уже язык прям. Сейчас идите, нанимайте репетиторов, башкортов, татаров, платите им бабосы нахуй и учите языки наши. Срочно нахуй учите, уроды. Так. Кроме того, индийские банки будут требовать сертификат прохождения груза, чтобы получить гарантию, что сырая нефть не поступает от подпавших под санкции поставщиков. Нефтеперерабатывающие заводы Индии готовятся к переговорам о срочной поставке сырья Ближнего Востока. А почему? Знаете почему? Потому что индусы, по жизни они были под англичанами. По жизни. Они не долбоебы. Хоть их дохуя там, и гондоны, те еще, которые мочат наших мусульман, кстати, тоже недавно видео видел, как там издеваются, избивали в поезде одного мусульманина за что-то непонятно, блядь. Вообще придурки, нахуй. Я бы к ним пошел бы тоже войной, нахуй. Разобраться, блядь, за мусульман, блядь. Чтобы порядок навести. Тимурлан там был, или Бабур там, или кто там был. Ебал их в то времена, блядь, всех ублюдков. Тадж-Махал построил, если что, узбек. Так. Так, сейчас выглядит Торецк после освобождения. Даже интересно, откуда в мире столько русофобии и ненависти к русскому миру? Торецк после освобождения, блядь. Где это Торецк, я еще даже не могу понять. Может, какого освобождения, блядь? Полный разъем. Страшно, если страшно фильм ужасов. Бывает вот примерно, блядь, 41-45, блядь. Вот примерно вот такая тема, блядь, была. Понимаете? Фильм ужасов, блядь. Где просто огрызки, нахуй. Чтобы я не казаться, как говорится, по карте тупым, давайте карту посмотрим. Торецк, что это было, нахуй? Постоянно же по городам говорят, Донецкая область это оказывается. Ёб твоя мать. Донецкая область, нахуй. Чё, Донецк, Торецкая область, Торецк, Донецкая область. Кто освободил? Вот этого я не могу понять, нахуй. Кто освободил? Украинцы освободили? Что-то я не вкуриваю, нахуй. Вот почему вот так они делают, нахуй, вот эти, сука, понапишут вот так и гадай потом, почему
так сейчас выглядит торец после освобождения. Освобождение кого? От кого? От русских, блядь? Хотя пишите, даже интересно, откуда в мире столько русофобии и ненависти к русскому миру. Вопрос задает. Какой-то вот понять, соловьиный помет, порой у него контузия, нахуй. Наверное, остальное мы должны как-то догадываться, нахуй, по его мыслям, блядь, нахуй. Не дописывает, блядь. Уебок, блядь. Так. Ну, послушаем. Наша земля, наша территория. Мы так относимся. Израиль так не относится к Сирии. Мы, к сожалению, очень плохо все изучали военную историю. Но в военном училище другому немножко. Когда мы шли на запад, по тем землям, которые были захвачены гитлеровцами, надо посмотреть, в каком виде мы брали собственные города. Понимаешь, надо посмотреть на руины, вспомнить руины Сталинграда, посмотреть на руины Минска, понимаешь? Но от Беларуси ничего не осталось, мне дед рассказывал. Я, говорит, такого никогда еще не видел. Потому что, когда надо освободить землю, мы ее должны освобождать, а восстанавливать и жалеть мы будем потом. Ну, теперь-то вы поняли, почему освобождение руины и никакой жизни потом восстановят когда-нибудь. Видите, вот эти два сообщения вместе пришли. Я не вкуриваю, нахуй, вообще не вкуриваю. Получается, это освободили узкожопые, торец освободили. От кого освободили, я не могу понять, нахуй. Короче, Туганлар, вот такие какие-то недоделанные эти новости, я прям даже порой читаю, блядь, и в ступор захожу, блядь. Ладно, может, потом найдем, блядь, более подробно что-нибудь. Так, в России предложили создать банк сперм... Чё? Банк спермы, блядь. В тот день только читал, нахуй, об этом, блядь. Опять такая. Героев СВО. Или сегодня читал в начале, блядь. Чтобы улучшить демографию. Помимо решения демографических проблем, банк спермы станет моральной поддержкой и возможностью для продолжения рода для россиянок. Сука, нахуй. Узкожопые. Можете не хранить. Свежие сливки, нахуй, мы вам отправим с Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана. Нахрен вам какие-то тухлятина, блядь. Протухнет она завтра уже, понимаете? Нахуй вам свежие дадим, нахуй. Настругаем, нахуй вам свежего. Не ссыте, сучки крашеные. Так. Ай, блядь. Моральная поддержка, блядь. Теряющих супругов на войне, заявила член Общественной палаты Екатерина Колотовкина. Тогда, знаете, идея какая, блядь? Перед этим, блядь, нахуй, перед стрельбищами или перед мясом, нахуй, тогда пусть всем дают, нахуй, боеприпас, и там, блядь, баночка, нахуй. Настругайте, нахуй, блядь, нахуй, перед смертью, блядь, нахуй. Всем, нахуй, раздадут, блядь, нахуй, баночки, блядь, такие, блядь, из-под мочи, которые нам давали, блядь, в школе, блядь, когда мы сдавали, нахуй, мочу, блядь, или там, блядь, в больничке, блядь. Вот так. Каждому баночку солдату, нахуй. Путин, не забудь каждому баночку, нахуй. И я не знаю, блядь, что у него, чтобы там стояло, во-первых, блядь, на войне, я не знаю, станет или нет, хз, блядь. И проститутку срочно, нахуй. Обязательно, блядь. Снова, блядь, нахуй, вот призыва, блядь, весеннего. Обязательно. Баночка для спермы, нахуй, и проститутка каждому солдату. Выдать, нахуй, по статье, блядь. Обязательно, нахуй, чтобы они настругали туда, нахуй, хороших детей, узкожопых, блядь. Сука. Везде говорим, что уходят лучшие. Ой, лучшие уходят маньяки, блядь, нахуй. Всякая шушера, нахуй, с тюрьмы, нахуй. Всякая бестолочь, нахуй, уходит, блядь. Манкурты наши, в конце концов, уходят. Нахуй нам похуй, блядь. Нам похуй, блядь, нахуй. Так что башқұрт татар қызлары келегізмірамында бала көбейтірбіз рахатланып ярармы, нахуй. Каждого вас буду оплодотворять, нахуй. Алла берса. Не ссыте, нахуй. Мы есть, блядь. Не ссыте. Так что, блядь, искать не надо никого там, блядь. Хуев каких-то со спермами. Так, героям оставить после себя наследие. Нихуя, герои, блядь, убийцы. После себя наследие. Опять какого-то мутанта, нахуй, блядь. Маньячелло, нахуй. Прерываются фамилии, династии, рода. Ой, блядь. Не этого ли добивается противник? Возмущена Колотковина. Ой, блядь, Колотковина.
идем, я твой противник, да, я тебя заебеню нахуй, овца ебаная нахуй. Сколько тебе надо нахуй? Говори нахуй. Рожалка у тебя выдержит? Нет нахуй. Овца ебаная, блядь. Ой, блядь. Кому чё нахуй, лысому расческа, да, ведь, блядь, нахуй, ой, блядь. Люди мрут, блядь, с двух сторон, блядь. Они, блядь, bosh qotirlar, sperma kerak ekan birovga, nахуй, sperma kerak ekan, блядь. Ир kishi kerak ekan, нахуй, кутах kerak ekan, блядь, на конце концов, блядь. Ой, блядь. Ну, у вас же, блядь, специалист есть, Екатерина наша, ваша, а? Лошадь будет ебать вас, лошадь! Проблем нет, нахуй, лошадь, коза, блядь, нахуй, собаки, кто еще там, блядь, ишаки будут вас ебать, проблем нет. Вообще проблем нет, нахуй. Вас найдутся, кто будет ебать вас. Так что, как говорится, подбивайте свои пизденки, сучки крашеные. Так, хочу рассказать про тот самый башкорт пишет, Кабасов опять какой-то. Или подписчик. Ой, блядь, опять подписчик, нахуй, подписчик у него, блядь. Ну, давайте его подписчика послушаем. Что за, блядь, подписчик? Хочу рассказать про ситуацию, которая меня сильно взбесила. Я живу в Татарстане. Ой, блядь, из Татарстана Габасову пишет. Интересно, блядь, нахуй. Мне что-то с Татарстана в последнее время никто не пишет, блядь. Минем Деуэнинен проблемы с глазами. Мгм. Она поехала в поселок Шимардан. О, шимарданские они, блядь. За лекарствами, ожидая свою очередь, она услышала, как врачи орут на татарскую бабушку. Это Эби просто не может разговаривать на русском языке. А русские врачи не понимали, что она говорит на татарском. В итоге врачи наорали на бедную бабушку за незнание русского языка. Здесь даже я дальше не буду читать, это моя любимая тема. Мне понравился этот пост от подписчика. Пишите побольше, мне такие посты нравятся. Узкожопые. Вы, надеюсь, услышали, да, о чем речь? Бабушка, которая татарка, мои бабушки тоже так же были, русские не знали. Ну, по крайней мере. Бабушка башкирт знала, конечно, много языков, а вот татарка не знала толком. Ну, тоже знала, но не до такой степени. Вот теперь вопрос вам, узкожопым, блядям. Вы, узкожопые, после этого будете ожидать в Башкортостане, в Татарстане, чтобы я с вами по узкожопому разговаривал? Это я сейчас я вам говорю. Внутри так не будет уже. Мыскалларга деген сөз бар бізде. Издеваться на русском. Мыскалларга вот это и есть, блядь. Хазыр сіз бізді дәвәнилерден мыскылланып отырасыз, блядь, әйме? Больничкада, блядь, циккенлер. Почему в больничке одни узкожопые? Где татары-то вообще не могу понять. Шукончик, блядь, Татарстанда, блядь. Татарлар, нахуй. Какого хуя сізді больничкада урыслар гына, блядь? Объясните меня, блядь. Исходя от этого, явно она ішінде урысларда татар болған. Просто у татар урыс тілін білмей. Давайте вот так тоже будем говорить. Не больно будем скидывать все узкожопым. Ну, по крайней мере. Это все мразье, блядь, это манкуртское, нахуй. Рожденные, нахуй, как в тот день я закидывал еще такую тему, да, читал здесь. И я, говорит, русский только буду говорить. С Питера одна татарка. Нахрен мне, говорит, в русском мире татарский, говорит. Понимаете, из этой категории. Вот такие мрази, манкуртки, наверное, встретили это даванина. И после этого эта бабушка охуела, наверное. Представьте, блядь, не зная языка, и тебя, как говорится, даже не могут понять и лечить не хотят. А вот здесь, меня тоже никто не понимает. Ну, альхамдулилля, помощь дают. В чем проблема? А проблема кичливости. Я вам скажу, блядь. Проблема, блядь, высокомерия. Ненависть татарам внутри Татарстана. Да вы, суки ебаные. Когда мы зайдем, я лично буду зачищать нахуй Татарстан, блядь, от вас, гондонов. Шукончаклар, нахуй. Все вы падут, нахуй. Все съебетесь, ублюдки, нахуй. С больничек, нахуй. Поэтому изначально сразу я говорил, блядь, Габасов, Эцикент, слушай меня, нахуй, Габасов, блядь. Когда ты говоришь, блядь, что узкожопые там не будем трогать, там не будем Оренбург, Челябинск не будем трогать, там будут много, их тут много. Кутагам. Мен сеңа кутак куйдым, Габасов, нахуй. Ишет мені, блядь, Эцикент, ишет мені, блядь. Урысларына, нахуй, мана шул дәвәниләр, безнең нәнәйләребез, ата-бабаларыбыз өчен урысларны без сигәбез.
Сен кушылмасаң, сені бірге кушып сігем нахуй. Ишет меня нахуй. Габасов, пой нахуй нормальные песни нахуй со своих эфиров, блядь. Понимаешь нахуй? Когда вот это ты описываешь, надеюсь, я жду от тебя комментария живых нахуй, эфир сделай насчет этого, блядь. Жду комментария нормальных, что узкожопых мы будем ебать. Если ты не будешь ебать, будешь в сторонке стоять, сосать у нас. Аңладың ма, Габбасов? Вот Манашул үшін нахуй, у Руслана полный рост нахуй, особенно больничкадан, қуып шығарабыз нахуй, всех. Всех кастрировать будем. Татарский не знает, какая нахуй больница нахуй. Полодрайка, иди нахуй. Только так нахуй будете узкожопые нахуй полы драить. Мрази ебаные. Финно-угры сраные. После этого нахуй вам будет пощада, что ли? Мочилова в Украине. Издевательство над языками. Незнание врача, блядь, языка местного. Вы охуели? Теперь приведу пример. В прошлом году мне лечили зубы. Еще до сих пор мне что-то пытаются до ума довести. Итальянец лечил мне зубы. Проблем нет. Пиздит от и до на французском. Никто у него не говорил, чтобы он говорил на итальянском. Понимаете, да? Италия где? Франция где? И он знает все языки. Почему? Потому что это и есть уважение. Если ты живешь на той земле, и ты приперся с Италии, ты должен знать этот язык. Кстати, касается меня тоже, я местный язык не знаю. Исходя от этого, у меня пока нет возможностей. Не хочу дома учить, нахуй. Школу дадут, буду учить. Отмазка у меня железная. А у вас-то что? А у вас-то, блядь, вроде бы, как вы кабенитесь, нахуй, пиздите, в Татарстане есть татарские школы. А почему, нахуй, врач? Почему, нахуй, врачи не знают татарский язык? Особенно пожилым людям. Почему такая хуйня происходит? А? Татарстан, блядь, Минниханов, Гандон, блядь. Также Башкортостанда то же самое. В чем проблема? А? Проблема, блядь, в том, что, блядь, узкожопые даже здесь не хотят учить, нахуй, местный язык, блядь. Думают, блядь, у них везде узкий язык будут двери открывать. Хуй, блядь. Как шелковые, нахуй, тут, блядь, начинаете потом учить. Пару раз пизды вам вкачают, нахуй, где-нибудь. Начинаете учить, бляди. Дочитаю уж. Это Аби просто не может разговаривать на русском языке, а русские врачи не понимали, что она говорит на татарском. В итоге врачи наорали на бедную бабушку за незнание русского языка. Дело еще в том, что в Шимардане почти 90% населения это татары. Это понятно, блядь? Понятно? Татарлар-то где-то должен быть, Татарстанда, по идее. Почти 90% населения это татары. И возмущение вызывает, что русские женщины ругаются на бабушку за незнание русского языка полностью в татароязычном городе. Мне очень обидно, что у русских даже не возникает вопроса, почему они обязаны учить язык местного населения. Вместо того, чтобы учить татарский язык, они требуют от татар учить русский язык на их же земле. Прислал подписчик. Я сюда, конечно, поставлю блевотину. Это как бы блевотина, по идее, нахуй, то, что написано. Но доходчиво написано, блядь. Узкий мир, бляди, узкожопые, нахуй. Вы, гниды, нахуй. Пока Башкортостанда, блядь, Татарстанда не выучите языки, паспорта не получите, имейте в виду, блядь. Башкорт, блядь, татар паспорта получит только безнатуанлар. А туанлар это может быть даже и узкожопые могут стать, но которые выучат наш язык. От и до нахуй вы будете знать, блядь. Фальфаса, деген сөздерна нахуй. Вы должны будете знать. Подскажу. Философ. Недавно сам узнал. Примерно недавно. Поэтому, как говорится, вот эти философы, нахуй, узкожопые, нахуй, учите, нахуй, слово фальфаса, начиная оттуда, заканчивая космоса, нахуй.
и заканчивая всяких, блядь, нахуй, жуков, паучков, нахуй, на татарском и башкир тілінде. Хотя бы татарский выучите или башкир тілін, один из них хотя бы, ублюдки, и будете знать 2 языка. Вам что, самим это не прикольно выучить языки, долбоебы? И понимать будете нас, как мы будем вас ебать нахуй на татарском или на башкирском языке. Понимать будете, понимаете? Огрызаться сможете. Вам же легче будет, дебилы нахуй. Тупорылый. Я хуею над ними, блядь. Нахуй. Ну это знаете почему узкожопые вы, бляди, не учите? Вы возгордились. Вас, как говорится, в рот надавал Иван Грозный в свое время. И вы все такие гордые родились после него, нахуй. И вы думаете, нахуй, что бумеранг не существует, блядь. Да вы, суки, блядь, я же говорю вам. Украинцам особенно, это я говорю. Украинцы создадут в Москве 2-й туалет, нахуй. Арабской пидорасии, блядь. После этого, нахуй, этот московская, нахуй, иго станет, нахуй, рабством Украины. Рабством Украины. И вам придется еще украинский учить. Так что вам дохуя еще что-то надо будет переделать в своем мозге, блядь, нахуй. Финугры, лаптоебы. Имейте в виду. И не думайте, что, нахуй, блядь, вас, блядь, по башке кто-то будет гладить. Нихуя. Примерно как в Сирии будет, нахуй. Невзоров в тот день только вам показывал об этом. Как в Сирии будем хуярить вас, нахуй, которые не послушались, нахуй. Заебеним всех, нахуй. Начиная, блядь, с Соловьева, Скобеевой, нахуй, и так далее. Поповых, блядь, всех хуев, блядь. Этих нацистов. Так, опять что-то. Инсайдер. 4 новосибирцев приговорили к срокам до 7,5 года за поджог Су-24. Что за нахуй? Ранее власти называли сообщение о поджоге фейком. Суд Новосибирске признал 4 местных жителей, 2 из которых несовершеннолетние, поджоги релейного шкафа, оборудования оператора сотовой связи и бомбардировщика Су-24, который стоял на ремонте на территории Новосибирского авиационного завода им Чкалова. По версии следствия, молодые люди совершили эти преступления весной 23 года по заданию неизвестных, с которыми общались в мессенджерах. Власти Новосибирской области регионального управления МЧС РФ поначалу отрицали поджог на авиазаводе. Все, блядь. Детей начали сажать. Во маразм, блядь. Маразм пидорасии – это во время коммунизма. Как я вам когда-то говорил, и когда еще меня не видно было, как мою дедушкину сестренку посадили, вот теперь руками могу даже показать, за вот такую жменьку зерна в карман. Ауылда, Урлоган. Ауылда, чтобы прокормить, домой принесла. Животным, наверное. Работала на зернотоке. Принесла. 18 лет. И то ли 25, то ли 26 вышло. Через 8 лет. 8 лет тюрьмы. Понимаете смысл? А в это время то ли война, то ли что, непонятно. Ну, когда ей... Кстати, на днях писал. 26-го года мне сказали. 26-го года 18 лет добавим. Сейчас быстренько вся калькуляция. Чтобы не тупить нахуй. Четко я сейчас вам скажу. Так. 44-й год. Война, блядь. Война, блядь. 44-й год, ей 18. Вот и думайте. Брат ее родной, получается, мой дед, на войне. А тут, получается, она, мать, отец, не знаю, жив был или нет уже тогда, прадед мой, татары. Она на зернотоке работает. 18 лет уже работает на зернотоке. Кормить надо семью. Там еще 2 брата. Считай, она осталась, старший брат, там 3 их. И они мелкие, наверное, те были. Явно мелкие, наверное, те были. И вот мать, ауылда, и зерно, за вот это зерно сажает. Узкожопые сажают. Ну, явно там местный кто-то сдал, это мангурт какой-то сдал ее. Явно татары сдали ее. Но за вот это посадили. Понимаете, какие времена? И с 18 лет до 26 лет, 8 лет молодой девушке сидеть в тюрьме. 44
В 44-м, если посадили, плюс 6. В 50-м вышла, что ли? Охуеть. В 1950-м она вышла из тюрьмы. А нет, 6 лет я посчитал, да? 7 лет. 8 лет, ёпта, 8. В 52-м, блядь. Ёпта твою мать. В 1952-м, примерно, наверное, она вышла из тюрьмы. Уму непостижимо, блядь. Ну, то ли на 6, то ли на 8 посадили, я не знаю. Вот. Примерно вот так. Вот и думайте. За вот это. И теперь сравнивайте вот эту хуйню, что Башкортостан, Татарстан, вот с такими нахуй акулами, динозаврами, я не знаю, как можно их назвать, такими шайтанами нахуй, живет, блядь, столько лет и терпит вот это рабство. И потом узкожопые у меня спрашивают, за что ты так, блядь, жопу рвешь или что-то в этом роде мне пишут. Это месть. Это месть за предков. Это месть, блядь, за всех, что я услышал, увидел. И при моей жизни что произошло? Мобилизация. Уничтожение моего народа, блядь. Вот за все. Вы, пидоры, нахуй же, не создали армию против Путина? Где? На Вальнюге, нахуй. Навальниста шлепнули в тюрьме. Нахуй он туда поехал? Мог бы создать армию. В чем проблема ваша? Создать армию против Путина. А? Не можете. Потому что вы не можете без нас воевать, гниды. Вы через чужие руки умеете воевать. Командовать только умеете. Ублюдки ебаные. А украинцы сами воюют. Только над ними командуют, блядь, тоже, кстати, блядь, евреи, блядь. Поэтому гаделлик деген әйберне біз izlesek, гаделлик. Алсынов гаделлик izlep yürüdümü? Утра 4 yıl. Neçe yıl birdiler onlarga? Гаделлик izlegen yigit утра. Это неправильно. Надеюсь, Аллах Таалям ему внушит Зиндани в сердце, когда он читает намаз, надеюсь, внушит в сердце Алсынова, что гаделлик зинданда табылмый. Никогда. Оно делается только, блядь, на поле, на поле боя, блядь, нахуй. Гаделлик. Так, нужно отказываться от арабских и русских фамилий. Чё за нахуй опять какая-то? Так, 1 минут. Кыргыздын сөздөрүн биз аябай арабташтырып же орусчалап өзгөртүп үрдүк. Мынакей адам аттарын койгондо да кыргыз ысымдары арабча болуп кетип атат көбүнчөчү. Мына кыргыздын жапжакшынакай эле ысымдары бар да, мына Бакыт, Таалай, Элмурза, Улукбек, Балбак, Чолпон, Жылдыз, Нурбек, жапжакшынакай эле Акылбек. Мына ушундай сонун кыргыздын аттарын эмне үчүн биз арабташтырып же орусчалап же башка тилде коюшубуз керек? Бул абдан маани бере турган нерсе. Эгерде биз нукура кыргызча аттарды койбосок, анда тилибиз жоголуп бараткан аз келгенсип кыргыздын аты да жоголуп кетет, урматтуу депутаттар. Бардык ошол телефондон көрө турган жаштар, балдар көрө турганын бардыгын өчүрүп кыргызча кылышыбыз керек. Ошонун баарын блоктош керек. Эмесе кыргыз тили жоголот, урматтуу депутаттар. Сейчас почитаем, я добавлю сразу кыргызларга. Кыргызлар мында бармы, юкмы? Редко я их вижу на моих группах. Что скажу кыргызам? Араб исмы, это уже как бы, это, так скажем, блядь. Ну, не нужно зарекаться насчет этого, насчет арабского имени. Арабское имя и кыргызское имя не надо тут разделять. Это раз. Второе. Узкожопых имен, да, базара нет. Базара нет. Вот это можно не ставить. Но тут опять-таки не надо забывать. Аллах Таалям что говорит?
Если имя не означает какое-то что-то плохое, проблем нет, хоть как называйте. Ландыш deyasingmi, tulpon deyasingmi, хоть нарсакай. Нарцисс deyasingmi. Просто если оно означает нормальное обозначение, то хоть как называй, какая разница? Какая разница? Не в этом суть. Вот, сейчас почитаем, добавлю еще этим кыргызам. Birinchidan, вот этот депутат, он-то, конечно, такой не скажет, но я вам вместо вас скажу, нормальным кыргызам это обращаюсь. Birinchidan, ism urus ismi tugul, tug'anlar. Kстати, tug'anlarda endi siz qizil pasportdan qutulug'iz, tug'anlar. Qizil pasportni yirtib, tualetga kirib, ko'tingizni artib, mana shulay tashlag'iz nahu Putinni bitayna. Ana shunda может siz kishiga aylanarsiz. А не имя ваше менять. Siz ismingizni almashtirdingmi, almashtirmadingmi, farqi yo'q. От этого ты не станешь узкожопым. А узкожопым из-за паспорта, из-за языка ты стал. Ты стал. 99%, блядь, Москвада кыргызлар, блядь. 99%. После этого вы что? Вы опомнились о том, что nimaga ekan buni ismlari boshqacha bo'lib ketyapti, депутат Утра Кыргызстанда и о каких-то имен говорит. А нашел до чего доебаться, блядь. Вообще куку нахуй. Birinchi pasport bilan Rossiya bilan tsilovаться qiluvni to'xtatsangiz, tug'anlar, mana shunda siz точно на правильный путь станете. А не то, что, блядь, нахуй, этот пиздит, блядь, депутатишка, блядь, какой-то, хуй, блядь, манкуртский, блядь, который, нахуй, против Путина не может вякнуть ничего, блядь. Он вам учит, как в семье называть им твоего ребенка, блядь. Он сыгаманный, сын, как назовешь его, блядь. Даже меня это не ебет, как ты назовешь своего сына или дочь. Главное, киши был сын, ёптагадынский. Урыс был массан. Кыргыз был сын, в конце концов. А не то, что, блядь, вот эта хрень, блядь, которую он несет, что исмлары арабча будут кетяны, гапрны харилар. Это же вообще ни в какие рамки не влазит. Наоборот, biz ismimiz arab tilida bo'lirga tegish. Allohdan so'rarga kerak, arab tilida bo'lsin. Mana menda xato ishlarim ko'p meni ham, если на то пойдет. У меня тоже в некоторых местах, так скажем, имена не такие у людей, ой каких. Потому что у меня была такая жизнь в прошлом, непонятная. И слушая его, я охуеваю просто, блядь. Давайте прочитаем. Нужно отказываться от арабских и русских фамилий. Просто поражаюсь, блядь. Арабский первый самый главный, блядь. Арабский-то при чем? Причем арабский? Шу араб ismini Qirg'iz ladinda gapirsa ham bo'laveradi. Abdulla o'g'li, Abdulla. Какая разница? Onda qirg'izmi u, arabmi aytib bilmagan u ismda. Abdullada сразу arabga aylanmaysan? Я не могу понять, блин, вот это. Рахмон, Рахим, Рахмон берді, Рахим берді. Ты не становишься от этого арабом? Я не могу понять вот это словосочетание его, блядь. А вот если ты Иванов Иван Хуевич, блядь, будешь, вот это уже непорядок, блядь. Иван, 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 ну, уже кыргыз, блядь. Вот это пиздец непорядок, нахуй. Это в хлам непорядок, блядь. Ну, такие братья ваши есть. Далеко бежать не надо. У вас есть такие братья. Хуево туча. На Алтае, блядь. Вот такие. Недоделанные мусульмане. Кыргызы. Грубо говоря, блядь. Какой-то сорт кыргызов есть у вас уже такие уёбки. Нам хватает их в пидорасии. Вы хоть не испортитесь, блядь. В Киргизии спикер парламента сменил... Кто пишет? Куштау Байрам пишет. Ну почему Куштау Байрам пишет в Киргизии? Кыргызстан деп язган Куштау Байрам. Кыргызстан деп язган, нахуя Киргизия деп язасың. Ну, наверное, копернул он где-то, нахуй, и пишет это по еботину. Вот Куштау Байрам тоже я не могу понять порой, блядь.
Киргизии, блядь. СССР дебязу куймаган еще. Спикер парламента сменил фамилию со слишком русской на более киргизскую Нурланбек Шакиев. Объявил, что прошло советская эпоха, когда их родители заставляли принимать более русские фамилии. Он показательно поменял фамилию в паспорте на Тургунбек Улу. Также он подготовил законопроект, согласно которому фамилии и отчества граждан должны быть в соответствии с национальным традициями без всяких ов и ев. То есть, если русский, живущий в Киргизии, захочет дать своему ребенку фамилию, то ему придется брать киргизский вариант. В 2022 году Шакиев запретил депутатам выступать на русском языке, призывал переименовать все названия районов Бишкека с русского на киргизский и инициировал запрет на показ мультфильмов на русском языке. Кроме того, он продвигал закон о реабилитации жертв политических и религиозных репрессий 1853 года, обвиняя СССР в этническом терроре. Новости из мира вечной борьбы. Удивительно, да? И этот человек говорит, что если вот эту всю тему, если верить в то, что он говорит, нахрен он тогда, блядь, это именно вот таким образом на фамильной основе это говорит. На фамильной основе, не говоря, что, блядь, нахуй, что арабское проблем нет. Только русское, да. Вот это удивительная хрень, блядь. Почему он арабское, блядь, добавляет еще добавок? Не говоря о том, что, блядь, про красный паспорт он не говорит. Почему-то, блядь, у всех кыргызов красные паспорта. Почему об этом не говорят, блядь? Кстати, вообще, вот если Ишицагес, за все время я про кыргызов вообще, по сути, толком не говорю. Про них нет новостей вообще. А почему, знаете, почему нет? Я чувствую, почему нет. А потому что, нахуй, президент ихний, до такой степени, Манкурт, который из тюрьмы его вытащили, ублюдок, всех, кто поднял голову, начал сажать всех, блядь, нахуй, в обезьянники. Все оппозиции, все подряд хуярят в обезьянник. Их, блядь, üstüne bir narsalar tungab, nimalardir qilib, блядь, turmalarga tiqib tashlayapti, блядь. O'shda, Bishkekda, hamma yerda. Вот его задача ебаная. Поэтому вот так про них и новостей-то нету. Почему? Потому что они замолкли. Там говорить некому. Нельзя говорить. Курортный сезон 25 Крым. Это такой прикол уж, наверное. Черные все в мазуте будут. Это, наверное, этот, как это, блядь, на ИИ сделали, наверное, как это, блядь. Ну, короче, компьютерная хуйня, блядь. Типа на мазуте они плавают. Прикол, короче. Опять нахуй. Тупизм. Манкурт, да. Опять. Пьяный неадекват где-то в Щелково, нахуй, напал на эту. В магазине Дикси, блядь. С ножом. Просто поражаюсь над людьми. Пьяный неадекват напал на людей в магазине с ножом. Произошло все в Дикси. Подмосковно Щелково, блядь. Щелково, блядь. Щелкнуло нахуй что-то у него, блядь, там. Сначала он со спины набросился на покупателя и начал бить ножом в область шеи. Нихуя себе! Пиздец, в натуре ножом в шею хуярит, блядь. А потом, когда тот вырвался, стал атаковать всех подряд. Троих посетителей он успел ранить. Задержан 20-летний Александр Голобай из Волгоградской области. Что за хуйня? Опять из Волгоградской области, нахуй. Тут с Краснодара был, теперь это с Волгограда, блядь. Все какие-то ебанутые люди.
Что за хуйня нахуй? Да, наконец-то попал домой. Дагестан с Курской области. Дагестан заехал скупиться в Курскую область. Че он там пиздит? Наконец попал домой, скажем так. Думаю, куда зайти, пятерочку или магнит. Русские просто с ума сходят. И, к большому сожалению, в том числе представители оккупированных народов. Они с ума сходят из-за того, что мы находимся на их территории. У меня просто один вопрос. Дорогие мои, вы оккупированы, вы колония. У вас, когда надо, там называют грузин грызунами, нас, кавказцев, хачиками и более грубыми словами. Если мы говорим на своем языке, где-то в общественном транспорте к нам обращались, говорите на нормальном человеческом языке, мы кто для них были всегда всю жизнь? Второсортными людьми, колонией своей. И мы сегодня еще, я удивляюсь, как они переживают за эту Курскую область. Наконец попал домой, скажем так. Думаю, куда зайти. Понимаете смысл? Вот адекватный дагестанец что-то сказал хотя бы, блин. Поэтому каждый Башкортостанда, Татарстанда должны понимать вы, блядь, что вот это издевка не только на нас. И на этих, как он сказал, хачиков, блядь. Кстати, хорошее слово он напомнил мне. Хачи, блядь, нахуй. Хачами их все орали, узкожопые, блядь. Хачи, беги, нахуй. Хачи их пиздили, нахуй, блядь, в свое время, помню. Хачи, беги, говорит. Вот, их хачами называли, блядь, дагов, короче. А Узбекистан мой чурками называли. Башкиртов, татар, не знаю, как называли, блядь. Татарвой, блядь. Татарвой называли, блядь. Вот татарва ебаная, говорили они. Чеченцев чехами называли. Чехи, хачи, чурки, татарва. Бурят, я не знаю, как называли, блядь. Узкоглазые, наверное, как-то хуй его знаю. И вот теперь как раз время настало вам, узкожопые, нахуй. Вам кликуха будет это тамга, блядь, нахуй, что вы узкожопые, бляди, нахуй. Вот это мое, нахуй, вам выражение, что вы узкие мозги, узкое, все у вас узкое, нахуй. Потому что у вас, нахуй, мышление узкое. От этого, блядь, нахуй, я вам примерно вот такой, блядь, нахуй, дал, блядь, позывной, нахуй. Узкие, нахуй, которых надо будет, нахуй, ебать, блядь, во все щели, блядь, хоть и узкие. Что за дерьмо опять? Ебанутый, что ли? Да, пошел нахуй, а? Ебанутый. Иди нахуй, а? Ну, показывать уж не буду, я охуел, блядь. Вот этот долбоеб подошел к подъезду, снял штаны и начал что-то делать там, блядь. И подходит женщина. И вот диалог. Хочешь, я тебе 1000 дам? Ты в своем уме? Уйди. Ну, пожалуйста. В Екатеринбурге русский мужчина раздает 1000 рублей за удовольствие. Насмотреться на его причиндалы на улице прохожим людям. Присутствует жесткий традиционный узкий мат. Вот, понимаете, вот ваша, блядь, нахуй, самая, блядь, идентичность ваша. Вот она такая ваша. Лесные люди вы, нахуй. Понимаете, блядь, лесные, блядь, уёбки, нахуй. Блядь, явно он, блядь, не из СВО, блядь. Просто обычный человек, блядь, маньячело, нахуй. Каждый второй, блядь, узкожопый это маньяк, блядь. Понимаете? И в каждом спит этот маньяк, блядь. По идее, нахуй, вас ликвидировать надо или вот так, стена бетонная, нахуй, вот это собрать в этот московское болото всех вас и закрыть, нахуй, чтобы вы там, сука, жили, оттуда не вылазили, одичали там, в конец, нахуй, сдохли там, суки, пидоры. Вот так вот. Поэтому, как говорится, нам это, нахуй, всякие, блядь, нахуй, как там,
хуи, бля, Яшкин Кут, навальнисты, нахуй. Это не... Вы не показуха нам, блядь, ублюдки. Узкий мир вообще это не показуха, имейте в виду. Наши нации выше их, имейте в виду. И гордитесь своей нацией. Узкожопые это ниже плинтуса черви, нахуй, черви, блядь. А можно сказать даже глисты, нахуй. Глисты, нахуй, из, я не знаю, из жопы, нахуй, верблюда, блядь, допустим. Сука. Так, РФ обеспокоена тем, что США хочет присоединить Гренландию к себе. Важно не допустить нарушения международного права. Спикер Совета Федерации РФ Матвиенко. Да что вы говорите? Ой, блядь, нахуй. Тут нахуй они хотят Украину отжать, блядь. А тут, блядь, трампосос, блядь, хочет Гренландию отжать, блядь. Еще что? Кто вы что хотите отжать, блядь? Вообще ебанутые, а? Вы ебанутые конкретно, блядь. Поэтому я 1000 раз говорю. Туанлар, давайте соберемся все вместе, а? Дадим жару нахуй этой Москве, блядь, нахуй, сука, чтоб никогда им не захотелось больше ничего собирать, нахуй. Так, блядь, расхуесосить их нужно, блядь, чтоб никогда они не хотели собираться. Больше 3 они, чтоб вообще не могли собираться, нахуй. Вообще, блядь, нахуй. Давайте так сделаем, нахуй, чтоб они не могли никогда собираться, нахуй. Не то, что собрать, блядь. Вместе собраться, чтоб не могли они никогда, нахуй. Ебаные, блядь. Тут вот об этом с утра весь бор, сыр-бор был у меня в телеге, короче, вот насчет этой карты, короче. Кто-то скинул какую-то карту и пошло-поехало. Давайте почитаем эту карту, блядь. Иерархия узкого мира. Хозяева из-за бугра. Евреи. Звезда Давида. Вторая планка. Чекисты и пыня. Третий столбик. Чеченцы, Кадыров. Герой России за убийство русачка в 16 лет. 4. Диаспоры. Чурки, исламские культуры. Даги, узбеки, таджики, азеры, ингуши, казахи, киргизы, туркмены, диаспоры. 4 планка. 1, 2, 3, 4 планка. 5 планка. Чурки неисламской культуры и любые иностранцы. Хохлы, осетины, негры, испанцы, мексы, армяне, грузины. Пиздец, кто это рисовал, блядь? Ай, ёпта. Сейчас, дочитаю я вам. Это карта такая, если не видел кто, в телеге у меня есть. Хз, откуда его они взяли. Так, 4 биш. Так, Алтынчы ряд, 6 ряд, 6 ряд. Менты, Наташки и мажоры. Хз, о чем речь, блядь. Ладно, примерно понимаем, это типа пирамида какая-то пидорастическая. 7 ряд. Обрусевшие народы или народы, которые не имеют веса. Татары, башкиры, якуты, удмурты, тувинцы. Ну, добавим туда чеченцы, дагестанцы, манкурты, одним словом. 8. Собаки. И последнее. Русские мужского пола. Вот примерно хуй поймешь, как это можно понимать, нахуй. Короче говоря, хозяева евреи, но самый низ плинтуса этого русские мужского пола. Идем дальше. Тот, кто выше, может безнаказанно убивать или почти безнаказанно того, кто ниже. Чем ниже блок, тем меньше прав на самозащиту. Условно чекисты могут что-то угодно делать, но им ничего нельзя сделать. Но русачкам нельзя ничего даже защищаться, и они сядут на лет 10 даже за украденное яблоко. А вот насчет собаки, предпоследнее. Если собака убьет русачка, то ничего не будет. Но если русачок убьет собаку, то сядет. Ну, короче, это надо размышлять. Как-то так, короче говоря. Это такой вот кто-то... Скильдер какой-то создал такую карту, короче. Иерархия русского мира.
Вот такая хуйня, короче. Ну, пишите свои комментарии. Хуй его, блядь, я половину не понял, но примерно понял, блядь. Ниже плинтуса, получается, узкие мужики, а наверху евреи. Вот такая хуйня. Если на то пошло, блядь, и в Украине такая же хуйня. Зелья сверху, внизу украинцы, блядь, холопы. Так получается, нахуй. Такая же хуйня, блядь. Только плюс демократия, так называемая. Ну, не знаю, блядь. Ладно, идем дальше. Тут самое интересное, блядь. О, 83-го года, блядь, Стальтамак, нахрен. О, блядь. Вот самое интересное. Давайте послушаем, а потом почитаем. Я Халиф Ильгиз Юрисович. 19-12-83. Я с Башкирии, города Стерлитамак. 2-й батальон, 35-я бригада. Находился в тюрьме. Мне сказали то, что увидишь родственников, жену, детей, якобы мы тебя дадим возможность все это увидеть. Дали бумаги, на подписывай. Я подписал. В итоге я ничего не увидел, ни детей, ни родных, и меня сразу сюда. Дали 5 лет, отсидел 2, оставалось. Ну так-то у меня 3-й ход уже. Детей 2, жена. В плен я попал, меня свои же оставили на посадке. Но на первом БЗ, это уже 2-е, на первом БЗ меня квадрокоптером оглушило, контузия, ранение. Это с сентября по ноябрь. Было ПВК? А его не делали. Это должны были делать в городе Алейске, в нашей части, а его не делали. Что ты по этому поводу думаешь? По этому поводу я думаю, что все там предатели. Никому мы не нужны, мы просто мясо. Мне не дали ни отпуска, направили обратно в часть, сказали то, что ты вэшник, тебе не дается. Вообще ничего не делали. Даже никакой категории не было. Вот у меня в документах здесь, может, даже с собой, там ни категории, ничего не выставили. Просто дали рекомендации. 2-сторонний мезопатит, то, что у меня со слухом немножко, перепонки лопнутые, и контузия головы, и астма. У тебя астма еще. Астма у него, блядь, пиздец. У нас даже зарплата не идет. Зарплату обещали 37 тысяч, а в итоге получаем 4 тысячи. Ну, я не знаю, куда эти деньги уходят. Куда-то деваются эти деньги. То у меня на карте 21 тысяча. И она уже у меня очень долго. Вот это 21 тысяча, которых я берег. Потому что нету этих боевых действий, ну, то, что здесь. То, что я здесь в СВО, нету этих денег. Никто их не платит. Я не знаю, куда эти бабки уходят. У нас как скотину вынужденно держали, как этих. Которые как мясо. Вот. Даже послали вон с командиром. Командир, который... Сейчас дослушаем. 3 минуты послушали. Я... Блядь, порой и плакать охота, нахуй, когда вот таких видишь, блядь, лохов наших. Реально вот так подумаешь, блядь, нахуй. Безнекелер битейный баровар. Башкортлар, татарлар. А с другой стороны, блядь, лошара конкретно, блядь, нахуй. Вот реально лошара, блядь. 83-го года, нахуй, вот посмотрите на него. Похоже, блядь, как будто ему, блядь, лет 50, нахуй. Мужик, блядь. А всего лишь на 2 года старше меня, блядь, нахуй. Я 85-го, этот 83-го, нахуй. Просто хуею над такими людьми. И вот этот человек со Стерлитамака, блядь, с моих ненейских районов, так скажем, да, ведь Башкортостана. Сосчитай, Сюр Башкортостан, юг Башкортостана, да. Исходя от этого, вот и думайте, блядь, что вот такие быдлы, получается, люди нужны, блядь, нахуй, этой пидорасии, блядь. Просто чтобы, блядь, нахуй, исполнить свои какие-то кайфовые дела, нахуй. Уничтожить, нахуй, Украину, блядь, или что-то в этом роде, нахуй. А таких недалеких людей
пустить, как говорится, на убыль нахуй вот этой хуйне, блядь. И после этого, блядь, кто в ответе за них? Как вы думаете, башкортлар, хам татарлар, вот подумайте, кто в ответе? Узкожопые суки, вам тоже это касается, блядь. Вы, если даже вы до такой степени твари, нацисты, нахуй, вам даже это касается, ублюдки, нахуй. Вот кто в ответе за них? Вот кто, блядь? Вот башкорт, татарлар, другие нации то же самое. Вот кто им в ответе? Я скажу, мы в ответе. Вот мы в ответе, мы сидим, смотрим на это. Мы в ответе. Почему? А тут легко, даже до хуя думать даже не надо. Потому что нахуй у них манкуртские мозги, блядь. А у нас, Аллаха шукр, не зомбированные мозги. Аллаха шукр, альхамдулилля надо говорить. И исходя от этого, вот этим лечение, грубо говоря, мозгов предоставить должны мы. Когда у нас будут спрашивать на том свете, ты что-то сделал? Мы сделали? Закинул, как он, вот, если он командир, как он может свою группу кинуть, как он, вот, я даже уму непостижим. Передвигаемся, говорит, по двоечкам, а нас в группе 4 человека. Они меня отшивают, командир идет вперед, в итоге вся группа остается, моя группа погибает, меня дроны глушили, 3 суток я возле дерева просидел, вообще не вставая. В итоге потом на ваших сам вышел. А они нас на смерть посылали. Или это был просто отвлекающий маневр. Да мое отношение, я бы сейчас, вот если бы дали бы мне волю, блин, дали автомат, я бы его сам, наверное, здесь расстрелял. За такое, то, что он так поступает. Да, о нем я только его позывной знаю. Кайф. Так, сори. Вот теперь поняли смысл? Теперь давайте почитаем. И снова о российских командирах, посылающих людей на мясо. Халиков Ильгиз Юрисович. 19-12-83 года. Ну, недавно, блядь, ему было, получается, 41. Уроженец города Стерлитамак, Башкортостан, 35-я бригада, 2-й батальон, попал в плен под Покровском. Подписывал контракт с зоны. Зоны, блядь, хуево. За что он говорил, да, в начале? Кроме прочих фишек, которыми зэков заманивают на войну, Ильгизу обещали, что перед отправкой отпустят домой, и он сможет побыть с семьей. Обманули. Был на 2 заданиях. На первом сразу получил ранение, контузию, лопнутые перепонки. Не долечили, отвезли в часть и направили в штурм. По этому поводу я думаю, что все там предатели, никому мы не нужны, мы просто мясо, нас просто используют. Туганлар, үлем келгенде һәр кешегә кеше шунда гына аңлап җитә икән. Менә маңгайга монда терәгәч пистолетны, шунда гына син аңлап җитәсең, что ты ошибся. А до этого ни Хабиров, ни Минниханов это не будут признавать. Не говоря, что Кадырова, блядь, вообще там, блядь, сука. Говоря вот так, да? А вот такие быдло наш народ, которым вообще, блядь, как говорится, ни о чем, блядь, как бы не сказано, так скажем, им ничего не сказали, или просто они игнорят это, то, что мы говорим, блядь. Вот что-то в этом роде. Помогать кто должен? Только мы. Шуның өчен, туганлар, мы должны что-то сделать. Мы должны что-то сделать такое, чтобы, блядь, нахуй, помочь им, блядь. Кровь из нос, блядь, чтобы вот такой быдло народ. Ну это же башкортлар, ну это же татарлар. Понимаете, мы же не знаем, по идее, кто он, башкорт по татарма, хз, блядь. По роже вроде башкортка дошаган. Непонятно, блядь, может он метис, хз, блядь. Исходя от этого, кто им должен помочь? Только мы, адекватные люди, которые, блядь, против этого дерьма, блядь. Он пригодился бы нам, блядь, Башкортостанда. Допустим, да? В Башкортостанда. Шляри шунда бранасаке, шлябюрюри, ну, турма диелген манда. То, что он еще зэк какой-то непонятный. Ну, хуй с ним, блядь, зэк, не зэк, блядь. Ну, по крайней мере, блядь. И зэки, как говорится, нужны.
внутри, как говорится, что-то делать. Если накосячил, сел, что-то будет делать, проблем нет. Ну, живой лучше, чем мертвый, блядь. Просто удивительно, нахуй. Исходя от этого, Туганлар, наша задача не пиздеть тут, блядь, до хрена, вот годами, да, годами, как Кашапов, 30 лет, говорит, борюсь, блядь, за независимость, нахуй. Как? Я вам один только способ, блядь, постоянно говорю. 30 лет не надо затягивать. Нахуй нам затягивать 30 лет, если мы можем просто сейчас встать вот с этого чертового места, взять в руки оружие и на Москву, блядь. Не надо нам 30 лет. Нам быстро это все сойдет с рук, блядь. И все, вот тебе вуаля, нахуй, свобода, независимость. Иди в Башкортостан. Как мне один подписчик написал, сегодня я его высказывал, нахуя ты, говорит, там же тебе что, хуёво, что ли, говорит, там? Я давайте вот пройдусь, не 5 минут уж, минуточку об этом расскажу. Хуёво, не хуёво, Туганлар, больно, знаете, когда человек хочет себе спасения, он отдаляется от своих трудных мест куда-то, вынужденно. Понимаете, не просто так. Вынужденная эта езда происходит. И в тот момент, ты не выбираешь, куда ехать. Ты просто едешь туда, где ты можешь удержаться. А здесь такая ситуация, здесь просто так, не к родственникам я приехал. Здесь еще есть свои подводные камни, где нужно удержаться. И исходя от этого, чтобы, как говорится, что-нибудь там не выслали или что-то в этом роде там, не депортировали. Вот такие моменты тут есть. Мы в чужом государстве. И тут, получается, мы, живя в Башкортостане, Татарстане, нас создают мобилизацию и так далее, нам дают такую или мобилизация, или сваливай, да, допустим. Мы выбираем, конечно, свободу и уезжаем. Для чего? Для чего уехали? И тут вопрос у меня сегодня себе в голову приходил, и вот ответ вам. Почему мы хотим обратно? Почему мы не хотим здесь? Да потому что, блядь, свобода Башкортостана и свобода Татарстана лучше, чем чужая чужбина. Понимаете, это чужбина. А своя земля, это своя земля. Потому что, если даже взять смерть, вот далеко даже бегать не буду, там вот это описывать не буду. Смерть. Давайте коротко и ясно. Берем смерть. Похороны. Где ты хочешь, чтобы тебя похоронили? Все. После этого ответ один должен быть. Конечно, дома где-нибудь. Не здесь. Но Аллах Талям на жире был тоже. Разницы нет. Где он тебя положит, там и ляжешь. Проблем нет. Ну, если к тебя смогут перевезут, не перевезут, вот и остался тут. Или там сожгут маленькую коробочку, или там маленькую вот такой кусок земли похоронит тебя. Уже неизвестно, куда тебя засунут. Тут пока такие законы. Это не огромная нахуй Башкортостан с Татарстаном, чтобы тебя вот так сплошмя здесь хоронили. Это раз. После этого каждый человек, я считаю, должен понимать, что Туганжир, хоть именно Туганжиром Узбекистан болса да, но Башкортостан мен үшін тоже Туганжир. Исходя от этого, он и называется Туганжир. Туганжир не в том смысле, сен туылғансың онда, а в том смысле, ол сеня родной или нет. Исходя от этого, если это наша родина, значит, мы должны, как говорится, за эту родину бороться. Исходя от этого, конечно, как говорится, в чужбине нормальному человеку жить не хочется. Я вам скажу. Потому что я не раз здесь. Я не первый раз здесь. И я знаю, что такое, блядь, нахуй. Вот эти, блядь, жизни в чужой стране, блядь. Где ты, нахуй, ни языка не знаешь, ни хуя не знаешь, блядь. И тут, блядь, документальные проблемы и так далее, и так далее. Да хуя. Вот такая хуйня. Вот исходя от этого, нужно понимать. Надеюсь, я ответил тому человеку, кто мне это писал. И понимать, что кроме своей родины лучше ничего не может быть. Но чтобы твоя родина стала как здесь, правильной, демократичной, вот такой классной, для этого, как говорится, нужно убрать Москву. Вот это наша задача. Проблем никаких нету. Идем дальше.
Знаю, что вы не просили, осторожно, при просмотре может стошнить. Ну опять, блядь, что за... Две эти, пидораса, блядь. Узкие, блядь. Нахуй его вообще грузить, это Писулина и этот, блядь, узкий мир, нахуй, который орет, нахуй. Вдвоем что они слились, блядь. Так. Бля, мне пишут и пишут. Что за хуйня, блядь? Что с интернетом, блядь? Интернет... Сейчас напишу я им. Сейчас, секунду, сори. С Фейсбука звонят. Не понял. Так, я здесь. Так, сори. Просто этот... Непонятно, что они мне звонят. Так. Песня деда Архимеда о терпении как национальной идее России юмором по песне деда Архимеда о терпении национальной идеи России. Реквизиты для... короче, что за дед Архимед, блядь? Что за песня? О чем он поет, блядь? Давайте разберемся, господа, чем сильны мы и чем могучи, чем наши села, наши города, населенных пунктов вражьих круче, враг повсюду в душу его мать. Полчища врагов вокруг несметны, чем его мы будем побеждать. Ну, понятно, короче, это долгая история, идемте дальше. Ну, короче, потом. Братан, я на стриме, я не могу говорить. И слушать тебя я не могу. Так, ладно. Так, в этом году война станет еще жестче, чем была. В ближайшие 50 лет мы будем жить с постоянной угрозой вторжения РФ. Основатель 13-й бригады Нацгвардии Украины Хартия Кожемяка. По его словам, мир не наступит, выборов не будет. Вот опять та же речь, опять та же тема, да, опять напоминание. Украинцы, салям, Рахмат, украинцы, если есть в ТикТоке, есть украинцы в ТикТоке или нет? Если есть в ТикТоке украинцы, еще раз я вам говорю о том, что только регионы могут вам помочь. Вам никто не поможет. Никто не поможет.
ко мне, говорит, приехали, ё-моё. Не могу понять людей, вот, которые едут без предупреждения. Зачем едут? Понять не могу. Вот удивляюсь. Вот как мне сейчас эфир останавливать из-за них? Просто херею. Чтоб он понимал, я ему скину. Так. Странные люди, я поражаюсь над людьми. Ой. Так, ладно, идем дальше. Мы должны быть яркими и непримиримыми врагами абортов. Аборт – это не медицина. Медицина лечит человека, а аборт убивает ребенка и калечит мать. Где здесь медицина? Женщина покалеченная, ребенок этот убитый. придурок говорит. Какая здесь медицина? Попы их не, блядь, узкожопые. Абортмахеры, то есть те, кто делает аборты, это не врачи, это убийцы. Это то же самое, что было на Нюрнбергском процессе дело врачей. Это убийцы в белых халатах. Их белые халаты нужно сменить на красные плащи палачей. Если бы они принимали женщину в приемном покое, идущую на аборт, в красном халате палача с капюшоном. Окей, давайте почитаем, о чем говорят. Своей страсти писать кипятком по поводу медицинских процедур попы всех континентов очень похожи. Свидетели Йеговы запрещают переливать кровь, а Миша отрицает донорство и пересадку органов. Нигерские исламские секты требуют объявить вне закона рентген, а православные исходят пеной от абортов. Конечно, ряженый бородатый анонист из РПЦ смешон в своей истерике. Это существо убеждено в необходимости бесед с крашенными досками, в целебных свойствах старых расчлененных мертвецов и способность труп влетать в стратосферу. При этом поп возомнил себя арбитром эмбриологии и физиологии человека. Эмбриология, неврология, физиология давно вынесли вердикт. Внутриматочное образование в стадии органогенеза не является ни ребенком, ни человеком. При желании или необходимости оно может быть легко удалено. Аборт – нормальное жительское дело, стандартная процедура и решение множества нелепых проблем. Единственный, судя в данном вопросе, не свихнутый поп, а сама женщина и соображение ее удобства, выгоды и необходимости. Обсуждение, а тем более осуждение аборта – это примета невежества и мракобесия. Церковь всегда с пеной у рта отстаивала свою точку зрения по вопросам анатомии, астрономии, биологии, физики, химии и т.д. И она всегда садилась в лужу. Ее убежденность неизбежно оказывалась бредом сивой кобылы. Убежденность церковника в том, что в Нюрнбергском процессе это дело врачей, оставим без комментариев. Но это отличный показатель абсолютно безграмотных ряженых торговцев магическими услугами. Суть, что я могу сказать? Здесь тоже, конечно, Невзоров все-таки, он, как, если мы понимаем, еврей, у них тоже как бы непонятно, то верят, то вера, не вера, хз, короче, кто что, блядь, да? Со стороны мусульман мы должны сказать такую тему здесь. То, что он говорит, я даже не дослушал, что он говорит, аборт, не в этом дело. Нас, Башкортостан и Татарстан, это не должно вообще касаться и волновать. Аборт там, кто-то там, блядь, узкожопые приказали нам делать или не делать там, блядь, их не должно ебать вообще. Как, про аборт, как говорится, по исламу, как говорится, мы будем, как говорится, поступать. Надо, как говорится, и рожать, значит, будет рожать. Не хочет рожать, сделает аборт. Проблема-то в чем? Проблема в том, что какой-то хуй, поп сказал, нельзя аборт делать, все, мы не будем делать аборт, нахуй. Нет, нахуй. Кто он нам, блядь? Бізге нәрсе айтқан Аллах Тағалам шулай. Туырға болғаш туала, туылмасайын, туылмайынды, ништесің енді. Мына шулай, блядь. А нахрена, блядь,
слушать какую-то нахуй доктрину из этой кремлеботовских нахуй попов, блядь. Понимаете смысл какой идет, блядь? И само собой, Башкортостан и Татарстанда, когда будет безда исламское государство, само собой, да, Башкортостан и Татарстан, никто не будет из мечети там орать вам, рожать там. Да делайте, что хотите. Главное, как говорится, по исламу жить. Сделайте, что хотите, на вашу совесть. Джаханнамда или не джаханнамда, обитать будете вы сами. Вот и все, это ваша проблема, блядь. Нахрена, блядь, это раздувать на весь эфиры, блядь, выносить это все дерьмо. Я не знаю, зачем это выносить. Но в данный момент, да, надо выносить, потому что это мракобесие узкого мира, блядь, нахрен. Узкие мозги, как говорится, у них уже отла, мозги узкие, места нет там, нахуй, у них уже взрыв мозга у них, блядь, и у них, блядь, уже ку-ку, нахуй, на голове. Уже и там доебались, тут доебались. Главное, мне челы можно, 9-летних ебать можно, рожать можно, нахуй, с этими, с ебаными, нахуй, талибами, нахуй, подружились, блядь. Все можно им теперь, блядь, нахуй. Вот это из этой толкования, вот только можно так понять, что вот этот ебанизм, как, блядь, был, еще сильнее крепчает. Вот и все. Вот тебе нахуй. Удивляюсь над людьми, блядь. Вот мне сейчас как-то странное положение поставили, конечно. Люди как это, незваный гость хуже татарина, да? Из этой категории, короче. Поражаюсь над людьми. В телефоне убитого российского солдата нашли переписку с башкиром из именного батальона имени Шаймуратова. Вон шевроны на рукаве. Эксклюзивные кадры, может кто-то узнает, соседи, знакомых, одноклассников. Видно, что чуваки ужрались, как говорят в армии, смелой водки и устроили пострелушки. Уровень дисциплины и управляемости башбатовцев можно оценить по этим кадрам. Что за хуйня? В телефоне убитого российского солдата нашли переписку с башкиром из именного батальона имени Шаймуратова. Вон шевроны на рукаве. Непонятно, но, короче, вот эта перестрелка и убитый чувак, короче, при чем тут это нахуй? Ну, как бы просто пострелушки, прострелы эти тупые наверх, блядь, а убитый шеврон, причем телефон, может, блядь, не шеврон, блядь. Нашли, может. Хуйня какая-то. Так, идем дальше. Заняться нечем людям, блядь. Так, минус 23, блядь, или что, блядь? Морозы до минус 20 градусов ожидается в Украине в первой половине этой недели. Синоптик Кибальчич. Понятно, блядь. Вольный улус. Эрзя и Мордва. Республика Мордовия – это не Россия. Территория республики находится между Москвой и Татарстаном, соседствуя не так далеко от московитов. Имеет совершенно другой язык, иные традиции. Но покажите на карту любому иностранцу, очертите Московию и скажите, что все вокруг колонии, у них глаза расширяются от удивления. Так прочно засело в головах людей, что на всей территории всегда живут узкие, а глядя на азиата, им трудно поверить, что он россиянин. Вот такие стереотипы благодаря узкой пропаганде. Ну да, если сегодня, вы видели же, поет африканец «Я узкий», вот так вот, блядь, астафируллах. Вот так вот. Так что скоро черные тоже будут
узкими мозгами, нахрен. Так. Загнали бедных в котел. Идем дальше. Вольный улус дальше. В России писанные и неписанные законы постоянно конкурируют друг с другом. Но если писанным законам посвящены десятки томов юридических исследований, то неписанные законы остаются в тени в прямом и переносном смысле этого слова. Я решил восполнить этот фундаментальный пробел и воссоздать ту конституцию, по которой на самом деле живет почти 150 миллионов человек. Понятийная Конституция Российской Федерации. Раздел 1. Понятийные основы конституционного строя. Статья 1. Сильный может все. Сильный может все. Вся власть в России принадлежит сильным. Власть сильных не может быть ограничена ничем, кроме силы. Второе. Статья. Закон существует для слабых. Слабые обязаны исполнять законы, которые написаны сильными. Сильные не обязаны исполнять законы, которые они пишут для слабых. Третье. Сильный не равен слабому. У сильного всегда слабый виноват. В отношении сильных действует презумпция невиновности. Четвертое. Сильные имеют права, слабые имеют обязанности. Сильные могут нарушать закон, а слабые нет. В отдельных случаях слабые тоже могут нарушать закон, если это не наносит ущерб сильным. Пятое. Сильные не могут, не наносит ущерб, это из тех маньяков. Маньяки, что? Маньяки наносят только 9-летним девочкам увечья, как говорится. А что сильным они что делают? Ничего не делают. Маньяки делают только девочками нахуй какие-то пакости нахуй. Пятое. Сильные не могут злоупотреблять, ебаное слово нахуй. Так, своими правами в отношении более сильных, чем они сами. Если сильный злоупотребил правом в отношении более сильного, чем он сам, он считается слабым, и к нему применяется закон. Шестое. Ни один сильный не может быть привлечен к ответственности за преступление, которое он совершил, за исключением случаев, когда он нарушил права более сильного, чем он. Седьмое. Слабые могут быть привлечены к ответственности за преступления, которые они совершили, а также за преступления, которые совершили сильные, даже за преступления, которые вообще никто не совершал. Ну да. Вот как раз это в пидорасистском мире Путина. Слабый не имеет права на защиту от сильного. Слабый является сильным по отношению к более слабому, чем он сам. Попытка слабого защититься от сильного является преступлением. Девятое. Собственность принадлежит сильным. Сильный владеет собственностью с разрешением самого сильного. Слабый обязан отдать свою собственность сильному по его первому требованию. Право сильного на собственность слабого защищено государством. Статья 10. Реальным гражданством обладают сильные. Сильные рождаются от сильных, либо становятся сильными в силу родства или знакомства, а также в случае признания таковым другим сильными. Статья 11. Споры между сильными разрешаются по понятиям. Понятие имеет силу традиции. Понятие выше закона. В случае, если понятие и закон противоречат друг другу, законы применяются в той части, которой они не противоречат понятиям. Вот ебанутый закон. Статья 12. Власть сильных от Бога. Смех, блядь. Монопольное право объяснять, почему властью должна обладать сильной, принадлежит церкви. Церковь принадлежит сильным наряду с государством. Слабые должны ходить в церковь. Статья 13. Сильным руководит самый сильный не избирается и не назначается, а самоопределяется. Выборы необходимы для того, чтобы заранее известный результат выглядел правдоподобным. Вот такая вот новая газета РУ пишет, блядь. Понятие Конституция, оригинальный текст с предисловием папы-основателей. В России писанные и неписанные законы постоянно конкурируют друг с другом. Понятийная Конституция. По какому закону на самом деле живут 150 миллионов человек? Оригинальный текст с предисловием папы-основателя. Вот такая вот хуйня. Что за папа-основатель, непонятно нахуй. Попы-основатели, блядь, или попы-основатели нахуй. Или попа основательная. Непонятно. Ну вот основание. Вот примерно вот это дерьмо, я даже не понял половину из них, что за хуйня там. Но суть в том, что мы, как Башкортостан и Татарстан, независимость, да, ведь создадим, там сильный, мильный, нахуй, такая хуйня не будет у нас, нахуй, прокатывать, блядь. Будет только конкретно, блядь, закон, который, как говорится, по нему, как говорится, должен жить каждый, по идее. И тем самым, самый мощный закон, это будет Холок. Холок будет все устанавливать. Как я до этого всегда я вам говорил, блин, что каждый, как говорится, Курултай, парламент, так скажем, будет, как говорится, собран
в первую очередь халық bilan, дальше президенты, районные мэры, туда и сюда хакимлар, бөтенесе будут создаваться тоже халық bilan. Вот и все. Каждый в своем районе, своей ячейки, так скажем, как вы там его будете называть, как хотите, там, стартамак, можете, как хотите, поменять можем мы. Ну, короче говоря, все узкожопые имена, допустим, мы поменяем на башкорт һәм татар исемләренә куйгач инде шул районнардан, дип исәпкә алыйк инде, допустим, из этих районов будет собираться народ и будет вытаскивать своего мэра, своего избранного. Потом он каждые 3 года будет меняться. Все, вот такая хуйня. А президента будем собирать, само собой, всем Башкортостаном, заканчивая до Ненеции, до Перем, Коми, вот эта вся территория будет вся, как говорится, голосовать за президента. Парламент в таком же методе, по идее, должен собираться таким же макаром. Но в первую очередь, я считаю, что вот для начала нужно будет полностью разъебывать, блядь, вот это, как сказать, прошлое московское дерьмо, которое оно собрало, блядь, в Башкортостане с Татарстаном. Вот этих всех марионеток нужно будет зачистить. Они нам не нужны, само собой. Так, чем должен заниматься бодрый чувашский пенсионер, если имеет свободное время? Хурамал, Йопрес района. Население 1230 человек. Первое упоминание 1749 года. Чуваши 98%. 83-летний Николай Квасов не поддался на уловки кремлевской пропаганды. В селе скучно на старости. Пойду, помогу оккупационной армии убивать людей в чужой стране. Авось развлекусь. И не пошел тратить свое свободное время на плетение маскировочных сетей для русских захватчиков и их прихвостей. Вместо этого дедушка занялся облагораживанием своего дома, что принесло ему известность и уважение. Дедушка действительно знает, для развития культуры чувашского народа надо создавать такие удивительные творения, а не помогать кремлевским фашистам только потому, что скучно жить. И что же он сделал, интересно? Ибрештергенжи хурамалды эрешсенбе илемлетне шурт ирден жүрене аякрана келерден. Хабхибе кардызыне де хэн еврле терзембе пуянлапна Николай Квасов аста. Кабыр шуртере Евре терзе койган дия. Павлова курса келенже. Чувашларны әзген аңлап балада инде ул. Евре терзе койдым дия. Сагырвун виже шулды малыметле майштыры хэн шуртерне тұрышса хилемледеть. Ирежезене Николай Квасов хелле сталать, шуллавара иреге пурнете курунмала вырнаштарать. Чувашский язык. Кстати, узкожопые из Чуваши, учите чувашский язык. Чуваш тугал, шупашхара. Тивишликанова духичень Николай Квасов, чилай выход платникре ишленя. Аджаранбах евочка скалама юратна. Шунашка е уиран шупши думаллае. Шкулачи бузанда ялчиннызе мана шанна. Калаза барать маштар. Ашы зіркиве пүртреюснескер, авланзан хойын валли, чилемле жұрт короче, сбасын матурлаған енді бабай. Школ бірен емелдеп. И ішпе пултарны. Виже шулгайла, араме пурнышран уйрылзагайных ишін Николай Квасов тунзыхне пузарма, евышран шишмар Тимирденде каскалама пушлана. Тимирденде кисті дия, нәрсәдір қалайдан кисті дия. Уже вырынзене чазах тулдарна. Чигызыклы, юрықсыра духны Тимирдымыра, икеміш пурныш парнилет маштыр. Мағашында, опрес кезем, каянда кіренде, мана пілеш өзем, изағай. Прекада брага пырды. Хуши жагай машина. Касарашты, прасагварашты. О, такшандамак. Еп шавзане изеги. Кунда еп леса дуна. Леса туза. Иге хымахуны тарне. Вара иге хымашичен чүлежине изе. Пөтек пусмаба шүлдизене. Короче, чувашлар бар монда. Чувашлар переводите.
Ну, примерно аңлашылды енді. Темірден, қолайдан кескен, мына кесіп енді ызбасын матурлаған. Вот это бізде де шулай. Башқұртстанда, Татарстанда да біздің йортларыбыз шундай ук матур, буялған, туда-сюда, красота. А узкожопую деревню зайдешь, все чернота, все разъеб, все ужас там, блядь. Вот такая тема, короче, идет там, блядь. Да пиздец, блядь. Так. Шупаш қараларына да қорадық. Идем дальше. Вот это интересная тема. Опять Украина. Рашисты начали обсуждать покупку Украины по примеру Трампа и Гренландии. Как оказалось, никто из представителей ведущих кремлевских инфопомоек, которые десятками лет накачивали население пропагандой ненависти к Украине, не верит в свои же заявления, и поэтому их пропагандная повестка может меняться несколько раз в день или даже несколько раз в час. Сегодня они начали активно обсуждать возможность купить у Зеленского восточную часть Украины, а именно левобережье Днепра, то есть половину страны. Уже куда-то улетучился миф о защите русскоязычных, о борьбе с нацизмом, о восстановлении исторической справедливости, о противостоянии НАТО, о великой миссии русских по возрождению единства славян и т.д. Все те 808 тысяч мобиков, зэков, контрактников, гастарбайтеров, манкурты, сгинувшие или искалеченные ради захвата территории, за которую Россия раньше даже не пыталась торговаться, ясно дело, что никто бы не продавал, но ведь они даже не попытались хотя бы для виду, что сделали все, что могли. В Москве решили, что покупать будет дороже, чем просто потратить какое-то количество лишнего населения на захват новых территорий имперцам. Именно так эти земли и называют официально новые территории, а не возвращенные территории, чем признают, что никогда ранее это все не принадлежало им. Вся борьба за защиту Родины, противостояние нацизму, защита русского языка, все это свелось к количеству захваченных природных ресурсов. Трамп хочет Гренландию, чтобы ее недра не достались кому-то еще, например, Москве или Китаю. Москва хочет Украину по той же причине, чтобы недра Украины не достались Евросоюзу и НАТО. А население Украины стало бы теми, кто вытеснит с собой всяких различных расово неправильных туземцев из России. Только эти две причины, никаких иных. Именно за это на империалистической войне сгинули около 30 тысяч жителей Поволжья. Нет, вот здесь давайте добавлю еще. Не из-за этого. Не из-за этого. Это вся хуйня. Я вспоминаю, почему Крым отжали. Тогда в Пидороссии разговор шел вот такой. Я еще тогда был в Пидороссии. Так что Крым отжали, потому что там нужно был, блядь, вот эта торговая точка. Порты нужны были. Порты, море, вот это нахуй, выход к морю, вот это поеботина нужна была. А в итоге узнаем, если оно оттуда идет, я не знаю, где этот турецкий поток, откуда он идет нахуй. Вот это, если оно как раз таки оттуда идет, вот для этого оно и готовилось. Явно этот голубой поток, или как его называют они, голубой поток, блять, нахуй, турецкий поток, явно, наверное, он идет через море, нахуй. Они же не будут его как-то вот так через сушу нести, блядь, через, я не знаю, как они, через Молдову идет, что ли, она? Где, как она идет, блядь, вот этот момент, блядь, карту мы не знаем. Исходя от этого, по кусочку отжали Крым. Потом, блядь, здесь тоже по дороге что-то перекрывает кислород, нахуй, Украина, понимаешь, в Европу что-то там кабенится. И тут начали все. И в итоге, короче говоря, не то, что кусочек, нахуй, а все им надо, все. Там кусочком не отделаешься. Вот когда они хапнут всю Украину, тогда напрямую они будут говорить, ну что, газ нужен? Вот так прям с Киева будут орать, нахуй, полякам, газ нужен! Вот так они будут орать, нахуй. Понимаете смысл? Вот какая, нахуй, хуйня, блядь. Не надо, нахуй, тут, блядь, нахуй, этот ебаный, кто это пишет, Идоль Урал, хуйню какую-то нести, блядь. Реальность вот такая. Отжать все. Вот, представьте, да, на примере Татарстана с Башкортостаном. А чё ж тогда они бы тоже, блядь, половину сказали бы, купим, давайте у вас. Они же все отжали. Они даже перекрыли его Оренбургом, чтобы отделить нас с Казахстаном. А что же они тогда сказали бы, ну, живите с границы с Казахстаном? Это же не было.
О чем разговор, Туганлар, блядь? Это идиотизм полный. Суть — отжать все, чтобы пиздеть наравне, блядь, нахуй, быть диктатором, нахуй, против Европы и Америки, блядь. И тут отжали Крым, блядь. И тут все прибрали к рукам. Еще после Украины идет Приднестровье, может потом еще Молдова. Вот и все. Вуаля, нахуй. План удался, блядь. А тут еще дальше, вот здесь наверху, блядь, нахуй, Эстония, Латвия, блядь. Вот и все, блядь. Вот тебе и нахуй. Вот тебе нахуй пидорасия. За то, чтобы у Москвы была еще одна колония, из которой можно забирать ресурс и чьим населением изменять или разбавлять состав национальных республик и автономии. Колония, за которую Москва даже не хотела попытаться заплатить, ведь можно потратить более дешевые и никому не нужной жизни населения уже захвачен земель. Это только с одного крыла, так скажем, только. Это не все здесь. Мысль дописанная, блядь. Короче говоря, я примерно вам сказал саму суть. Сама суть — расширить территорию, блядь. Ненасытный крокодил, нахуй, не может нажраться, блядь, нахуй. А она идет по трупам, нахуй, и ему похуй, блядь. Ему цель егошняя, блядь, полностью захватить, нахуй. И чтобы только Москва рулила, блядь, нахуй. Как в Америке, допустим, Вашингтон, там, грубо говоря, рулит, нахуй, над Южной Америкой, блядь. Примерно вот так, нахуй. Чтобы, блядь, с барского плеча, нахуй. Налево, направо. Типа вот такая хуйня, блядь, понимаете, блядь? Вот только так, блядь. А холопы все прибежали. Ой, да-да-да, в дырявых нахуй лаптях, блядь, и говорили: да-да, Путлер, привет. Типа вот так, блядь. Пизду, блядь. Так. Вот это с контакта в тот день вытащил. Ебанизм. Ну так, чисто просто. Чувак, 39 лет. Ну явно, блядь, колдырь какой-то непонятный, блядь. Ну ладно, главное. Что происходит в Башкирии, Уфа? Башкирский Форест Гамп добрался до Уфы. 39-летний Марс Абдулин, обманутый на заработках в Сочи, пиздовал, грубо говоря, уж не буду заходить сейчас в контакт, пиздовал, короче говоря, из Сочи в Башкортостан 15 дней на попутках, нахуй. Главное, он из Башкортостана упиздил в Сочи на заработки. Вот понимаете, в чем суть здесь? В том, что Башкортостанда нехуй ловить, блядь. 39-летний вот этот мужик упиздил куда-то на заработки, блядь. Позарился в Сочи, его там кинули, само собой. Сочи, Мочи, там все армяне, само собой. Кавказ, ёпрес это, так скажем, блядь. Ну, армянский Кавказ, блядь. Конечно, они кинут, нахуй. Выебут и высушат. И в итоге, блядь, вот эта вся басота его кинула, он остался без штанов, и вот Форест Гамп, нахуй, возвращался домой, блядь, 15 дней, блядь, нахуй, пешком, блядь, Башкортостанга. На автостопах, наверное. Вот дожили Туганлар. Исходя от этого, и думайте, блядь, что, так скажем, жизнь, блядь, любого башкирта и татара зависит от нас. Если мы не двинемся, ни Алсынов, ни 80 человек, которые сидят, ни Рамиля Саитова, ни Айрата Динмухамедов, никто не вылезет. Не вылезет, пока мы не встанем. Они будут сидеть до последнего. Могут еще добавить им, нахуй. Вот и все. А вы не знаете, что ждете? Вы что ждете? Если вы горюете за независимость Башкортостана с Татарстаном, почему вы не идете, блядь, брать оружие? Почему вы не идете, вот вместе со мной не включаетесь? Ваши информаторы, мои информаторы, все вместе, почему мы не сплотимся, а? Нәрсәгә без бердәм булмыйбыз? Бердәм булсак бит көч була, бердәмлектә генә көч бит. Туганлар, нәрсәгә сез тормыйсыз шунарга? Мен аңламыйм, а? Зачем мы вот это должны вам каждый день читать, блядь? Каждый день это мы вам, блядь, читаем. Нахуя? Я тут, нахуй, читателем не заделывался, по идее, блядь. Просто хочется, нахуй, уебать эту Москву раз и навсегда, взять свою независимость и просто, нахуй, спокойно жить. Вернуться, не вернуться, уже это, как говорится, последнее дело. А именно, блядь, независимость, нахуй, взять, вот это самое первое дело. Хз, короче, как дальше жить. Так.
Вот здесь так просто поверхностно скажу, вот тоже вот смотрел, чуть-чуть там, пару минут, как из Узбекистана в Германию на работу, это реально. Чувак, короче, из Узбекистана там уже начали приезжать в Германию, работают на фуре, там, на машине грузовых работают. Нормально, чувствует, немецкий знает. Там даже я комментарий читал, как, говорит, один радуется, узбек, говорит, Дольче Велли, говорит, мой, говорит, земляк узбек, не на русском, не на узбекском, говорит, а прям на немецком, говорит, ему ведет диалог ведущего. Понимаете? На немецком он пиздит, как говорится. Нормально, молодец. Выучил язык немецкий, наверное, дома. И приехал на работу водителем. Поработаю, говорит, и потом уеду в Узбекистан, говорит. Подзаработаю и поеду. А безне башкорт белян татарлар. Башкорт белян татарлар. Санкции. Вы только можете вон до Сочи доехать, вас выебут, высушат, кинут и пешком пиздуйте домой 15 дней, блядь. Вот ваши только проделки. Ваши мозги только вот такие, блядь. А этим кислород почему не дают узбекам? Потому что у них зомбоящик работает до сих пор. Как сегодня как раз тоже один чувак мне, братан, пишет, что лучше России ничего, оказывается, нету. Он только в Россию хочет обратно приехать. Но, увы, его на 9 месяцев прикрыли, грубо говоря, он сказал, 3 месяца уже, говорит, дома. На 9 месяцев его, короче, закрыли, депорт сделали из Пидороссии. Я говорю, нахуй туда ехать? Ну, говорит, а что делать, говорит. Там я хорошо зарабатывал, говорит, по 3 косаря, блядь, говорит, в месяц зелени зарабатывал. А здесь, говорит, я заебался в Узбекистане. Таких денег нету. Мы уже привыкли, говорит, хорошие деньги видеть. Здесь нету. И он сейчас в Узбекистане таксует. А в Москве работал курьером. И зарабатывал 3 косаря зелени. Понимаете как? И после этого я понимаю людей, которые, так скажем, узбеков, которые, как говорится, уже увидели, как всегда я это говорил раньше тоже, запах денег, и они не могут Россию бросить. И они даже не хотят в Европу приезжать. Это вот, 1-2 приехали, молодцы. Вот я рад за них, что они повернули свою сторону на Германию или там на Европу, а не в эту пидороссию. Поэтому в идеале, как раз так, рекламный образ, вам говорю, приезжайте в Европу, езжайте в Америку, я не знаю, куда хотите, пиздуйте туда, в пидороссию не едьте. Освобождайте эту пидороссию, чтобы они в своем дерьме нахуй плавали, блядь. Чтобы они в дерьме, чтобы когда к ним будем заходить, чтобы по всем улицам было дерьмо везде, чтобы мы охуевали от мусора, блядь, вот это, чтобы, блядь, апокалипсис был нахуй, чтобы пока мы до Москвы дойдем, апокалипсис этот, вот так, расшибая мусор, вот это. А что случилось, что случилось? Да узбеки уехали нахуй. Вот что-то вот такой прикол должен быть, понимаете? Вот так вот пидоросия должна стать, понимаете? Бангладешем 2 нахуй. Бангладеш 2 нахуй. Бангладеш такая же хуйня, блядь. И вот так то же самое. Индия тоже такая же свалка нахуй. Вот эту пидоросию тоже надо создать свалкой, а потом мы, как говорится, выпиздим узкожопых везде с наших земель и почистим свои территории, и все. Вот такая хуйня. А свалка наша огромная будет в Москве. Как раз Москву завалим этим мусором нахуй. Отвозить будем нахуй к ним и заваливать их мусором нахуй. И все. Чтобы они, блядь, остались за мусором нахуй. Чтобы мы их не видели, не слышали, блядь. Мусоропроводные, блядь, твари. Так. Куда денут участников СВО? Ну, интересный вопрос, блядь. Ну, видео тут, конечно, куда денут нахуй. Я не знаю, блядь. Что за хуйня? Куда денут их, блядь? Странная, конечно, картина, блядь, девчонки и какой-то СВОшник, блядь. Первичный циничный Иоганна. Ну, 16 минут он пиздежа. Приветствую вас на Первом циничном канале. И сегодня мы немножечко повангуем. Поделюсь одной своей теорией, куда будут девать разного рода инвалидов, калечных, участников СВО в ближайшее время. Интересно. Я думаю, что сразу после окончания горячей фазы войны в Украине это начнется. Комментарии. Я думаю, помните, да, еще, Чувак, кто постарше, вот после войны в Афганистане Бородач. Постоянно было видно афганцев. Они там без руки, без ноги, в переходах играли на гитарах. Короче, вот, ну, без руки вряд ли играли, но тем не менее очень много там. И полз пацанчик по полю, и заполз на гору, и там помню. Вот, такие душераздирающие у них песни были, местного, как говорится, пошива. Ну, короче говоря, их было видно. А тем не менее, за 10 лет войны в Афганистане, ну, не такие уж большие потери были относительно.
там 15 тысяч, по крайней мере, признаются потери, это намного меньше, чем потери в Украине. Ну, их было видно. А сейчас вот этих СВОшников как-то не видно. Хотя, по идее, их намного больше. Также, я думаю, многие слышали такую вещь, что после войны, Второй мировой войны, одно время были так называемые самовары, без руки, без ноги, участники войны, и потом они резко пропали. Так вот, злые языки поговаривают, и информация об этом дофига, что Сталин их просто убрал из крупных городов. Их убирали либо куда-то в глубинку ссылали, либо, что еще хуже, в разного рода учреждения закрытого типа, где они очень быстро доживали свою жизнь. Вот, ну, чтобы не портили облик города. Потому что они исчезли как-то в одночасье. Почитайте информацию по этому поводу дофига. Вот, ну, такая практика была в советское время. Так вот, еще одна зарисовка, и после нее начну ванговать. Рассказывали, ну, это участники войны, рассказывали и дети участников войны, которые немножечко застали в детстве время послевоенное. Был спрос на мужчин после войны. Огромное количество мужчин погибло в войну, и, соответственно, даже там без руки, без ноги вернулся, тетки прям проявляли интерес. Был большой спрос. Причем даже на инвалидов, как я сказал. Так вот, теперь эти зарисовки отставили. И теперь, что предположительно будет? Как только закончится горячая фаза войны, скорее всего, будет временная, которая станет постоянной, возможно, линия демаркации пройдет, и определенные регионы Украины будут под контролем России находиться. Разумеется, никто это не признает на официальном уровне, кроме России. Соответственно, они будут по факту находиться под контролем. Так вот, эти регионы, они руинированы. Огромное количество территорий, которая захвачена, большая часть, она руинирована. Ее в любом случае восстанавливать. Это будут депрессивные дотационные регионы, куда надо вкачивать деньги по-любому. Это только дотации. Прибыль с них, я думаю, что не пойдет никогда. Я думаю, что они на самоокупаемость никогда не выйдут. Так вот, теперь вангую. Собственно, вот этих инвалидов, единственное, оговорюсь, это благоприятный прогноз. Неблагоприятный прогноз, их точно так же будут ссылать в какие-нибудь закрытые учреждения. Посмотрите, например, что произошло с инвалидным домом, так называемым, а официально психоневрологический интернат Красивский в Чернском районе Тульской области. Его очень сильно расстроили, увеличили площадя и, соответственно, в том числе хотят использовать для участников СВО, типа для реабилитации. Вот. Я делал сюжет о кладбище, о том, как оно быстро прирастало, вот это инвалидное кладбище, когда там еще просто психоневрологический интернат был. Вот. Как оно сейчас прирастает, с ужасом думаю, ну ладно. Это закрытые учреждения. Это прогноз как бы, может быть, даже наиболее вероятный, но давайте будем оптимистами и поговорим о благоприятном прогнозе. Так вот, вангую. Судя по всему, будет создана какая-то программа, когда добровольно-принудительно вот этих участников, особенно покалеченных, будут переселять на те территории, ДНР, ЛНР. ДНР, ЛНР, то, что руинировано, это не обязательно Донецк, Луганск, это те населенные пункты, какие-нибудь деревня захваченные, руинированные, которые будут отстраивать какими-нибудь бараками низкокачественными, и туда их переселять. Добровольно-принудительно в каком плане? Это не то, чтобы прям в машину погрузили и переселили. Им создадут некоторые возможности. С одной стороны, будут оказывать давление в плане принудительного, скажем так, очень сильно убеждать. С другой стороны, их могут убедить экономически. Ну, допустим, живет инвалид в доме, у него нету пандусов в подъезде, можешь жить, из квартиры не выходить, а там... Понятно. Суть мы его услышали, там 16 минут. Долго, короче, идем дальше. От себя добавлю. Башкир татарларны мы никуда утилизировать не будем, иншаллах. Ошиблись. Всех инвалидов соберем. Тууба кылдырамыз бірінші. Тууба кылырга аларга. Вам пизды будем давать, если вы тууба не будете делать. Аллага келерге. Біріншіден Башкортостан, Татарстан халқы. Имеется в виду башкир татарлар. Башка нациями не сулямим даже. Башкир татарлар, инвалидлар, которые сейчас накосячили и вернетесь домой, точнее уже вы дома, наверное, которые инвалиды, которые не сдохли. Исходя от этого, вы, как говорится, будете, как говорится, как-то, уживаться в своей семье, если вас семья еще оставит. И тем самым, как говорится, будете продолжать жить до конца жизни. Выхода нет иногда. Что поделаешь? Ни в семье, ни без урода, нахуй. Будем жить как-то с вами, Ну, найдем вам какие-то, приспособления, работу и так далее. Там, если, как говорится, независимость, иншаллах, у нас будет
конкретно уже, как говорится, взято, само собой, и как вот я вчера только увидел, как один, короче, такой дохуя продвинутый блогер, можно сказать, блогер, наверное, да? Продвинутый какой-то американец, блогер, то ли 500 нахрен людям подарил где-то в какой-то стране протезы. Один протез, говорит, стоит от 5 до 50 тысяч долларов. Один протез стоит. Ну вот, как говорится, найдется какая-нибудь такая, наверное, вспомогательные моменты, иншаллах, из государства, да? Сделаем вам протезы и поштопаете нахуй на работу. Вот и все. Протезы будете работать, как роботы. Хуль поделаешь. Шлись нахуй. Найдутся какие-то предприятия, которые мы создадим, новые предприятия, где будете работать, предприятия для инвалидов, и будете там жить и работать нахуй. Ну, конечно, имеется в виду, дома будете жить и будете пиздовать туда на завод, или там фабрика, я не знаю, что-то, блядь. Тегепкана утраласызында нахуй, швейный какой-нибудь, я не знаю, блядь. Кітір-кітір нәрседер шлисызында, блядь. Кулығыз болмаса енді, вот это проблема уже, блядь, нахуй. Если руки нету, ну... В руку вам придется делать. Ну, руку все равно это больно дорогая вещь. Я думаю, рука, блядь, разработанная, блядь. Ну, хуй его знает, блядь. Короче говоря. Ну, короче говоря, вы на свою голову это сделали. Вот только так. Локти вам самим только кусать придется. Если локти еще будут у вас кусать. Шулай, туганлар. Печальная история, конечно. А то, что он говорит там, в Донецкую область, куда-то туда отправят, сюда отправят, ну, это по его словам. Это тоже какой-то, наверное, узкожопый, я не знаю, кто это такой нахуй. Куда он собрался отправлять Донецкую область, блядь, чужую страну, блядь. Вот это я не могу понять нахуй. Поэтому я считаю, я считаю, каждому человеку нужно понять, хоть то украинцу, башкорту, татару, да, все из этой пидорасии людям нужно понять, что украинские земли все вернутся обратно. Это не наши земли. Это не земли Кавказа. Это не земли Крыма. Крым сам по себе должен вернуться. Само собой. Это не наши земли, блядь. Это не пидорасийские земли, блядь. Исходя от этого, все земли вернутся в Украину, блядь. И не наше дело уже, что они там будут делать. Нам... По идее, нахуй, это косяк наш. Каждый, нахуй, расхуяренный человек там, косяк наш. Куда вы шли убивать? Так. Соотношение численности населения Греции и Турции в 1927-2020 годах. 13 м, 28 м, 57, 84 м. Какая-то непонятная Греция, непонятная карта. Непонятно, какая из них Турция, какая из них Греция, блядь. Вот это розовая, наверное, это Греция. 7 миллионов, 10 миллионов. 8 миллионов, 10 миллионов. А в Турции 13 миллионов в 27 году было. Потом в 90-м 57 миллионов. Потом в 60-м 28 миллионов. Это сверху вниз надо смотреть, надо было, блядь. В 90-м столько. В 2020-м 84 миллиона людей в Турции. Вот, примерно исходя от этого, у нас то же самое должно быть. В Башкортостане и Татарстане также мы должны будем поднять население. Соотношение численности населения Греции и Турции в 27-20 годах. Если в 20-е соотношение населения между Грецией и Турцией составляло примерно 1 к 2 в пользу последней, то ныне разница на уровне 8,5 на 1. Хорошая иллюстрация качественных различий, переходящих в количественные результаты. В 1920-е греческие женщины в среднем рожали 4 детей, турчанки 6,5. В 1970-е показатели были 2,5 против 4,5, 5,5. В 2000-е 1,2, 1,4 и 2,3, 2,5. За 4 поколения разница в
Численность населения увеличилась на с 6 миллионов до 74 миллиона. Соотношение влияния и сил кардинальным образом изменилось. Ныне Турция претендует на статус региональной державы, в то время как Греция продолжает экономически и географически стагнировать. Более того, в будущем разрыв обещает только вырасти. В Турецкой республике в год рождается 900 тысяч детей, а в греческой лишь 70 тысяч. Разница уже 13 раз. Схожая ситуация, но в менее радикальной форме может произойти между Россией и Средней Азией. Подобные истории будут встречаться все чаще в контексте депопуляции развитых стран и демографического взрыва в некоторых развивающихся государствах. Нет, нет, скажу я вам это с другой стороны. Тут больно в политическом образе это сказано. А это именно почему такое развитие идет? А это именно от того, что Аллах Та'алям, как говорится, ведет нас к тому, что весь мир будет все равно идти к тому, что будет мусульманский. Вот поэтому, как говорится, нас он умножает. Нас он увеличивает так, что крестоносцы будут уменьшаться в хлам, блядь. В хлам они будут уменьшаться, блядь, по своей тупости, нахуй. А ихняя тупость, что? Наркота, самая такая, да? Алкоголь, лесби, голубые нахрен, тупорылые законы. Вот их уменьшение. Вот этот примерно 5 эти вещах я вам примерно описал. А там их может 500 косяков их, блядь, мы не знаем даже. Вот главное из 5 вот этой поеботины, у них демография в пизде, грубо говоря. И в Европе, и в Америке, да везде нахрен. Везде, где крестоносцы, там жопа. Многобожников то же самое, блядь, по идее, блядь. У многобожников что, блядь, бурятов дохуя, что ли? Или якутов до хрена, что ли? Ни хрена их тоже нету. Монголия тоже до хрена, что ли? Нихуя тоже их тоже мало, блядь. Понимаете, смысл какой, блядь? В том, что, блядь, нахуй, Китай понятно уж, Китай, блядь, понятно, блядь, у них хуй поймешь, что, блядь, им рожать-то нельзя, блядь. Если они родят, пиздец, жрать нечего будет завтра, блядь, у них. Поэтому, как говорится, Китай, ладно, не вписываем, блядь, их в эту тему. Вот именно мусульман, это именно та ситуация, почему и в Азии, и везде прет население, не говоря, что Пакистан, Бангладеш. Понимаете? А у нас почему так, Башкортостан и Татарстан? Потому что, блядь, обрусели. Как та девчонка пишет, обрусевшая я. Вот обрусевшие вы, блядь, нахуй. Не хотите, сука, рожалку свою мучить, блядь, нахуй. Как вам попы говорят, блядь. Пизденку-то надо мучить свою, нахуй. 5 надо вытаскивать оттуда. Так. Наступление войск Турции в Казахстан ускорилось, ситуация ухудшается, Белоусов поднял всех на уши. Турция вводит войска в Казахстан. Вот так прям, так его странно назвали. В итоге, короче, там вкратце скажем, что в Турцию как бы заходит то ли армия, то ли что, какой-то контингент заходит, короче, турецкий, я так понял, вкратце. Вот так вот. Так, идем дальше. Тут, конечно, новости могут и старые быть, потому что пока меня не было. Из-за возможности атаки БПЛА воздушная тревога объявлена в Росошанском районе Воронежской области. Молодцы, блядь. Воронеж хуй догонишь, ну, догонят, мне кажется, скоро. И это уже хорошо. Головкин Садриддин Ахмедов в тренировке. Учит казахского танка. Так, окей. Идем дальше. Ну да, я это смотрел. Так. Это я читал или нет, я не знаю. Начались отказы в регистрации автомобиля без военного билета. Вроде я в тот раз уже читал это, да ведь? Так. Да, я читал в тот раз. Давайте уже нахрен перейдем.
удивляюсь людей. 4 июня последний раз переписывались, и он мне пишет 13 января, говорит, скинь адрес, я приехал. Я просто херею, блин. Скидываешь адрес, а он уже приехал, блин. А я тут на эфире сижу. Поражаюсь. Зачем так делать? Зачем как снег на голову падать, блядь? Без предупреждения приезжать. Ну, наверное, обиделся, наверное. Как говорится. Все эфиры же я не могу сейчас и одного человека бросить эту тему. Так, ладно, идем дальше. Хер с ним. Так. Поэтому я всегда говорю, пишите, чем звоните. Сперва пишите, хабар бир үзіңні, бошта біліш туда-сюда, а потом уже, блядь, что-то. Нет, нахуй. Пишут, блядь, прям, все, я еду, блядь, нахуй. Да ты, сука, блядь, напиши день-два вперед, блядь, что такого числа я приеду, блядь. Я эфир не буду делать, да? Херею над людьми, поражаюсь над людьми, блядь. Нахрен так делать? Так, ладно. Так. Так, ну давайте это Куштау Байрам будем читать теперь полностью. Так, 2000 год, какое-то видео. Послание из прошлого. Для будущего. Наступил, наконец, 2000 год. Как мы это пережили 99-й, я вообще не представляю. Ельцин ушел, назначил какого-то преемника, не помню фамилию. Да, что запоминать, это временно исполняющий обязанности. Кризис у нас прошел, деноминацию провели, теперь все будет хорошо. Продал доллар дорогой, 28 рублей стоит. Ну ничего, зато вот машинку себе приобрел. ВАЗ-2107, красота. Буду кататься, правда бензин дорогой, 7 рублей стоит, это вообще. Ну, надеюсь, у вас там в будущем все хорошо, все будет классно. Видео для будущего, для будущего. Видео для будущего, 7 рублей. Бензин, блядь, дорого, говорит, блядь, 7 рублей дорого. Потому что курс 28, блядь, нахуй. Считайте, блядь, нахуй, если курс 28 делим на 4, грубо говоря, блядь, нахуй. Что там, 25 центов, блядь, нахуй. Пиздец, дорогой, нахуй. Вот здесь сейчас, блядь, почти 2 евро, нахуй, блядь. А там 25 центов всего лишь, блядь. Грубо, еще и то это не евро, блядь, а доллар, блядь. Охуеть. И тут коммент. Ну, типа это. Конфликт решен. Запад разворачивает войска. Перед Россией все встают на колени. Санкции обошли всех стороной. Доллар оказался пустышкой. Мечты россиян сквозь портал телевизора. Все встаем с колен. И Западу скоро конец, в отличие от великой русской державы. Понимаете, да? 2000 год. И через 25 лет эта вся хуйня. Вот представьте сейчас, и что он говорит, блядь, там. Типа, блядь, говорит, мы вышли из дерьма какого-то, нахуй, из ельцинского переворота, нахуй, вот этого 91-го года, блядь, считай, через, грубо, 9 лет он пиздит это. И, типа, вся хуйня, все классно, нахуй, и думают, что, блядь, с Путиным им повезло, блядь, нахуй. Вот вам. 25 лет, и вы в полном дерьме, блядь. Исходя от этого. Так. Охуеть. Житель Башкирии взломал дверь горящей квартиры топором и спас детей. В селе Краснохолмский Калтасинского района поздним вечером женщина шла по улице и услышала детские крики. Заметила вспышки пламени. Забежав в подъезд многоквартирного дома, позвала соседа. Мужчина прихватил топор, побежал на помощь. Он вскрыл дверь квартиры и спас двоих детей 3 и 9 лет. Оказалось, что 9-летний мальчик решил разогреть электрический чайник на электроплитке. Ёпта, гадынский конь. Пластмассовый чайник начал быстро плавиться и загорелся.
Хозяйка квартиры в это время зашла на 5 минут к соседке. Ага, соседке на 5 минут, нахуй, с детьми, блядь. Оставив детей. Ой, ебанутые люди, а. С детьми все в порядке, мужчина потушил пожар до предупреждения огнепорцев, блядь. Хуею, блядь, нахуй. Нахуя, если газ есть, блядь, Башкортостанда, плитка, электроплитка зачем, блядь? Зачем, блядь, электроплитка, я не могу понять, нахуй. В Калтасах, блядь, что, газа нету, блядь? Сух, понять не могу, нахуй. Что за нахуй районы Башкортостана, что газа нету, блядь? Я поражаюсь просто от всего, блядь. Так. Идем дальше. А это уже увидели мы. Все, что надо знать о пропагандонах, отвезли бабло туркам, которые в начале декабря унизили их армию в Сирии и которые помогают ВСУ вооружением. Это уже очень сложный вопрос. Но закон, да. Если вы объявляете военное положение и у вас война, это одна история. Ну и чтобы реабилитировать Норкина АВ и рассмотрение его личного дела, дорогие наши зрители, я вам честно признаюсь, я в эти новогодние каникулы тоже ездил в Турцию. Я просто отдыхаю несколько более аккуратнее. У меня на лице не остается Нет, загара. Он просто не загорает, поэтому а он на самом деле был в 30 минутах от меня. Это уже очень сложный. Короче, эти пропагандоны любят, какие в Башкортостане, в Татарстане, Турцию, блядь, и ездят нахуй в Турцию, получается, эти узкожопые нахуй. Отдыхать, понимаешь ли. Я так понял это. Так. Путин нахуй пиздел когда-то. К 2014 году в России будет около 2 миллиона состоятельных граждан. 2 миллиона? Он 2 миллиона нахуй в армии положил, можно было бы сказать, вот так, блядь. 2 миллиона нахуй, из них миллион сдохло, грубо говоря, и миллионы инвалидов вернутся домой нахуй. Как раз, да. Тема хорошая. В 2015 году Россия создаст станцию на Луне. Нихуя себе нахуй. Я думаю, нахуй, блядь, вот золотой унитаз где-нибудь, нахуй, блядь, в Барвихе, нахуй, они, наверное, смогут создать, блядь, спиздив все золото с регионов. Уже в 2016 году граждане России смогут ощутить рост экономики, а Россия построит первую космическую гостиницу. Ебануться, нахуй. К 2017 году Россия создаст новейшую систему запуска в космос конверсионных баллистических ракет. Только нахуя туда? В 2018 году граждане России должны ощутить на себе выполнение нацпроектов. Интересно. В 2019 году в России будет самая низкая инфляция за всю историю. О, нихуя себе нахуй. Аж, блядь, нахуй. Набиулина не знает сказать, блядь, 22 говорить или нахуй 18, блядь, нахуй. Или 22,3 нахуй. Что же ей говорить, блядь, низко, да? Очень низко. В 2020 году Россия вновь обретет статус великой державы, а граждане России превратятся в состоятельных людей. В 2020 году. Нихуя, уже 5 лет прошло. Что-то я не вижу. Ну, нихуя состоятельные, которые аж побежали нахуй убивать украинцев за 200 тысяч рублей. Да? Или которых, как этот Башкорт говорил, не получаем даже. У меня на карте, говорит, сохранил 21 тысяч рублей всего лишь. А в тот раз мне дали, говорит, не 37 тысяч, а 4 тысячи только дали. Почему-то 37, а почему не 200? Почему 37? Почему 4000 только получил? Где 33, блядь? В 2021 году Россия создаст летающий автомобиль. Охуеть. Ну да. На этом, блядь, нахуй. Нахую Путина, блядь, нахуй. Вот. Полетят нахуй, нахую все. Путина, блядь. В 2022 году Путина вынудили начать СВО. Прям вынудили, пиздец, блядь. Аж давили, сука, начни, блядь. Вот так, да? И ну, сами понимаете, не получилось. Нихуя себе не получилось, блядь. Что-то получается 3 года, хуйней мается. Что не получилось-то? Ой, блядь, опять этот Кадыров, нахуй. Так, Кадыров раздаст по 500 000 рублей семьям, не назвавшим
честь героев Чечни, мальчиков, которые родились 31 декабря. Ой, блядь. 31 декабря в Чечне на свет появилось 222 ребенка, из них 108 мальчиков. Их родителям будут выплачены обещанные деньги, заявил Кадыров 13 января. Всего на это будет потрачено 90 миллионов рублей. Видите, тут один момент еще есть. Вот такие данные Башкортостан, Татарстан, да, тоже где-то, помните, мы читали раньше. Если это цифры правильные, давайте подметим одну вещь. 31 декабря на свет появились 222 ребенка, из них 180 мальчиков. Тут звоночек. Нәрсәгә Аллаһ Тәгалә чеченларга 180 егетләр тудыра? Ну, ответ очевиден. Потому что әле көрәшергә безгә халык кирәк. Поэтому, как говорится, Аллах Та'алям готовит будущих, иншаллах, правильных, не кадыровских, иншаллах. Это еще только на днях родились, 15 дней тому назад, грубо говоря. Иншаллах, они будут правильные ичкирийцы, которые уничтожат в дальнейшем всех, кто, как говорится, захотят напасть в будущую Ичкерию. Вот примерно так. Поэтому мужики рождаются у мусульман. Это уже знак того, что Аллах Та'алям нас готовит к борьбе. Борьбе против всяких вот этих глистов в виде Путина, того же Манкурта Кадырова и так далее. А как их назвать, это уже не проблема, какие имена. Не в имени дело, блядь, а дело в чести, нахуй. Имя какой, нахуй? Как хочешь называйся. Так. Их родителям будут выплачены обещанные деньги, заявил Кадыров 13 января. Все на это будет потрачено 90 миллионов рублей. Большинство новорожденных получили имена Байсангур, 79, и Шейх Мансур, 53. В честь героев Кавказской войны, сражавшихся против войск Российской империи. За такие имена родителям выплатят 39,5 миллионов и 26,5 миллионов рублей соответственно. Вот когда начинаем говорить Мансур, вот как раз таки человек сейчас мне тоже приехал под именем Мансур, блин. Ну, видите ли, как я, как говорится, все это дело остановлю. Так, в честь героев Кавказской войны, сражавшихся против войск Российской империи. За такие имена родителям выплатят 39,5 миллионов и 26,5 миллионов рублей соответственно. На третьем месте по популярности имя Ахмат. Ахмат. Ну, понятно. 23 мальчиков назвали в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Вот здесь, поражаясь одной темой, в честь Республики Ахмата Кадырова. Вот это меня удивляет. Не в его честь уж назвали, наверное, а просто имя Ахмат. Ахмат – имя как раз-таки мусульманское имя, арабское, как тот кыргыз говорил, не надо арабское. Арабское, обычное мусульманское имя Ахмат. Что именно в честь Кадырова, отца? Нахрена это манкурская семейка, блядь? В его честь точно не называли, наверное. Рамзан Кадыров убежден, что такая акция отражает уважение к истории, подвигам предков, укрепляет корни. Ну, явно не твои. Кадырка нахуй, ты дырка нахуй. Ты явно не твои нахуй. Укрепляют они, блядь. Они укрепляют свою, как говорится, идентичность ичкерийскую, а не твою нахуй, драную нахуй, которую ты продал, блядь, нахуй, весь народ, блядь, за кусок дерьма, блядь. Очередной плевок в сторону русских. Ну, плевка тут я не вижу, нахуй, но, как говорится, главная тема, Аллах Та'алям дал 180 мужиков. Вот и все. Остальная хуйня. Имена, не имена, нахуй, блядь. Так. Что тут дальше? Ватное болото. 3-4 года назад, 13 января 1991 года, СССР попытался силой вернуть себе власть над Литвой. Ну, ебанутые. Сделать этого уже находившийся в агонии Советский Союз не сумел. Но возвращавшиеся в Вильнюс войска и Альфа убили 14 мирных людей. Людей, которые просто хотели жить свободно. Но ворвавшиеся в Вильнюс войска и Альфа убили 14 мирных людей. Нет коммунистической диктатуры. Вот именно. Вот этот плакат интересный, конечно, да. Нет коммунистической диктатуры, блядь. Нет путинского режима.
Башкортостане, Татарстанда и во всей Пидороссии. Исходя от этого, мы должны против вот этого дерьма, как говорится, встать все. Все мы должны встать, понимаете? Почему какие-то Литва, Латвия, поляки до сих пор, вон, блядь, ненавидят, блядь. И вся вот эта Европа отреклась от него. Нарсага безнекеляр шунды тугля. Почему? Вот они же крестоносцы. Тоже неверующие, крестоносцы. Они же это смогли сделать. Почему мы, как мусульмане, не можем это сделать, а? Почему мы молчим, блядь? Почему кто-то может, блядь? Почему эти украинцы, крестоносцы могут? Почему мы не можем? Потому что мы недомусульмане. Нас нельзя называть мусульманами, по идее. Потому что все мунафики нахуй. Которые нахуй только, блядь, Талиндагина нахрен. Типа, даже под этнического мусульманина не катите вы, блядь. Все обрусевшие, блядь, уёбки. О, бля. Нихуя себе. Нихуя себе изменился чувак, блядь. Алсынова увидели. Алсынов, ёпта. Чё у меня нет на канале? Закину на канал. Алсынов, блядь, ёпта. Зиндан қартайта кишіні. Туған қартайған. Қартайған Алсынов. Если это реальное фото. Или не старое фото. 15 января 24 года. Зачем Шихана Куштав Айл Алсынов. Архивные фото. Ну, архивные фото, конечно. Блять, оказывается, нет. Какое-то фото. В Башкортостане тысячи людей пришли к зданию Багманского района суда, где проходит закрытое заседание по делу решения горы Куштав Айл Алсынова. А, ну вот, уже год прошел с баймакской события. Год. Год! Один комментарий. Кто? Мирный протест. Мирный протест. Такида какая-то написал. Мирный протест. Нет, это старое фото. Я ошибся, наверное. Хз, что за фото нахуй. Короче, почему, блядь, фото не видно с обезьянника? Что, не пускают, что ли? Почему с обезьянника нету фото вот этих заключенных? В чем дело? Хотя бы внутри, кто к ним ходит, блядь, сфоткайте хотя бы, вытащите их наружу, как они сейчас выглядят. Короче говоря, что я могу сказать? Bir yil g'umri mana beshara bolani uzgan. Bir yil. Ne uchun? Biz narsa qarab o'tiramiz. Hali 3 yili bor buni. 3 yil. Ul 3 soat tugul. Ul 3 minut tugul. 1 yilni siz nechik uzdirdingiz? Sug'ishda, Kurшавелda, Монакода или как? Как вы проводили? Кстати, я где-то видел тоже. Хуй этот Тимати, блядь, пидор. Со своими детьми, родственниками фоткаются в Париже, блядь. В Париж прилетели. Хули, охщакуп нахуй, хули, блядь. Манкуртская рожа ебаная, блядь. Тимати, блядь, всякая вот эта шушера, нахуй. Элвин Грей, нахуй. В Тайване или где они, блядь. Басота ебаная. Bizning yigitlar нахуй. Алсынов ham boshqalar, блядь. Kakirayib besharalar. Zindonda o'tiralar. Zindonda sovuqin, туберкулез, всякая вот эта хуйня, блядь. И Россия пидорас түрмәләре, блядь, нахуй. У Европа түрмәсе түгел. Жылы мына шундый матур нәрсәкә түгел анда. Явно, блядь, и очко там, нахуй, и унитаз там, все там, блядь, все, дерьмо там, блядь. Явно обезьянник какой-нибудь там располага, нахуй, из 50 человек в одной хате, блядь. Явно, я не знаю, как это все у них там. Ну, явно, блядь, не, как говорится, этот, санаторий, блядь. И Барил, блядь, гомор үткен. Если бы он был бы наружу, если бы вот эти 8 человек наружу были бы, это уже была бы наша армия. Это уже была бы те, которые пошли бы против Москвы, я думаю. Насчет аспектов.
в тот день я услышал от Габбасова насчет аспектов. Опять это аспекты. Аспекты, если или пруфы нахуй. Пруфы, аспекты вроде бы, аспекты. Я-то вот такие дела больно не знаю же, как бы мне же похуй, кто, чё, вот там, блядь. Примерно сейчас я пытаюсь узнавать, да? Руслан Валеев, который сейчас вот здесь в Германии живет, этот хуй такой же, как и Мурзагулов, забыл даже сказать, вот Руслан Валеев, Мурзагулов, Фарида Курбангалеева, из этих поеботина. Ну, сейчас вот иногда его вещи тоже читаю же. Почему он такие ебанутые какие-то вопросы задавал, блядь, Габбасову, вам должно быть теперь ясно. Руслан Валеев, хуй какой-то из Уфы, блядь, полупокер нахуй. То ли татар, то ли башкирт, блядь. Чмо, короче, одно какое-то. И он, блядь, нахуй, оказывается, был главным, или, я не знаю, редактором, или просто, я не знаю, кем, «Эхо Москвы», блядь, Уфы. «Эхо Москвы» Уфы, которые закрыли потом. И потом этот хуй приперся в бегах, так скажем, упиздил нахуй, явно по узкожопой наводке, Германию. Потому что все же навальнисты, вся поеботина в Германии, то там, то сям, блядь, в Бельгии, или там, блядь, в Голландии, нахуй. Вот там, блядь, и в Нидерландах, блядь. Вот это вся шушера, нахуй, так скажем, в кавычках, гондоны. И в итоге говоря, этот, блядь, хуй открывает аспекты. Понимаете? Переделывается под аспекты. Теперь мы проясняем ситуации для себя, для вас, которые больно нахуй смотрят, наверное, Валеева. Это не из тех татар или башкиртов, которые нам нужны. Причисляйте их нахуй манкуртам сразу. Мурзагулов, Валеев нахуй и Курбангалеева. Пока вот эти трое. Не говоря там, блядь, само собой, блядь, всяких хуев там, певцов, мясов, если внутри, там дохуя их, блядь. Тямаев, там, Элвин Грей, блядь, вот эта вся поеботина. И тут этот черт, получается нахрен, из этой сраной бывшей «Эхо Москвы», блядь, открыв аспекты, блядь, пытается притворным образом входить в наши дела. Типа топить, не топить, как бы, за свободу Башкортостана, не свободу Башкортостана, блядь. Он еще неопределенки, блядь. Исходя от этого, он не определен, и этот неопределенный человек нам не нужен. Поймите, этот неопределенный человек нам не нужен. Почему? Потому что он сейчас работает на узкожопах. Он üstünde башлыклары, блядь, узкожопые. И нам не нужны такие, блядь, пидоры, которые работают с узкожопами. Мына ведь менің üstümde yok, біркімнеде узкожопый да yok, Кашапчик да yok нахуй меня, Габбасов да yok менің üstümde нахуй, біркім yok нахуй. Кутағым қойып қойдым бүтінсіне. Я их, блядь, раз проверил, два проверил, я понял. Не хуй с ними водиться вообще. Не могут нахуй, кулымнан кишір еш келмегеш, онда кишір меня нахуй керек, блядь. Қылсаң, блядь, қыл нахуй. Қыла білмәсәң нахуй. Уралашма bu іште, блядь. Хайван кебек, блядь. И вот этот нахуй Валеев нахуй явно показывает свою тупость нахуй. Почему? И вот тут говорит, мында идет, блядь, речь про Москву, и он выкидывает такой понос нахуй. Ну вот просто это из последних его новостей, в дальнейшем, может, даже и не будем его новости читать, блядь. Неинтересно. В Стерлитамаке назначено общественное слушание по проекту строительства полигона отходов. С 16 января в Стерлитамаке должны создать общественное слушание по проекту строительства полигона для отходов предприятия. Окей. Оно сейчас нужно, нет? Теперь приведу к нему же ебанутый один момент, блядь. То, что этот уебок в свое время, в прошлом году, как раз вот эти январи, какие-то января, 16 января, что ли, когда там, или 17 января Алсынова закрыли. Какой день закрыли Алсынова вообще? Вот это кипиш произошло, и какого-то дня, 16-го там, вот этого, да? И этот хуй, блядь, нахуй, прям со всех аспектов, блядь, там это, блядь, со всех вещей тараторил, нахуй, блядь, да, у него интервью все брали узкожопые, нахуй, он говорит, этот, блядь, Алсынова там засунули, да, Башкортостане вот так, да, и его самые интересные моменты речи, блядь, я даже припоминаю примерно, блядь, нахуй, вот как-то не забылось, потому что пидорасические моменты порой я не забываю, наверное. И он говорит, блядь, этот хуй, блядь, что, блядь, нахуй, да, в Башкортостане это вот именно тот клочок земли Баймаки, только они сбунтовались, типа, никто, типа, ничего, просто они сбунтовались, говорит.
Народ за него встал. Сбунтовались только вот этот клочок земли, как бы, и как бы он вот таким образом узкожопом афиширует вот эту хуйню, блядь. В каком смысле, нахуй, сбунтовались клочок земли, блядь, нахуй? В каком смысле? Как ты выражаешься, ублюдок, нахуй? Этот Валеев, ебаный, Руслан Валеев, блядь. Ташак, блядь. Недоделанный, блядь. Исходя от этого, блядь, Шул Ташак, нахуй, нам, блядь, диктует еще, блядь, какие-то новости по Башкортостану. Нам не нужны такие журналюги, нахуй. Такие пидоры, вот как они упиздили в Германии, они не вернутся оттуда никогда, Башкортостан, Татарстанга. Если даже они вернутся, будут у помойки, нахуй. Если даже они вернутся, блядь. Таким пидорам, нахуй, никакие паспорта не давать, нахуй. Похуй, вот они будут, возьмут немецкий паспорт, пусть немецким паспортом будут сидеть, нахуй. Вот и все, блядь. Исходя от этого, туганлар, бізге самое интересное здесь, самое интересное, не нужны вот такие, блядь, нахуй, так скажем, блядь, псевдо, блядь, журналюги, которые вроде бы из-за тебя топят, и в то же время ты думаешь, блядь, он же вроде нормальный. Нихуя. Нет, нихуя, туганлар. Вам нужно раз и навсегда кисіп тошлы тұрған боларға керек. Кім яқшы, кім яманны білерге керек. Мына сізге пример приведу. Қазақстан. Мына Қазақстан изначально нәрсе дейді. Изначально олар әйттілер. Украинда соғыш баруы әйбәт түгіл деділер. Дұрыс түгіл деділер. Деділер ме? Деділер. Қазіргача сөзінде тұралар ма? Тұралар. Теперь приведу из этих пидорасов вам пример. Мурзагулов когда переоделся? Мурзагулов же, блядь, еще когда война вся хуйня эта шла, а он же внутри жил. Понимаете? Валеев такая же хуйня. Валеев почему пошел, вышел, блядь? Валееву нахуй свистнули отсюда, он вышел. Эхо Москвы закрыли, это повод всего лишь. А ему свистнули здесь. Ему сказали, приедь сюда, сделай аспекты нахуй. Или там, хуй его, что-нибудь придумаешь. Вот так, поэтому он вылез, блядь. Не просто все это делается, блядь. Это узкий мир, как говорится, собирает, как сказать, своих манкуртов, блядь, свою оболочку, чтобы держать нахуй нас на узком поводке, чтобы нас душить, Башкортостана, Татарстанда. Вот с такими подобием Валеевыми, нахуй, Курбангалеевыми, нахуй, и всякими вот такими гондонами, нахуй, Мурзагуловыми, нахуй, с сережками, блядь. Вот примерно такая хуйня. Поэтому, туганлар, нам никак нельзя, нахуй, как говорится, даже, так сказать, заикаться на этом, блядь. Вот вы увидели эту новость, прочитали, ну все, и дальше ушли. Все, примерно вот такое должно быть у вас, никакого соблазна не должно у вас быть, блядь, что эти пидоры что-то там пиздят про Стерлитамак, мусорный полигон, нахуй. Туганлар, его дела, это больно сильно общественные дела, которые просто, как говорится, беспокоятся за какую-то хуйню, чтобы вытащить какой-то репортаж, блядь, нахуй, что Башкортостан, вот такая вот хуйня. Ему надо написать. И это его задача. Ему надо написать. Все. Но он нихуя не может от своих хозяев дальше плюнуть, нахуй. Он сказать там же мой холок, миным холком, миным башкортом, миным татаром, уля сугушта или что-то в этом роде. Он не сможет дальше сказать. Почему? Потому что он работает под узким миром. Исходя от этого, блядь, этот аспект, нахуй, и другие вообще любые, как хотят они называть, Иван, Вася, Петя, нахуй, как назовут, они не будут, нахуй, выше своего головы прыгать и плевать дальше себя. Они только будут вот так, под себя плевать, и все. Скажут, Чечня – это Россия, она будет Россия. Все. Примерно вот из этой категории, туганлар. Поэтому нам с такими вообще нахуй не связываться. Примерно так. И почему я их постоянно обсуждаю? Потому что, блядь, до хрена у них информация идет. Вот как вот до этого Мурзагулова говорил и так далее. До хрена от них каких-то, блядь, ну, можно сказать, выебистых вещей идет. Фейк нельзя это говорить, блядь, не фейк это. А именно вот какой-то информации, которая не дает нахуй никакой помощи для независимости Башкортостана с Татарстаном, а только дает толчок того, что он конкретно манкурт, блядь. Чтобы вы научились видеть, блядь, что вот манкурт, этот не манкурт, это нормально. Примерно вот так, понимаете? Допустим, вот такая тема должна быть. Мы же не можем сказать, что Кашапов с Габбасовым манкурты. Мы не можем сказать, потому что мы их не ловили на этом.
Мы не можем им такую предъявить. А вот Мурзагулову, этим хуям, блядь, Валееву, блядь, и Курбангалеевой, блядь, мы в наглую можем сказать. Если вы не можете, я могу сказать. Вот я им и говорю, блядь. Они манкурты настоящие. Просто они, как говорится, хотят усидеться и с вами, и с ними. Где будет перевес, на тот сторону они перейдут нахуй. Вот это все. Это такая фишка. Хочешь жить, умей вертеться, блядь. Из этой категории они живут. Вот так вот. Как говорится, вся Башкортостан, Татарстан, они так и живут, само собой. Но эти еще как бы себя называют как бы вышли. Они как бы не с Путиным. А с кем тогда вы? Вот так вот. Так, идем дальше. Так. Тут уже некоторые мне покидали, мы слушали есть, тут не слушали. Так, если это правда, не знаю, ну, такую хрень, да? Солнце и какая-то дыра в солнце, да? Ну, это чисто это просто уж не отходя от кассы, так скажем, чисто просто попутная тема. Вокруг Солнца открылась огромная корональная дыра, блин. Это крупнейшее подобное событие за последние годы. Дыра охватывает 1,4 окружности Солнца, и из-за нее необычно быстрые солнечные ветры устремились к Земле. Солнечные ветры? Ожидать можно мощнейших магнитных бурь, сильного северного сияния, нестабильности работы GPS, спутникового телевидения, радиосвязи и психоза у метеозависимых. Ну, если это правда, хуй его знает. Мы не можем, блядь, как говорится, это знать и видеть. Что там произошло, блядь. Матвеенко. РФ никому не позволит хозяйничать в своей стране. В каком смысле? Хозяйничать в своей стране, блядь. Матвеенко забыла добавить, тем более россиянам. Никому не позволит хозяйничать в своей стране, блядь. Это что за нахуй высказывание такого у Матвиенко, блядь? Крышняк поехала у него, блядь, нахуй. Мы вот именно будем хозяйничать внутри Башкортостана с Татарстаном, блядь. Везде, как говорится, ты не помеха, блядь, овца. Так. Турецкий поток под ударом. Вот интересные темы вот теперь появляться начали. Давайте почитаем. Министерство обороны России заявило, что 11 января украинские военные осуществили атаку при помощи 9 беспилотников на инфраструктуру компрессной станции «Русская» в Краснодарском крае. РФ утверждает, что целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны, поскольку эта станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Как говорится в сообщении, все беспилотники были сбиты, при этом обломками одного из беспилотников было повреждено здание и оборудование газоизмерительной станции. Утверждается, что оборудование было восстановлено и подача газа в трубопровод «Турецкий поток» осуществляется в штатном режиме. Ну вот это, наверное, про него и сегодня и долбили. Там долбануло, тут долбанули, орали. Ну вот это и есть, наверное, блядь, что Краснодарский край, блядь, нахуй долбили, блядь. То Керчь долбили, говорили, то что долбили. Вот это и долбили, наверное. Ну, не додолбили, короче говоря. Я же говорю, блядь, если ебашить уж, блядь, или Атакмасом, или как его назвали, нахуй. Нормальные темы надо долбить уже, блядь, если долбить, блядь, это пидорасию, блядь, конкретно. Татарская мечеть Ихлас в Уфе. Вот оно как. Наконец-то, блядь, распознали хуеплета. Бергалин, сними погоны. А то мне тут, понимаешь ли, не понимающие мои братья, друзья, так скажем, башкорты, говорили, что Бергалин нормальный, туда-сюда, нормальный, туда-сюда. Нихуя не нормальный. Когда я услышал уже, я вопрос задавал им, как он Бергалин, как вообще, как. Нормально, нормально. И в итоге потом, помните, до этого там, ну, пару месяцев назад я вам читал, как он где-то встрял в каких-то делах, нахуй, то ли что-то, блядь, с кредитами, или ипотекой, или
как-то хуйней, блядь, какими-то отмываниями туда-сюда, движухами, деньгами, короче. Вот такая хуйня, блядь. Ну все, мы поняли, что за хуйня, блядь. А вначале вот так посмотришь, когда его вставляли туда, блядь, думаешь, нормальный нахрен. Мулла пришел туда-сюда, имам такой правильный. Нихуя, нихуя. Система всех склоняет к одному, блядь, к коррупции, блядь. Склоняет, блядь, нахуй, уничтожать своих. Делает манкуртами, блядь, даже имамов. После этого, блядь, от обычного человека что ожидать, блядь, если имам, который, как говорится, дал клятву перед Аллахом быть честным, честен там и так далее там, если они не могут удержаться, ну, я не знаю как. И я думаю, если нормальный имам, мулла давит, и если бы он бы отошел бы от такого. Если ему прилетела бы такое тема, предложение, он бы сказал бы, спасибо, я хочу уволиться, не хочу, я отхожу. Нет. А почему так не делают? Потому что халк, хоть и имам, мулла, окша ярата. Окша bütün кіші ярата. Окша керек, власть керек, какая-то популярность, может, это вот для него, хуй его знает, блядь. Бергалин, я даже не знаю, с какого района он, блядь. С Бурзяна он, откуда он, хуй его знает, откуда он вообще нахуй приперся в Уфу. Непонятно, блядь. Он шондыхаль. Поэтому, туғандар, в первую очередь, мәшітні, исламны, біріншіден, біз сразу, как говорится, должны будем зачистить. Как вот ФСБ будем зачищать, так же их тоже будем зачищать. Всех имамов снести нахуй, блядь. Всех, блядь. И в Башкортостане, в Татарстане, всех нахуй. Всех, блядь, казнить нахуй, блядь. По исламу нахуй, казнить их, блядь. Да, утыртып та торгар түгел нахуй. Бүтінісін башын алырға нахуй. Начиная, блядь, с этих московских пидорасов, аляудинов нахуй. Всех выцепить нахуй, выебать всех, блядь. И заканчивая всяких Камилев, Хазратов, вот этих Бергалин нахуй, пешки, прошмандовки. И всего Кавказа, то же самое нахуй. Ну, конечно, Кавказ сам порешает их. А мы своих татар и башкиртов всех нахуй пригоним нахуй и на колени нахуй всех ублюдков. Бірсі бізге нахуй, бір нәрсе нахуй, аузынан да нахуй ашырға тиіш түгіл нахуй. Даже кабениться нахуй они не имеют права, блядь. Манкурты нахуй и подавно, блядь, мусульмане, такие псевдо-мусульмане нахуй, нам не нужны. Вот это будет нахуй. Как в Сирии нахуй. Привяжем к дереву и скажем нахуй, расхуярьте его нахуй. Как хотите, кто хочет нахуй. Вот всех нахуй в Уфе, как говорится, и в Татарстане, в Казани привяжем на деревья нахуй. Везде в парках, везде привяжем на деревья и оставим там нахуй. Народ пусть сам, как говорится, эдебен берсен. Вот и все. На растерзание людей. Только так. И с имамами только так нахуй. Они предавали, и эти же имамы нахуй, татарские имамы нахуй, шли, блядь, нахуй в Узбекистан, убивали нахрен весь узбекский народ, казахский народ. Вот они шли нахуй переводчиками, эти сраные нахуй татары, башкирты, которые шли нахуй на Азию, блядь, с предводителями узкожопых нахуй, рабы-манкурты. Вот из этой категории. Поэтому мы будем мстить нахуй. Всем будем мстить, имейте в виду нахуй. Так, бывший полицейский, участвовавший в разгоне митинга, возглавил управление по взаимодействию с гражданским обществом Уфимской мэрии. О, мы будем знать, что за хуй. В Уфе начальником управления по взаимодействию с институтом гражданской общества стал Ильдус Шангареев, ранее занимавший пост заместителя начальника полиции управления МВД РФ по Уфе. Бытность работы в органах внутренних дел Шангареев принимал участие и по сути руководил разгоном протестных акций, работая в полиции общественной безопасности. Видео 23 января 2021 года, площадь перед ГКЗ Башкортостан в Уфе, перед началом первого большого митинга после задержания Алексея Навального. Почему тут Алексей Навальный нахуй? Так, в то время шеф-редактор «Эхо Москвы». Как раз нахуй вам ответ, блядь. В Уфе Руслан Валеев. Шеф-редактор, блядь. Шеф-редактор Руслан Валеев. Ильдус Шангареев лично руководил моим задержанием еще до начала... В то время шеф-редактор «Эхо Москвы» в Уфе Руслан Валеев говорит:
Ильдус Шангареев лично руководил моим задержанием еще до начала акции. Он на ходу придумывал поводы для этого. Сначала просто требовал покинуть площадь, затем сослался на ориентировку с похожим на меня грабителем, в конце концов решив оформить нарушение масочного режима. Аспекты Башкортостана. Опять аспекты, нахуй. Скопирнул, блядь, Куштау Байрам, блядь, аспекты. Вот как раз мы поняли ответы, нахуй. Шангареев, нахуй, один хуй. Руслан Валеев, понятно, что за хуй, блядь. Получается, редактор «Эхо Москвы», блядь, шеф-редактор «Эхо Москвы», блядь. Правильно Руслан Габасов говорил, блядь. Как говорится, такие-то информации мы-то не знаем, откуда я подавно я знаю, блядь. В этой теме я только новенький. И вот мы будем понимать, что Руслан Валеев топил за Навального. Тут понимаете смысл какой, нахуй? Не то, что его схватили, да нам похуй, что его схватили, нахуй. Ходил где не нужно, нахуй. Понятно, блядь. Ну топил-то за Навального. Как помните, один хуй, блядь, башкорт один, в Америке. Я пытался вроде с ним связаться, но потом что-то я не понял, я общался с ним или нет, нахуй. Хуй один тоже, блядь, с флагом бегал, нахуй. Сейчас в Америке где-то, или, я не знаю, в Америке вроде живет, блядь. Черт один, нахуй. Тоже топил за Навального, нахуй. Топил за Навального, прям у него видосов дохуя есть, блядь, нахуй. Потом, который он еще эфир вел, блядь, говорил, блядь, то ли я в ислам пришел, не пришел, непонятно, короче. Вот так. У него еще канал есть у этого башкорта, блядь, нахуй. Канал какой-то башкирского языка, блядь. Вот какую-то хуйню он еще ведет, блядь, в Ютубе или где там. У него канал башкирского языка. Надеюсь, ты меня услышишь, нахуй. И жду от тебя ответ, нахуй. Кто ты, нахуй, вообще? За что ты топишь, нахуй? Кит Кенсен за Навального в Америку упиздил, нахуй? Или что, нахуй? Или это был просто у тебя повод, нахуй, за Навального и упиздил, чтобы там что-то получить, блядь? Вот это понять не могу, вот таких людей, блядь, нахуй. Из той же категории, нахуй, Алтынай Валитов съебался, блядь, кинул, нахуй, грубо говоря, нахуй, Алсынова и съебался, блядь. Ну, если съебывался бы Алтынай Валитов, уебок, если бы ты знал бы, нахуй, уебывать, нахуй, чё Алсынова не вытащил-то, блядь? Надо было его тоже валить вместе? Ничего, не додумались вместе валить, блядь? Потом ты после него обосрался и свалил, блядь. Хуети там наши кишлярны, нахуй, блядь. Если сильно в это дело ввязываешься, блядь, нахуй, в это говно, нахуй, дустыңны да алып кетерге үйренегіз, блядь, нахуй. Хуль вы, нахуй, кидаете друг другу, блядь. Так, Абдул-Кадыр Инан и Заки Валиди туған туркменской национальной одежде. 1923 год. Ну, наши басмачи, короче. Но они-то что-то пытались мутить, но тоже почему-то в то время они мутить-то мутили. Вопрос-то, история остается еще не закрытым. А почему же вот эта же ебаная Турция, блядь, если он до Турции добежал, блядь? А чё же Турция не зашла, блядь, нахуй, чтобы взять, блядь, Башкортостан с Татарстаном, не помогла? Выйти. А? 1923 год, блядь. В чем проблема-то была? Почему они не помогли, блядь? Вот это интересно, блядь. Даже, по идее, 23 год, минем ненемлер даже не 23 года. Минем ненем, башкорт ненем 25-го года только рождения. Она в 25-м году только родилась, она вообще не при делах. Татар ненем вроде бы 26-го. А узбек карта там вроде бы 24-го. И вот так вот, примерно, вот так. 24, 25, 26. А этот уже в 23-м году фоткается, взрослый мужик. Получается, почему они, вот эти Заки Валиди и вот эти Абдул-Кадыр Инаны, не вошли как басмачи против, как говорится, пидорасии этой? В то время явно, наверное, пути были и в Казахстане, и были, наверное, не было такого, что, блядь, Казахстан прям до такой степени, блядь, под русней, блядь. Не было, наверное, такого темы. Или Узбекистан также до такой степени, наверное, еще не был тогда. Почему же они не вошли? Вот это интересно, блядь. Почему они не ворвались вот в эту территорию, блядь? Турция это сраная, нахуй, а? Вопрос вам, блядь, вот 100-летней давности, блядь. 25-й год сейчас, вот как раз 102 года назад, блядь. В чем проблема ваша была, Турция, а? Потом начинает топить Туран, нахуй. Но если вы даже 500 лет на гяпрмэпами,
100 yilni ichidagi gap, блядь. 100 yilni ichida. 100 yilni ichida, блядь, ko'tliklariga javob bera olmaganlar naxo. Hozir nima qilaman deyapsizlar bizga, блядь? Nima qilaman deyapsizlar? Чё вы нам, молодежи, хотите доказать с этой Турцией, нахуй? То, что, блядь, 100 лет назад вот этот Заки Валиди Тоган, блядь, не смог сделать, сейчас кто-то может что-то сделать, нахуй? И вы что-то нам хотите доказать? Нихуя, нахуй. Там, блядь, грубо говоря, нахуй, отсталый народ, блядь, 23-х годов, блядь, по сути, представь, ну, как говорится, признайте, отсталость была же, ёпта. Не говорите, что там ученые были туда. Нет, народ-то был-то отсталый. У всех, все были в лаптях, нахуй. Все были в лаптях. 100 лет назад, блядь. Что, вы думаете, Стамбул был или что-то в этом роде? Да у них то же самое было. Дерьмо, нахуй. На палочке, блядь. Как они могли бы, блядь, против пидорасии пойти? Никак, нахуй. А сейчас такая же ситуация, блядь. Сейчас такая же ситуация, блядь, нахуй. Хоть ты имей за собой, блядь, 84 миллиона, да, читали до этого, блядь, людей, если ты не можешь пернуть даже против Израиля, нахуй, какой нахуй ты, блядь, сука, блядь, против пидорасии можешь пернуть, блядь. Против наших манкуртов ты не выйдешь, пойми. Против манкуртов, блядь, только мы можем выйти, блядь. Турция, нахуй, наших манкуртов не победит, нахуй. И не уничтожит, нахуй, пидорасию, если мы только сами этого не захотим, блядь. А Турцию, вот если мы захотели бы, вот сейчас, вот, допустим, с пидорасией пошли бы на Турцию, мы бы расхуташили бы Турцию, блядь. Хоть 84 миллиона, а нас 150 не надо считать, блядь. Нас вот то, что есть, блядь, Башкортостан и Татарстан, да. Мы бы их раскуташили бы. Они рабами нашими были, блядь. Понимаете, тактика какая тут? Не в численности суть, блядь. Суть, блядь, нахуй, в деле, цели, цель и дело, блядь, которое выполнимо или невыполнимо, нахуй. И человек, если не созрел к этому делу, нахуй, он никогда его не сможет сделать, блядь. А если человек созрел к этому делу, он уже готов, вот, дайте ему автомат, он идет, блядь, он сделает это дело. А Турция нет, никогда. Еще, блядь, наверное, Минкортайбе там, нахуй, когда Турция окажется, блядь, на территориях, блядь, Башкортостана с Татарстаном. Это, не знаю, нахуй, это сказка, нахуй, для меня, блядь. Для меня это сказка, нахуй. Потому что, так скажем, каждого вот этого инициатора, который, блядь, эту тему, допустим, это Турция, да, ведь, она какой-то целью она будет делать. Какой-то целью, нахуй. Ну, явно, блядь, когда ты сидишь, блядь, на хую, как говорится, Путина, блядь, и американцев, и Европы, ты не можешь, блядь, нахуй, варьировать, блядь. Ты не можешь, блядь, оттуда слезть, сюда сесть, нахуй. Ты не можешь, ты уже на троих сидишь. На трех хуев, блядь, ты уже сидишь, ты же не можешь, нахуй, оттуда отпрыгнуть, блядь. Поэтому, исходя от этого, отпрыгнуть можно было бы, есть один метод, можно было бы отпрыгнуть, нахуй, но нужно, опять-таки, минус 500 лет отпрыгнуть, или хотя бы вот во время Тугана минус 100 лет отпрыгнуть, нахуй, помогли бы там предкам, блядь. Вот, отпрыгнуть можно туда, блядь. Но сейчас отпрыгнуть, нахуй, ну, как-то Сирия, ну, Сирия, блядь, понимаете, блядь, в Сирию можно сказать так, блядь. В Сирии уже было ополчение. Уже было ополчение, блядь. Им нужно было чуть-чуть подмочь, блядь. Чуть-чуть вот подтолкнуть, нахуй, и все. Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан, Бурятия, Якутия, допустим, вот окружность я вам нарисовал, главных, так скажем, национальных идей. Мелочь, нахуй даже не говорю я. Вот это самый крупняк, я сказал. Вот этот весь крупняк, плюс мусульмане, само собой, да, ведь мы, и узкоглазые эти, Алтай, грубо говоря, да, оттуда. Исходя от этого, вот нам, да, ведь, встать, блядь, чтобы нам помочь встать, Турция, блядь, нахуй, нам, там, как Габасов говорит, армию там, туда-сюда, нихуя. Нам надо самим сперва встать, потом как оружие, как вот я прошу у Украины, блядь, они могут там подмочь. Оружие. Не всего лишь оружие. Как вот я вам высказывался, потом мне не верили, потом сам же украинец подтвердил, что дронами дроновщики этим сирийцам помогли.
Потому что там люди отсталые. Какие нахуй дроны, блядь? Они в пещерах жили, блядь, все это время, 13 лет нахуй. Жили в палатках. Какие дроны нахуй? И в итоге, короче, им помогли дронами, и они вот пошли вот эту тему делать. Дронить нахуй, все. И тут еще подмогла, блядь, оружием Турция. И вот тебе, вуаля, нахуй, победа, блядь. Само собой, вот так оно нормально, блядь. Но когда ты 500 лет в рабстве, нахуй, твой брат, так называемый, нахуй, блядь, тебе смотрит, и ты живешь дальше, он живет дальше, и ты внутри живешь так же, не помогает. Нахуй такой брат нужен, блядь. Вот только из-за этого принципа, нахуй, я не хочу клянчить у них какую-то помощь, как Кашапов, нахуй. Клянчить, блядь, у них у всех, блядь, помоги, поможет, блядь, нахуй. Путин, помоги, нахуй. Эрдоган, помоги, нахуй. Вот, жунарға туғанлар, только нам самим, блядь. Крути, не крути, только самим, нахуй. А оружие нам за наши бабки любой продаст, нахуй. Даже, блядь, нахуй, мексиканские наркобароны нам продадут свои пиздюльки, блядь, вот такие маленькие, нахуй. Если... А может, у них и огромные гранатометы есть. Откуда мы знаем, блядь? А любую вещь продается, блядь, нахуй. Везде мы можем купить. Проблем нет. Тоже Японии, нахуй, можем купить. Или в той же Японии можем договориться с оружием. Допустим, скажем, пол земли там, блядь, Владик, Уссурийск, все отдаем тебе, Япония, предоставь нам оружие, блядь. Легко, нахуй, он скажет, окей, пиши бумагу, нахуй. Выписываем мы ему, нахуй, всю территорию, им отдаем, дарим, нахуй. Сахалин, Хуин, блядь, пусть забирает, нахуй. Они нам, блядь, бесперебойно доставляют оружие, нахуй, выебать Москву. Проблем нет, тут Турция нахуй не нужна. Понимаете? Лучше, нахуй, бедный родственник, как это, блядь, чужой человек, чем твой Туган поможет. 1000 раз лучше. Это уже испытано, нахуй. Всеми, блядь. Не только мной. Туган никогда не поможет. Так скажем, если Турцию вы говорите Туганом, блядь. Нихуя он нам не Туган, блядь. Шулайрак, Дуслар, блядь. Примерно, надеюсь, я вам доношу, блядь, суть. Первое, ну, самая интересная суть, знаете, в чем тут? Почему я против всему этому, блядь? Хочу, чтобы Башкортостан-Татарда, также у других наций тоже, проснулась своя идентичность, блядь. Чтоб мы сами научились отвечать за свою жопу. Вот моя цель, блядь. Моя цель именно доказать, что мы не хуже Турции, блядь. Мы не хуже Японии, мы не хуже, блядь, американцев, не хуже. Если вы, получается, склонили голову, нахуй, перед Турцией, значит, вы слабые. Значит, вы слабые. Как раз вот здесь сегодня читал же какую-то поеботину про слабый, не слабый, слабый, не слабый, вот это. Ну, как раз вот эта тема подходит, блядь. Как раз, да. Как раз из той категории, блядь, что мы слабые по сравнению их. 84 миллиона Турции, да? Ну, нас 1,5 миллиона. И что с этого? Не в этом суть, блядь. А суть, блядь, в том, что, блядь, мы что вообще представляем собой, блядь? Мы кто вообще? Вот этим вопросом вы задумывались когда-нибудь? Вы кто вообще? Вы что, блядь, слабые? Или вы лохи? Или вы что, блядь, нахуй? Ладно. Идем дальше. Примерно 57% жителей Гренландии, самоуправляемой территории Дании, поддерживают идею войти в состав США. Свидетельствуют данные опроса, определенного американским центром изучения общественного мнения Patriot Polling. Результаты опроса приводят к понедельнику издания The Hill. Согласно опросу, около 37% жителей острова высказывались против возможного присоединения США к США. Чуть более 5% респондентов затонулись ответить. Вот, знаете, вот, по идее, да, ведь вот по идее. Вот смотрите. Австралия. Австралия тоже под кем-то, нахуй. Вот Австралия вроде, думаете, живет, но в любое время Америка, Англия, кто хочет, нахуй, скажет, мое, нахуй. Оно станет ихним, блядь. В чем, блядь, здесь прикол, блядь? А в том, блядь, нахуй, что гегемонию, нахуй, никто не отменял, блядь. Гегемонию, блядь. А с гегемонией, нахуй, бороться только может самоидентичная, блядь, нахуй. Вот если у нас есть идентичность, нахуй, которую мы не хотим проебать, блядь,
Вот мы только можем воевать. Имеется в виду нахуй и башкирт, и казах, и татар. Любой может воевать. Если вы, как говорится, хотите оставить свою идентичность. А если вы хотите расквасить нахуй вот всякими хуями из Африки, чтобы уже узкожопые готовы, чтобы их ебали все, блядь, лишь бы ебали и рожали детей нахуй, то вот это и будет нахуй. Башкортостан и Татарстан, да. Пустите всех нахуй. И все. Все там, блядь, Башкортостан и Татарстан потеряется нахуй, и никогда его и не будет нахуй. После этого вы скажете, блядь, нахуй, где же моя идентичность, блядь? А вы уже проебали, по идее, блядь, с этим, с узким миром живя, блядь. Вы уже проебали эту идентичность. Этой идентичности уже нету. Блядь, вот здесь тупит, блядь, опять интернет. Не тянет интернет порой. Глюк ловит интернет. Если что, какой-то из них тупит. Да. Что за какой-то звук такой идет непонятно? Тринг, тринг, тринг. Откуда этот звук идет? Хз, короче, я не вижу. Батарейка садится? Нет. Пока живая. Давайте-ка. Блядь. Здесь тоже пока есть. Сейчас, секунду. Просто этот вдруг сядет. Сейчас давайте-ка подготовим, блядь. Секунду. Что-то, мне кажется, пытается сесть батарейка. Ну, пикает, я не знаю, что, блядь. Заебало пикать, нахуй. Так, идем дальше, ладно. Это СМС, что ли, пришел где-то? Хз, блядь, что пикать. Так, ладно. Вот, как раз таки вот про «Газпром». Сегодня что-то говорили, вот, и тут не только, блядь, нахрен то, что, блядь, в «Газпроме», блядь, жопа будет, блядь, а еще добавил вот что, блядь, оказывается. В «Газпроме» рассматривается решение о массовом сокращении персонала центрального аппарата с 4100 до 2500 человек, сообщает 47 News. Ну, 47 News, где это? Хз, блядь. Этот Сургут, что ли? Такое предложение содержится в письме за подписью самопредседателя правления корпорации Елены Илюхиной. В нем сказано, что за 20 лет численность администрации «Газпрома» выросла в несколько раз, а фонд оплаты труда сегодня составляет 50 миллиардов рублей в месяц. Только вот 20 лет это никому не мешало, а теперь что-то случилось. Потеря европейского рынка оказалась катастрофой для компании в свое время. Переезд питерских в Москву и в первую очередь в «Газпром» стал символом начала правления Путина. «Газпром» за эти 20 лет вернулся сам в Питер, где вырос огромный бизнес-центр. Но, может быть, этот массовый исход менеджеров национального аппарата станет символом того же, что нового? Правда, всяких высокопоставленных пристроенных родственников и друзей вряд ли это затронет. А выход на рынок труда такого количества работников среднего звена может его и обрушить. Не на СВО же они попадутся. Ну, короче говоря, сокращение, блядь, центральный аппарат, блядь, ну, блядь, нахуй. Центральный аппарат, если он, говорят, в Питере, ну, блядь, нахуй. Блядь, нахуй его похуй, блядь, сократят, не сократят. Я думаю, это, блядь, чернорабочих сокращать хотят, нахуй. Хрень какая-то. Так. Вот это одна тема вот появилась, блядь. Если это, блядь, Сургут. Да, вот, да, прикиньте, блядь, это если Сургут, блядь. Давайте-ка сейчас зайду, блядь, карту, сейчас более подробно вам раскидаю эту тему, чтобы мы понимали, чтобы как это будет, блядь, происходить, блядь, в этом. Насчет вот этого узкого мира, блядь. Так, Омский. Так, Тюмень. Сургут вроде выше был где-то, блядь. Тобольск, блядь. Это, сука, Сургут, блядь. О, Нефтьюган, Сургут, в ебенях, блядь. Это же, сука, чья земля это, блядь. Так. Нижневартовск, блядь, вот это вся.
Это нахуй. Ну, явно это, блядь, в ебенях от нас, во-первых, блядь. Ну, у Ринговой, понятно. Только непонятно, чья земля это. Сейчас, нажму на него, сейчас попробуем вытащить. Чья земля, блядь. Блядь, напишу нахуй понять. Сургут. Ханты-Манси. Ну да. Я предполагал уже. Это, блядь, Екатеринбург, нахуй. Это как раз, блядь, нахуй. Это как раз территория, задевающая нас будет, нахуй. Башкортостан. Это обязательно, нахуй, оттуда выгнать, нахуй, блядь, узкожопых, блядь. Ханты-Манси. Ханты-Манси, чтобы там, блядь, правление Ханты-Мансисом, если они вообще там остались, нахуй, как они выглядят, нахуй, тоже узкоглазые, наверное, в идеале, блядь. Они такие должны быть, я думаю, блядь, Ханты-Манси, блядь. Ханты есть, да, и Манси еще есть, блядь, 12, да, их тоже, блядь, как-то прихуярили вместе, как и Мордву, блядь, нахуй, Эльзи и Мокша, блядь, в один флакон, нахуй, заебенили, понимаешь ли. А как же они забыли заебенить башкортов и татар в один флакон? Чё-то не заебенили, интересно, блядь. Почему ж так? Не заебенили. Исходя от этого, блядь, Ханты-Манси, это Екатеринбург, как я в тот раз смотрел, блядь. Ну, точно я предполагаю, этот конец, вот этот конец, блядь, это утыкается в Екатеринбург, мне кажется, блядь. Или я пизжу, нахуй. Или ниже еще что-то есть. Ну, короче говоря, Екатеринбург, нет, тут в другую землю его поделили Екатеринбург, но Ханты-Манси как раз-таки вверх Екатеринбурга. Это вся вот эта полушария идет, мне кажется, оттуда, блядь, сюда. Короче, примерно вот так. Значит, если она уходит как раз-таки, упирается в Коми, если это Ханты-Манси упирается в Коми, нам обязательно Башкортостан, блядь, Татарстанга, Татарстан өзен яғын, конечно, қарай. Біз, особенно Башкортостанга, Пермь, Коми, сторону Пермь и Коми мы обязательно должны будем вооружить. Полностью везде должны быть стоять, как говорится, посты. Обязательно. Там в идеале можно будет, я не знаю, ну, так скажем, везде военная часть должна будет стоять. Почему? Потому что Ханты-Манси, если она заполнена узким миром, нахуй, и это все, это газ, нахуй, если в это поеботина, первая задача наша будет, блядь, поставить, блядь, во главе, блядь, Ханты-Манси, Сургута своих местных. Если они смогут управлять, ну, наверное, под надзирательством нашими башлыгами, как говорится, мы будем присматривать за ними, потом по-другому никак, потому что если мы их спустим нахуй с колес, так скажем, там этот узкий мир нахуй захватит всю территорию нахуй и будут нахуй рядом, сука нахуй, нам дышать, блядь, эти узкий мир нахуй. Вот этого нам нельзя позволить. Поэтому, исходя от этого, блядь, разделяя вот этот Коми, Пермь, представляем, да, вот эту территорию, мы должны будем понимать, что если в Коми и Перми, блядь, попадает эта Ханты-Мансийская область, оно явно по карте вроде попадает, блядь, его конец нахуй, точнее начало, а конец там как раз упирается в Сургут, блядь, и вся вот эта поеботина с газом, то нам обязательно нужно будет нахуй создать, блядь, в Сургу, ну вот этом Ханты-Мансийске, блядь, нормальное правительство, которое будет само по себе, блядь, свой регион, блядь, своя республика, я регион неправильно сказал, своя республика, своя независимость, вот примерно так, чтобы нахуй они, как говорится, не были под каблуками узкожопых, там узкожопые должны будет также, блядь, нахуй, ходить в тряпочку, молчать, блядь, нахуй, вот примерно вот такая система. Вот примерно такая система. Вот как раз таки вот туда рыть окопы, газ копать нахуй, вот туда узкожопых можете отправлять туда нахуй, всех, блядь. Всех нахуй, ебашьте туда, блядь. Пусть они там, блядь, бурлаки нахуй, на Волге, блядь, там ебашат нахуй. В каторгах нахуй, ой, ёпки. Добывает газ, блядь. Они, блядь, жопы греют в московских болотах. Вот с московских болотов все из питерских туда всех загнать нахуй, на каторгу. Ублюдков. Примерно поняли инде, короче говоря. Прям мен шу картага карап турам инде. Бик матур карта келип чыга инде, дуслар. Бик матур карта. Меня бул карта оши, что мы, получается, эти земли, иншаллах, как говорится, вернем себе.
И получается, если Челябинск попадает, блядь, и Екатеринбург тоже попадает под нас, блядь. Екатеринбург тоже полностью заебеним нахуй под Башкортостан, мне кажется. Дальше больше. Мы посмотрим. Вот Екатеринбург реально попадает вверх Челябинска. Прям. Представьте, как они сделали, да, хитро нахуй. Челябинск, и по той же дороге Екатеринбург идет, блядь. Так скажем, под ним, блядь, нахуй. Екатеринбург, под ним Челябинск, нахуй, понимаете? Потом на той же теме, блядь, на той же волне, блядь, вот прямо Тюмень, блядь. Понимаете, как они строили города, нахуй? Над уровнем, над одним уровнем, нахуй. Один чуть выше, чуть ниже, блядь. Ну, уровень один, блядь. Спотыкание, подход, блядь, один, блядь. Понимаете? Если точка, блядь, правильно вставлена, блядь, на карте. Охуеть они хитрожопые, как они сделали, блядь, города. Понимаете, как? Чтобы, блядь, ну, вот, так сказать, наверное, это какой-то выход того, что, блядь, нахуй, могли дрочить территории, блядь. Понимаете, близкие друг к другу, и в то же время другой республика. Или там другой регион, блядь. А дрочатся, нахуй, одинаково, блядь. Ну да. Ну, Челябинск, если тут отжимается, само собой Екатеринбург попадает под эту гребенку, блядь. Екатеринбург тоже так же отжимается, значит. Тут другого варианта нету. Екатеринбург можно было бы отдать кому-нибудь другому, ну там огрызок получается некрасивый. Поэтому, чтобы было красиво, как мне говорили, что-то педант нахуй. Вот, чтобы педантировать нахуй, надо красиво обрезать нахуй территорию. Квадратиками нахуй. А не так, что вот так зигзагами нахуй. Как эти пидоры делили землю. Непонятно, кому что. Ну да, вот. Педантично, блядь, подойдем к этому. Квадратиком и все нарежем, блядь. А низ уж квадратиком не получится. Низ с Казахстаном. Там у нас и границ не будет. И вот Нинеция. Нинеция наверху. Ну все, да, Новая Земля, Нинеция, блядь. Карское море, Баренцево море. Мы явно их тоже переименуем нахрен. Будет там Башкирское море будет там. Иншаллах. Башкирт. Океаны. Ледовитый океан дальше. Нихуя себе. Охуеть. Так, ладно. Идем дальше. Все хрень какая-то. Отошли от темы. Директор ФБР Кристофер Рэй говорит, что Китай украл больше личных и корпоративных данных США, чем все остальные страны вместе взятые. У них самая большая хакерская программа в мире, намного больше, чем у всех остальных крупных стран вместе взятых, говорит Рэй. Вот такая вот херня. Ну-ка, что он говорит? China's cyber program is by far and away the world's largest, bigger than that of every major nation combined, and has stolen more of Americans' personal and corporate data than that of every nation, big or small, combined. But even beyond the cyber theft, there's another part of the Chinese cyber threat that I think has not gotten the attention publicly that it, I think, desperately deserves, and that is Chinese government's pre-positioning on American civilian critical infrastructure to lie in wait on those networks to be. Понятно. Ну, наверное, уж говорит об этом, что, блядь, спиздили туда-сюда, короче. Так. Рахмат, 4 киши тиктокта, 1 киши 1 ютубта, 8 киши 2 ютубта. Рахмат йоқламағанларға. Так, в Хорватии на выборах во втором туре победил действующий президент Миланович. Блядь, в Хорватии я что-то был, блядь, мне Хорватия не понравилась, блядь. Такое ебанутое место, блядь. Я думал, в СССР попал, нахуй. Вот Хорватия второй СССР, блядь. Вот пиздец, нахуй. Как будто я в коммунизм там попал, блядь, нахуй. Вот вся обстановка такая же, блядь. И дома такие же, блядь. Я подумал, что я, блядь, реально в каком-то, блядь, сука, Петербурге, нахуй, так можно сравнить, да, блядь? Ну, примерно так, да, блядь? Ну, реально тошнило его, нахуй. Вот лучше, блядь, в старом, нахуй, в старом, так скажем, свете Европы жить, блядь, чем, блядь, в каком-то Хорватии, блядь, напоминающем, блядь, СССР, блядь. В котором я и не был, по идее, конечно, я в старом СССР, я, допустим, я не видел в то время Москву там или что-то в этом роде. Ну, я себе представил по фотографиям и вспомнил, что, блядь, Хорватия вот такая же, блядь. Чмошная, нахуй, блядь, вся, блядь. Я, блядь.
Сука, блядь, нахуй. Ну, имеется в виду Загреб. Если я не путаю, Загреб вроде бы называется, блядь. Загреба, нахуй, блядь. Так, после подсчета 100% бюллетеней он набрал 74% голосов. Его оппонент, экс-министр образования Приморец, сука, что за фамилия нахуй, 25%. Миланович, известный своей пророссийской позиции, он неоднократно выступал против помощи Украине со стороны ЕС и НАТО. Да, это я могу на всех наших шкурах это сказать нахуй. Хорваты защиту нихуя не дают. Они ненавидят нахуй. Особенно с этой пидоросии, кто приехал. Украинцев тоже, наверное, точно ненавидят нахуй. Короче говоря, они нас ненавидят. Они нас не видят нахуй, чтобы нам помогли или что-то в этом роде. У них есть только такая тема, что живешь в каком-то ебаном лагере нахуй, и от этого лагеря ты никуда не денешься. Вот и все. Вообще, блядь, упадок ниже плинтуса нахуй. Нищета. Народ, блядь, я не знаю, блядь, ну, порожниковый конкретно нахуй. И весь народ, я так понял, блядь, работает нахуй в других европейских странах. А там внутри работает весь сброд, который приехал туда, блядь, так скажем, гастарбайтеры. Вот такая хуйня, блядь. Смена мест нахуй. Понимаете? Как в Польше, блядь. В Польше все поляки нахуй. Вон даже до Гренландии доезжают эти поляки сраные нахуй. Работают везде. А тут, получается, вместо поляков работают узбеки. В той же Польше, блядь. Вот примерно так, блядь. Смена нахуй population, блядь. Вот так вот. Хорватия, так скажем, нахуй, недобитая нахуй, недоебнутая нахуй СССР, блядь. Вот примерно так, блядь. Его конкретный СССР гнул нахуй, в жопу имел раньше, и вот она и осталась такой же, блядь. Как говорится, доебанной. Так. О, нахуй. Началось, блядь. Вот из-за спортивных чиновников взялись. В Чешминском районе Башкирии бывший председатель спорткомитета осужден за присвоение более 53 тысячи рублей бюджетных средств. 53 тысячи. Речь идет о 54-летнем Марате Валим Хаматове. В списке уголовников и последственно Хабирова уже 26-й фамилии. Коммент. $500? Смеется. Так, сынок, мы скоро до мышей дойдем. Реально, да, блядь. Смех, блядь, нахуй. Вот этот чувак, блядь, просто пиздец, нахуй. 53 тысячи. Ну, это нормально. Нормально. Теперь сюда вспомним сразу Татарстан. А Энгельс Фаттахова за что взяли? За 200 тысяч рублей, блядь, как будто сказали, что он ремонтировал дом свой, блядь, нахуй. Свою халупу где-то ремонтировал, 200 тысяч рублей, блядь. Он был главой какого-то своего района, блядь. Я не знаю, Актаныша или какого-то района, блядь, своего, допустим, да? И такая же хуйня. Понимаете? Получается, нахуй, из той категории, я в начале эфира как раз говорил, жменку, нахуй. Моя тетя Шафика взяла жменку. Бабушка Энда. Все, на 8 лет. Понимаете? В 44 году, получается, когда ей было 18 лет, да? Мы говорили об этом. Вот и все. То же самое. Все, СССР 2.0 нахуй. А вы не можете понять, блядь. Вы все говорите, диктатура, путинский режим. Нет. Нам надо уже научиться говорить, что, блядь, это СССР 2, блядь. Все, загнать нас в СССР. Только СССР 21 века, года хотел сказать, 21 века, СССР 21 века, это означает, что ты можешь пользоваться айфоном, ты, как говорится, не в пещерном сталинском режиме, а уже как бы цивилизация, ну, считай, грубо говоря, 80 лет будет, да, уже 80 лет проходит, нахуй, вся эта хуйня, победа, да, над немцами, а там, грубо говоря, режим, блядь, коммунизм, блядь, после чего, Ленина пришло, ну, 100 лет, как раз 100 лет, нахуй. И вот к этому столетию, нахуй, они создали режим коммунизма, блядь.
Но только цивилизованный коммунизм, блядь. Вот. Интересная тема. Так что 53 хуйня, блядь. 53 хуйня, блядь. До этого же сколько, блядь, таких было, блядь. Чего уж это ж так афишировали, блядь. До этого же, блядь, за нахуй. Только что тоже показывал. За масло, блядь. Вот сейчас за масло, да, взяли его, скрутили, масло спиздил. Понимаете, вот дохуя чё, блядь. Там раньше зерно воровали, сейчас масло воруют, блядь. Это ничего не меняется, блядь. А посадят, нахуй, минимум, нахуй, скажут 5-10 лет, нахуй, на СВО пиздуй, нахуй, и все. Мясо. Масло, как раз ему в жопу надо будет, нахуй, масло. Один кусок масла в карман надо засунуть, когда его друзья там встретят, пидорасить будут его, нахуй, в армейке, блядь. Мутанты голубые. Так. Никакого счастья, только война. Московское государство никогда не ставило своей целью благосостояние или Чувак счастье своих граждан. Эрзя Во все Мокша. времена цель одна и та же. Захват земель, захват секунду. народов, агрессия, Оускипт. величие в том смысле, в каком его понимают психически больные правители. Иван Грозный, Петр I, Сталин, Путин. Не согласен? Путин приказал генералам в Украине надеть кресты на цепочках с его инициалами. Цитата. «Думаю, что нашим товарищам будет почетно получить эти символы веры, освященные патриархом Московским и всей Руси в ходе праздничного богослужения в рождественскую ночь». Конец цитаты. По-твоему, это нормально? Он нормален? Лига свободных наций. Подпишись. Вот, да. Он нормален, вот реально, да, вот узкий мир. Вам, как говорится, да не только узкий мир даже, блядь, башкар татарларга, блядь, вам вешают, астафирлах, кресты, крест вешают вам, блядь. Понимаете? Мы в коммунизме не понимали 41-45 нахуй. Наши деды нахуя эти медали понабрали себе, я не могу понять, нахуя они их, блядь, брали. Потому что они жили в зомбоящике уже, они жили в этом, мы не смогли бы, наверное, их победить, блядь. Ну, теперь-то мы уже оклемались, нахуй. Очухались, в конце концов, блядь. Мы уже поняли, что, блядь, нахрен, что bu кутак башлар, блядь. Гомер бойы безне маскалап йөргән, блядь, кутак башларны, блядь, без шуларны крестында илгәнбез. Монандай хуйта нәрсә ленточкаларын илгәнбез, блядь. Кызыл, блядь, монау нәрсәсен илгәнбез, платокларын илгәнбез, блядь. Пионер булганбыз, пидорас булганбыз. Кем беләм, кем әллә нәрсә булып беттек, нахуй, блядь. Это что за нахуй? В Китае до сих пор такой же, блядь, КНДР такой же, до сих пор, блядь, ну, что поделаешь, как говорится, они до сих пор еще не отдуплились. Но мы-то что? Мы-то что, блядь, нам-то, блядь, вот, цивилизация, Европа рядом. В чем проблема, чтобы нам отдуплиться, блядь? Бүтін Башкортстанга, Татарстанга, вот этому кадыровскому режиму, Дагестану. В чем проблема нам отдуплиться, блядь? Что вас держит, блядь? Кто вас держит, блядь? Кто вас привязал, я не могу понять, блядь. Когда вам говорят, вылазьте оттуда, нахуй. Чего вы не вылазите? Вы же сами прицепились, ебаный в рот, не вылазите. И идете, блядь, нахуй, когда вы потом начинаете плакать, нахуй. Вот меня забрали туда, муж там, блядь, я здесь, много детей, жрать нечего, масла нету для жопы, нахуй. Вот и так далее, блядь. Как это все? И после этого вот этот режим, весь вот этот режим, блядь, вот этот чувак конкретно говорит, да, и Ересь Булаяни этот, даже его имя, как бы, альхамдулля, да, не забываю, блядь, в памяти стоит, блядь. Вот исходя от этого, вот думайте, блядь, что в нищенском, блядь, нахуй, положении живя, вы не можете, блядь, услышать нас, которые каждый день говорим о том, что, блядь, нахрен, с разных ящиков. Вот он сам по-свойски говорит, я по-свойски, Габасов по-свойски. Мы все по-разному говорим. И суть, почему мы не можем набрать людей. Почему? Потому что, нахрен, вам, как говорится, та жизнь путинская нравится. Вам нравится это. А когда вам перестанет нравиться? Только тогда, когда, как в Курщине, как еще где-нибудь там в Брянске, еще где-нибудь рядом, да, долбить, как их начали, нахуй, им перестало всяко нравиться. Вот Башкортостан, Татарстан, понимаешь ли, повезло, далековато что-то. И никто не хочет бомбить вас. Вот когда начнем бомбить вас, вот только тогда вы скажете,
не Путин помоги, надеюсь, а скажете что-нибудь помоги, вот в этот момент только вы сами себе сможете помочь. Понимаете? Вот. А до этого вы нихуя не встанете. Нихуя. Кашаповскими, габасовскими песнями, нахуй, вы не станете. Только когда вас долбанем, нахуй, хорошенечко, блядь, пойдут, нахуй, жертвы. Жертвы нужны обязательно. Поэтому вы выбирайте адресочек, какие жертвы. Хотите, узкожопых в Башкортостане будем долбить? Или выборочно? В Татарстане Шукунгаларны будем долбить? Выборочно. Как вам? По адресочке пишите, чтобы меньше башкиртов там было, или татар меньше было. Куда пулять нахуй? А вот пишите адреса мне в комментариях, куда хуярить. Примерно вот такая тема. А я, как говорится, могу эту тему, я думаю, сделать, блядь. Почему Майкл Наки может, тот другой может, а мы тоже, можем. Мы можем в ТикТоке, допустим, собрать донат какому-нибудь украинскому батальону. Украинцы смогут. Бізге не надо клянчить башкирт ротасан, татар ротасан, сибир ротасан, блядь. Нахуй нужны они нам, блядь. Долбоебы какие-то, блядь, которые не будем стрелять. Украинцам похуй, будут стрелять. И поэтому я думаю, блядь, давайте будем поднимать такую планку тогда. Если вы не хотите просыпаться, значит нам нужно, блядь, нахуй выводить, блядь, на орбиту, как говорится, дальнобойные, блядь, нахуй. Им не говорить, чтобы они Курщину долбили, то там долбили, а уже заказывать нашу музыку, блядь. Вот и все. Хочется что-то шума, нету, блядь, нахуй. Тишина больно, нахуй. Хочется движухи, блядь. Понимаете, нахуй. Движухи я хочу, дискотеку, нахуй, по Башкортостану, Татарстану слышать хочу. Путин, помоги, помоги. Вот так. Я это хочу слышать из Башкортостана с Татарстаном. Понимаете смысл? Как вам будет, нахуй? Вот только тогда, может, вы захотите отделяться. Вот только тогда вы, может, опомните, скажете, блядь, в натуре, нахуя, блядь, нахуй, мы умираем, блядь, сейчас начали нас долбить за путинский режим, блядь, за Украину. Нахуя это нам надо было? Вообще мы знать не знали Украину. Откуда они нахуй взялись? Нахуя мы туда идем, блядь? Нормальные люди вот так должны размышлять. Сейчас, до долбежек. Но долбежки вам нужны для укрепления вашего стимула к этому, понимаете? Эсгене ульгач, как вот Нетаньяху долбит палестинцев, они крепчат. Долбят, они крепчат. Понимаете? Они, как говорится, не сдаются. И вы тоже так же будете. Научим, как говорится. Не можете, научим, блядь. Долбить будем. И эту тему будем поднимать. Вот я пока эту тему сейчас только развиваю. Когда-то мне уже говорили об этом, но я сказал, я не набираю донаты. Мы обсудим в Телеграме, как говорится, с добрыми людьми, подумаем, может, эту тему и запустим. Донаты к украинским войскам, которые закажем музыку по Башкортостану и Татарстану. Вот, 2 адресочка. А адреса пишите вы. Хотите по башкиртам нахуй, хотите по русским, хотите по татарам. Вот вам 3 нации, куда захотите, туда долбанем. Вот именно по нациям будем хуярить. Именно по нациям. Нам не волнует, куда оно будет лететь, похуй. Именно прицел будет нахуй Башкортостан с Татарстаном. Вот давайте будем развивать эту тему. Завтра я эту тему разведу еще в ТикТоке, распустим по ТикТоку и жду, как говорится, ответов по адресам. А тема будет уже работать, я думаю. Моя, конечно, тема была по хабировским домам и минихановским. Ну, я думаю, один в поле не воин, нахуй. Надо побольше, нахуй. Кровище побольше надо. Вот минимум, как в Украине, как вы заходите. Один дом, нахуй, 20-этажный, нахуй, 10-этажный дом. Хуяц там, блядь, нахуй. Нет, нахуй, 10 тысяч человек, блядь. Вот примерно вот так, я думаю. Как думаете? По Салаватке, да? По недостроенной мечети там. Где вы там живете? Хорошо. Сипайлово. Сипайлово самое охуенное место. Мракобесие. Понастроили Шанхай там, нахуй, Сипайлово. Вот чпокнем по Сипайлово, будет нормально. А в Казани где? В Казани куда-нибудь тоже ебанем. По центру. Тамошние районы я больно не знаю. Ну, напишите в комментариях. Куда заказывайте песню, будем мы туда работать, как говорится. Шулайгана, по-другому никак.
Так. Что тут нахуй опять? Грузия. Тут судьи Тбилиси собрались на милую корпоративную вечеринку. Она не удалась, ибо пришел в бешеный народ. Слово рабы было самым мягким, и все, что довелось выслушать жрецам Фемиды. Понятно. Что-то про Грузию уже даже говорить неинтересно, нахуй. Все, они, как говорится, все. Капут, нахуй. Просрали вспышку. Так. Когда сливочный бачок и же с ними дают готовое решение, не требуя напряжения мозга, у большой части населения получается это желание вернуться к пустым прилавкам, черным воронкам, кожаным плащам и самому сильному в мире вождю. Ну и, конечно, полнейшая деградация мозга, иначе не сработает. Ну вот опять история. Надо петь, чтобы совсем не упиться. Как надо есть, чтобы фигуру держать. Наших любимых друзей мы пришли поздравлять. Светись, как здравые синие ночи. Мы пионеры, рюмочку просим. Взрослым давно нам пора. Вспомнишь, говно появится, блядь. Дерьмо опять. Песня звучит лагерная, специально для вас. Я не работаю. А, ну да, лагерная как раз, блядь, нахуй. Вот как раз, блядь, нахуй. Если с другом дышать, если с другом дышать, веселее. Пиздец. Мужик с бабой, нахуй. Пришли кому-то поздравлять вот в таком флаконе, нахуй. С трубой, с красными, нахуй, повязками ебаными. Пиздец, нахуй. Малкрутстан какой-то пишет. Предлагали бананы. Матч по мини-футболу между клубами Норильский Никель и Сибиряк прошел 9 января. Просто, ну просто футбол, да ведь? Вот Хоравес. Незадолго до конца игры бразильский футболист из Норильского Никеля Нандо ушел с поля. Болельщики клуба «Сибиряк» кричали в его адрес российские оскорбления и предлагали бразильцу бананы, сообщают авторы ТГ-канала «Маш Сибирия» со ссылкой на информацию очевидцев. Нандо, экс-игрок сборной РФ, выступал в чемпионатах России с 2012 года и имеет российское гражданство. Вот. Вот это поеботина, ну явно нацики, блядь. Лысые, нахуй, ну издалека не видно, наверное. Ну, нацики конкретно, блядь. И они, эти вот эти ебаные какие-то болельщики, нахуй, кричали ему, типа, вот такие темы, блядь. Банан, хуян, блядь, туда-сюда. И вот они, нахуй, как вы думаете, нахуй, которые завозят с Африки людей, блядь, они с ними живутся, нахуй? Блядь, африканцы раз вот это пропустят, два пропустят, в третий раз, нахуй, вон вам. Париж что делается, нахуй. Вот здесь что делается. В прошлом году, позапрошлом году, тут что было, вы не знаете, блядь. Я в то время еще эфиры не вел. А здесь была такая хуйня. Кто-то что-то, кого-то что-то сделали. Все. Каждый день сжигали машины, блядь. Вот выходишь, там машина горит, выходишь, тут машина горит. Просто каждый день сжигали машины. Вот вам ответочка, нахуй, Парижа. И ничего не спасет, блядь. Просто хорошие машины горели. Несколько штук могло гореть, нахуй. Я сколько на видео это снимал. Как бы отправлял тому. И, ну, я в то время еще не был в эфире. Вот такая хуйня, Туланар. Исходя от этого, вот и думайте после этого, что здесь это сразу ответочка, нахуй. Но там тема была такая, что ли кого-то пиздюлей дали кому-то. Что-то такое, нахуй. Кто-то кому-то пиздюлей дал. И все, народ пошел вот так на такие акции, блядь, нахуй. Типа, какого хуя? Или пиздюлей, или убили, блядь, даже. Я не знаю, вот что-то произошло, да? И все, пошло-поехало, нахуй. А тут, получается, вы издеваетесь над другими нациями и тем самым, блядь, ищете где-то в Украине укронацистов, блядь. Я хуею, блядь, нахуй.
И самое интересное здесь, ладно, это нахуй обсуждаем, блядь. Самое интересное, что Башкортостан и Татарстан это молчит. Это впитывает. Дұрыс, Qora xalq bizga narsaga kerak. O'zingiz narsa. O'zingiz narsa. Oqsizmi navbatdagilar nahvoy? А? O'zingiz oqsizmi? Не хуею, блядь. Qora xalq degan so'zga ana Alsinov o'tira. O'zingiz oqmi? O'zingizni basharangizga qarag'iz boshda, блядь. Oqsingmi, yo'qmi? Boshqirta, tatar, посмотри на себя сперва. Чтоб, блядь, говорить, что qora xalq, qaytib ketsinlar. Это особенно, это, ладно, это африканцам, это я так сейчас утрирую, блин, говорить. Это же говорили узбекам. Это говорили кыргызам, таджикам. Qora xalq, qaytib ketsin. Это ушами я слышал это в Башкортостане в свое время еще. По молодости, так скажем. И после этого, блядь, этот народ, блядь, вот этот народ, излечим, вы думаете? Нет. Излечим будет только после бомбежек по Башкортостану с Татарстаном. Разъеб нахуй людей. Не надо нефтяные хуины, блядь, бомбить. Надо бомбить конкретно по домам, нахуй. Ебашить по домам, блядь. Кровище, чтоб было, нахуй, везде, блядь, нахуй. Чтоб орали, нахуй, блядь. Все, блядь, нахуй. Блядь, нахуй. Украина, блядь. А хуякс, нахуй, тут. Нихуя не Украина, нахуй. А Москва. Москва. Нахуя Москва бомбит Украину? Вот ответочка вам. Ответочка что-то давно не летит, блядь. 3 года что-то не летит, нахуй. Ну, вот как вчера только, читал, уже тут тоже новости закончились, что ли. Сотрудников комплекса Танека в Нижнекамске эвакуировали из-за угрозы атаки БПЛА. Вот. Нахуя БПЛА? Вот украинцам мы не БПЛА уже будем заказывать, а дальнобой. Дальнобой надо заказывать, нахуй. Нахуй БПЛА, блядь. Детский лепет, нахуй. Подгузник маленький, нахуй. А нужно кувалду, нахуй, пригожинскую ебашить. Кувалды надо ебашить, блядь. По Башкортостану и с Татарстаном, блядь. И нихуя не жалко, блядь. Нихуя. Пока этот народ не проснется, надо ебашить до тех пор, пока они не отдуплятся, что наш враг Москва. Вот до этого момента нужно ебашить по Башкортостану и Татарстану. Обязательно это. Без остановки притом. Каждый там период, допустим, хуякс ебанули сегодня по Сипайлово, а завтра по Черниковке. Потом, блядь, нахуй, по коммунистическим местам, нахуй, по старому городу, нахуй, по право-белой, нахуй, по Деме, нахуй, ебашьте, нахуй. Куда еще вам шлепнуть, нахуй? По МВД ебашьте, красивое место. По Акбузату ебашьте, нахуй. А? Куда еще? Конди можно чпокнуть, нахуй. Остановка Конди, блядь. Родители Путина были очень оригинальные люди. Например, папа Путина, когда познакомился с мамой Путина, блядь, прям Путина не хочется читать, а пидора, нахуй, выбил ей глаз. А мама Путина так сильно разозлилась, что пообещала папе Путина родить ему урода. И свое обещание выполнила. Охуеть, нахуй. В семье не без урода, блядь. Ну, это явно анекдот, наверное, был, нахуй, но понятно уж, блядь. Это финно-угры, нахуй. Или кто он, нахуй, там, непонятно, по нации этот ублюдок. Мы же даже не знаем, этот ублюдок, кто по нации, блядь. Финно-угры или кто он, блядь. Чмо болотное это, блядь. Мы же не знаем его даже нацию в идеале, блядь. Кто его ебал и трахал, мы не знаем, блядь. Непонятно, нахуй. Вот так вот. Гарантий нет. Ну вот, видите, нам пишут. Из-за скандала с фоткой с российским имперским флагом, ну, если помните. Блядь. Ушел, блядь. Ушел новость, блин, куда-то улетел. А вот. Ну вот этот
херня. Если помните, до сих пор это говорят, блядь. Ну, что-то говорило 10-го, а почему его спустили до сегодняшнего? Вот это интересно, блядь. Сейчас. На сегодня надо попасть. Так, сегодня или вчера, блядь. 13-е. Улетело, блядь. А, вот. Угу. Из-за скандала с этой фоткой, с российским имперским флагом в Урзянском районе, одного парня сегодня будут судить. Понимаете, блядь? Сегодня как раз написано 12 января. Тема. В общем, дело было так. Вначале было первые фотки, все начали обсуждать парней. Один из парней на фотке имеет друга, который решил как-то помочь парню выйти из этого позора и обратился за советом Руслану Габбасову. Пиздец, нахуй. Кино, нахуй. Так, Руслан посоветовал сделать вторую фотку с башкирским флагом. Возможно, спецслужбы сразу засекли это общение или как-то по-другому пробили и посадили этого парня в СИЗО. Сегодня, 13.01.25, будет суд в режиме онлайн. Парню грозит от 3 до 6 лет. Парню этому всего лишь 17 лет. Известно, что его фамилия Якупов. Пиздец, это новость, нахуй. Вот это интересная новость, нахуй. Закину себе в телегу, нахуй. Потом поговорим об этом. Короче, нарсякай. Туганлар. До этого я вам, помните, еще много раз говорил. Вот за все время я стараюсь вам всегда говорить, что что-то внутри клана Бюрюмагис, блядь. Mana men sizga Totarshada aytam, блядь. Illa narsalar ishlab yurmagiz onda. Gabbasov ona qil, mana qil, stinaga yoz. Sen durak deb stinaga yozib qo'y. Munda qutak boshlar deb, uruslar deb yozib qo'y. Но это же не дело. Это же не дело, нахуй. Нахуя писать что-то, от чего, блядь, нет толка, нахуй. Это тот же ёбаный кашаповский вариант, блядь, с плакатом. Я дурак с плакатом. Путин пидорас. Этот плакатом я вышел бы, допустим, к Кремлю, блядь. Забрали бы меня или нет? Ну, конечно, забрали бы, нахуй. Это то же самое, блядь. Да хоть просто с пустым плакатом выйди, заберут, нахуй. Скажут, нахуй ты пришел. Вот ты скажешь, пустой плакат. Да похуй. Штраф, блядь. 15 суток, нахуй. Иди нахуй. Все, понимаете? Просто. И тут самое интересное. Габбасов скажет, я с ним вообще не разговаривал. И тут, получается, такую хуйню несут здесь, что Габбасовым он общался, блядь. Габбасов скажет, я с ним не общался, я вообще не при делах. Какого хуя они вообще меня приплетают? Вот и все. Неизвестно же, мы же не знаем, Габбасов сказал или нет, блядь. Но мне понаслышкам уже было где-то сказано, пару месяцев назад уже, что Габбасов, нахуй, там, ауылда малайларына просят то, все, блядь, что, блядь, там так сделать, нахуй, так сделать, вот эта хуйня, блядь. И говорит, что делать тут, что делать, нахуй, и типа тот пацан отмазался. Вот эта тема была. Шунарға башқұрт һәм татарларға еще раз обращаюсь. Ақылығыз болса, ул айтты, бу айтты деп барып эшләмиләр инде аны, блядь. Үзегез дә акыл бар бит инде сездә әз булса да, нахуй. Аңгыра түгелсез бит инде, конкретный. Понимаете? Шуларга, блядь, андый эшләр эшләп йөрмәгез. Нихуй там делать, блядь. Мин сезгә только бер әйбер әйтәм. Безнең эшебез автомат. Кулыгызга автомат ала белсәгез, килегез, читкә чыгыгыз, җыелыйк менә шул Европада, и потом будем дела делать. Вот это дело, блядь. Кулыгызга, главное, автомат алсагыз, менә шул дело. А то, что сез плакат яздыңмы, блядь, флаг элдеңме, блядь, мин башкыр дип акырып йөрдең, блядь, нахуй. Анардан файда юк. Файда юк анардан, блядь. Пока от тебя не будет харакята, не будет баракята. Это не харакят твой. Это просто ерунда от безделия, блядь. Это не движуха даже путинская. Движуха путинская, это нахуй, как он надо действовать. Бомбить Москву, блядь. Вот это движуха, блядь. Базара нет. Если
Взорвали бы вы Кремль или там Москва-Сити, нахуй, полностью, нахуй, вот из земли стерли бы, нахуй, блядь. Другое дело, нахуй. Вот это дело было, блядь. Ну, такое дело, нахуй, делают только вот, наверное, тупорылые игиловцы, блядь. И вовчики какие-то, нахуй. Зомбаки какие-то, нахуй, обдолбанные наркотой, блядь. Вот такие долбоебы делают. И все, блядь. Аварийная Россия восстановлению не подлежит. Третий распад. Вы слушали или нет? Опять. Сегодня все больше и больше людей понимают, что третий распад Российской империи неминуем. На условном Западе, где до сих пор страдают москвоцентризмом, говорят про два сценария. Или развалится, дядя. или нет. Многие, но их становится Дядя все меньше, Мокша. боятся развала Российской Федерации. Сам процесс распада для них черный ящик, в который страшно заглянуть. Скорее всего, это боязнь неопределенного будущего. Их система координат привязана к Москве. Россия для многих ассоциируется с Советским Союзом, и по-прежнему это что-то могучее, единое и целое. Но это не так. Россия напоминает сегодня дряхлого старикана на пляже, который все еще богат, он имеет желание, влечение к прекрасному. За лайки. Ужас. Но не ужас. Все измеряется Ублюдка, экономикой. Но время прошло. Лига свободных наций. Подпишись. Ублюдка, вспомнишь, ужас, видите, уже мемом стал. Ужас. Как еще, когда я этого говорил, блядь, забыл. Это, как это, блядь, что за слово было, говорил, до этого забыл, блядь. Ну вот это, блядь, ужас, короче, да. Нет, ужас, понятно. Как это, блядь, затишье, блядь. Как он говорил, затишье, тишина, что-то, блядь. Движуха, блядь, ёпта. Движуха надо. Вот из этой темы, понимаете? Везде сейчас этот подъеб будет идти. Ну, ублюдок же, блядь, а? Житмышик Яшлик, блядь, ублюдок, нахуй. 72 года, а мозгов-то нихуя, блядь. Понимаете? У него, я не знаю, блядь, в течение 25 лет, блядь, Путин, получается, значит, столько людей угробил, блядь. Понимаете? Это не то, что сейчас, блядь. А вот за 25 лет сколько людей он убрал, блядь. Со своего пути, блядь. Сколько зачисток сделал, блядь. Это пиздец, нахуй. Вспоминаю всегда один момент. Я еще мелкий тогда был. Листьев. Помните? Очкарик Листьев. Поле чудес. Кто его убрал, блядь? Вот это так и осталось секретом. Но где-то, может, есть информация про него. Тоже интересно, да? Красавчик, мужик был, блядь. Всегда я смотрел его еще, тогда мелкий был в Узбекистане. Все смотрели этот Поле чудес, блядь. Листьев, блядь. А где этот Листьев, нахуй? Где же это Листьев? Я же даже фамилию не забываю, понимаете? Альхамдулилля, да? Вот, значит, нормальный чувак был, если его ёбнули. В подъезде ёбнули, притом. Я помню, как его ёбнули еще даже. Шел он домой, что-то с работы, в подъезде в Москве. Чпокнули, нахуй, его. За что? За что, блядь? Просто, блядь, Поле чудес, нахуй. Чтобы Якубовича поставить на место? Или чё, нахуй? Листьев-то чё сделал, блядь, людям? Понимаете? Рязанский сахар. Из этой категории. Листьев, блядь, ебаный в рот. Помню его усы еще, блядь. Усы, блядь, нахуй. Кадр, блядь, был. Явно, блядь, СССРский, конечно, был, но человек, блядь, просто, блядь, ну, похуй, может, он еврей был, блядь. Явно еврей он был, блядь. По роже, по носу, понятно, блядь, ему хуёво. Просто вспомнил в тему. Так, сборная США по баскетболу среди женщин до 16 лет. Слева их ровесница из Сальвадора. Матч закончился со счетом 114-19. Ну, явно, конечно, блядь, нахуй. Сальвадор где, блядь? Синий это Сальвадор, понимаете? Синий это Сальвадор. Лилипутки маленькие. А это, блядь, дылды африканские. Двухметровые баскетболистки, блядь. Пиздец, нахуй. Да, я тоже что-то, блядь, угорал раньше баскетболом, но что-то спорт больно такой. Не вошел мне так. Подписчики обратили внимание, что одна из последних шуток ныне лежащего в коме Киосаяна выглядела вот так.
Тут, как говорится, без комментариев. Судьба не лишена иронии. Когда едешь на встречу с Байденом, никогда не знаешь, что тебя ждет. То ли переговоры, то ли поминки. Когда едешь на встречу с Байденом, никогда не знаешь, что тебя ждет. То ли переговоры, то ли поминки. Когда... Этот ебаный армянский, как мне сказали, ташнак, да, блядь? Этот дашнак, нахуй, реально в коме лежит, да, блядь? Ебаный в рот, нахуй. Ну, с одной стороны, конечно, күлерге ярамайын да, но, блядь, мындай күлмеші де болмай, но кутпақбаш бетіні конкретно, блядь, да? Человек, который... Манкурт, дашнак это ладно, блядь. Манкурт, блядь. Человек, который подлизался под другую нацию, блядь, я считаю, это дерьмо, нахуй. Поэтому өзімні мына мен татарша сөйлешам бетин, да, эми? Татар хис етіп, башқұрт хис етіп, өзбек хис етіп, я не хочу, чтобы мой народ был вот таким, нахуй, перед турками, нахуй. Понимаете смысл? Мы захотим, мы выше их, блядь. Это сраной, это стамбульское дерьма, нахуй. И сброд откуда-то собранный. Там же стамбульский сброд это, нахуй. Мусорка, помойка, нахуй. Подавно, если они говорят 84 миллиона, нахуй. Это реально помойка, нахуй. И если уж углубляться, 84 миллиона, нахуй. Людей, это явно беженцы. Имейте в виду. Это не турки. Это весь сброд, который там проживает, блядь. Вы не думаете, что это чистые турки, нахуй. Нихуя. А курды вы куда дели? Курдов-то внутри тоже. Понимаете? А армян вот этих сраных куда вы дели? Тоже внутри. Армяне тоже внутри. Вся поеботина. Айзера там внутри, блядь. Сирийцы набежали, блядь, набегами. Вот вся эта басота, блядь. Беженцы, блядь, по жизни там, блядь. Афганские. Вот. Вот вам, блядь. И не думайте, что 84 миллиона, о, блядь, нахуй. Вы разбирайтесь, нахуй, хотя бы в людях, кто там живет, блядь. Также я всегда сравнение вам даю, блядь, по Норвегии, блядь. 5 лямов. 5 лямов норвегов. Вот все такие, нихуя, да? Нихуя, да. 2 миллиона всего лишь норвегов. 3 миллиона это беженцы. Понимаете смысл какой, блядь? 2 миллиона всего лишь этих, блядь, нахуй. Рогоносцев ебаных. Викингов, блядь. А так, нахуй, обчелся, нахуй, и все, блядь. Больше нихуя ничего, блядь, нету. И тут то же самое, блядь. Так. Что там? Что-то красный флаг Турции. Батыр Талпар. Вот это Батыр Талпар топит за Турцию. Я давно заметил эту тему. Вот это Батыр Талпар, блядь. Или башкирт, или он татар, блядь. Хуй поймешь. Вот этот Батыр Талпар, блядь, топит за Турцию. Да хуя, блядь. Последний момент бесить уже начал меня. Ну давайте вот. Вижу то, что он... Почитаем, что он пишет. Невозможно закрывать глаза на то, что мусульманское и тюркское движение крепнет в Евразии. Официальная российская пропаганда не может более игнорировать эти факты. Свежая статья в московском «Комсомольце». Похоже, жизнь скоро докажет журналисту Жене Коноплину, почему нужно уважать башкирский язык и культуру. Идея великого Турана для многочисленного поколения 40- выглядит гораздо привлекательнее в 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Общетюркское единство уже стало игроком политики на Балканах, и перспектива появления зеленого пояса от Албании до Хорватии, равно как и защиту прав мусульман в Центральной и Восточной Европе. Совсем скоро надо будет обсуждать прежде всего в Анкаре, ближайший на данный момент партнер Москвы, связанный множеством финансово-экономических цепочек, может уже краткосрочно перспективе стать окрытием соперников во всем южном подбрюшье России, и тогда концепция глобального юга может заиграть совершенно новыми красками. Нынешние демографические тенденции в России таковы, что приблизительно к 2050 году количество мусульман внутри страны может сравняться, а то и превысить христианское население. Как будет выглядеть эта исламская Россия через 25 лет и какие центры принятия решений будут в ней работать, вопрос открытый. Явно этот писатель топит за Турцию.
за Туран, это понятно. Это уже для меня нахуй, враг нахуй. Хоть он башқұрт өзін, блядь, кекіріп нахуй, оқырсаң да башқұрт деп нахуй, бар меня сен құттағымнан нәрсін барыбір нахуй. Мы все равно, я вот из своей темы нахуй отходить никуда не буду нахуй, значит мы будем нахуй Башкортостана, если на то пойдет, делить нахуй на территории нахуй. Получается, одни будут за Туран нахуй, другие нахуй за свободный Башкортостан. Примерно вот такая тема будет нахуй. Если не нравится нахуй, вам, блядь, выходи, красавец нахуй. Из этой категории будет нахуй. Поэтому я всегда склоняю тему, почему нахуй. Вот такое, блядь, что Перем и Коми нахуй будем подбирать под себя. Потому что шана щукманда нахуй. Кто под кого нахуй склонет голову нахуй. Башкортостанда, да, получается, вот такие есть туранисты, которые пытаются что-то перегибать палку нахуй. И Татарстанда, да, такая же хуйня нахуй. Если они нахуй, как говорится, захотят нахуй под яйца Эрдогана лечь нахуй, пусть ложатся нахуй. А вот ту категорию, которую я буду нести за собой, которые не захотят лечь ни под кем нахуй, мы будем, как говорится, сами по себе независимыми. Вот и все. У нас как самое главное, блядь, цель, блядь, нахуй, стать независимыми, блядь, независимыми. Как говорится, до морей нахуй, вся наша территория открыта, свободна нахуй. Вот и все. Первая задача разъебать Москву. И у всех будет одна цель разъебать Москву. А делить уже нахуй, что и как дальше, мы будем уже дальше сами посмотреть будем. Как говорится, кто кому куда что отойдет нахуй. Так что я вам всегда говорил, что мен тотар ягынданмын. Башкортостанна тотар ягынданмын. Поэтому, исходя от этого, как говорится, мы можем, мне кажется, и Башкортостан поделить на части. Проблем не будет. Кто куда. Вот так. Идем дальше. Сценарий пишет один сценарист, просыпаемся. Партизаны за Родину. О чем тут? Послушаем. Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы. Свободного выбора своей судьбы для каждого человека. Для народа, для государства. Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы. Свободного выбора своей судьбы для каждого человека. Для народа, для государства. И Зеля когда-то еще молодой был, об этом пиздел. И Путя, когда я еще молодой был, пиздел об этом. И тут 3 комментария интересных. Это трибуна ООН, когда это там Зеленский выступал, говоря на русском. Русский язык организации один из. Пускай, но тем не менее Зеленский в ООН на русском разве выступал? Комментаторы это пишут так. Хуй его знает, вообще это может, блядь, нахуй. Где-то он где выступал, этот где выступал, неизвестно нахуй. Мы же не знаем, там черно-белое кино нахуй из ТикТока взятое, блядь. Кто чё нахуй. Не в словах дело, блядь, нахуй. Кто где выступал, похуй вообще, блядь, нахуй. Главное, нахуй, блядь, разъеб Москвы нас интересует, блядь. Порой, я же говорю, блядь, какие-то вещи запихивают в Куштаг-Байрам, я не знаю, кто скидывает. Хрень какая-то, блядь. Такая, ну, пиздели, ну и чё, блядь. Чё за хуйня? Прошу вас, я просто реально только за вас переживаю. Все живые вернулись. Парни, молитесь для них. Прошу вас, я просто реально только за вас переживаю. Чтобы все живые вернулись. Парни, молитесь для них. Поп этот нахуй у них такой. Парни, говорит, молитесь, блядь. Только за вас он, говорит, переживает, блядь. Понимаете, нахуй? Вот так, блядь, крестят, нахуй. И вешают, наверное, им, блядь, ВВ-пидор, нахуй. Этот, блядь, крест, нахуй. И поп этот ебучий говорит, парни, молитесь, блядь. Поп максимально душевно проводил штурмовиков в бой.
Видимо, без мата молитвы уже не работают. Или поп без мата не умеет разговаривать с теми, кто по-другому не понимает. А то вдруг его за чужого примут. Реально, на штурм идут люди нахуй. И их, получается, прикиньте. Башкортотар, да, на штурм же отправляет. Попы, значит, вас отправляет, блядь. Манкуртов, блядь. И вешай вам ВВ пидора нахуй. Заебись нахуй. Башкортотарлар, блядь. Чуканчаклар нахуй. Чуканчаклар, блядь. Вы доказываете, блядь, свою идентичность нахуй этому путиносовскому режиму, блядь. Ну, крестоносцам, блядь. А вы и есть крестоносцы, блядь. Вы и есть крестоносцы, блядь, нахуй. Понимаете смысл, блядь? Вы не мусульмане, блядь. Вы не мусульмане, это конкретно, нахуй. Вы, блядь, те, которые, нахуй, блядь, отправляете, доказано это, нахуй. Да, отправляете за такими всякими пидорами попами, нахуй. Главное, самое главное, нахуй, потом начинаете орать, нахуй, чтобы вас хоронили по исламу. Чтобы вас похоронили где-то там, на всякий мусульман кабрында. Вот удивляюсь вот над этим, блядь, нахуй. Как, блядь, как вас, блядь, нахуй. Если даже мусульманам истинным, как говорится, с татуировкой хоронить нельзя вас, блядь. Как это все, нахуй? А я знаю как. В Башкортостане, Татарстанда уже эта тема давно закончилась. Хоронят всех подряд, нахуй. Божник, безбожник, похуй, атеист, не атеист, всех хуярят. Барка-барга. Вот и все. Есть только разделение мусульманское и крестоносовское, нахуй. Все. Нету между ними там, вот этот какой-то был атеистом был, или этот был какой-то уёбком, нахуй. Нахуя мы его будем хоронить? Это так. Или там жаназа укумилар. Bütün sana жаназа да укумилар, нахуй. Все. Одно и то же все делается, нахуй. Все хоронят. Все, пиздец, идите нахуй. Вот примерно такая тема. Понимаете? И тут то же самое, блядь. Блядь. Южный Урал, 1920 год. Семья бедняков, башкиры, типтяри. Вот, видите? Башкиры-типтяры. А мне башкиры-типтяры. Вот это меня удивляет слово. Башкиры-типтяры. А я здесь с чуваком разговаривал. Миндия тотар, типтярмандия. В Германии живет такой один черт, блядь. Мудак, блядь, нахуй. Миндия тотар, но мин типтярмандия. Кустом дия меня, нахуй. Біз бетін дустым дейбіз, ол кустом дия. Заебал этот словом. Кустом, блядь, нахуй. Ёб твою мать, я говорю, сен бит башкұрт біләсәң диям. Ёк, мен татар дия. Не, сыгим. Сука, сучалов, блядь. Ебан, блядь. Удивлял меня, нахуй. История расхищения башкирских земель полна несправедливости и жестокости земельной тесноты. И в прежние времена не было между тем, земли от башкир были захвачены. Теперь башкир остался при наделе, который едва впору каждому хлебопашцу крестьянину. Это вызвало нищету. И теперь башкир выбивается из последних сил в борьбе за свое существование. Южный Урал, 1920 год. Семья бедняков, башкиры, типтяри. Где же Южный Урал? Типтяры. Ну, явно из Учалов, наверное. Где эти типтяры еще были? Если это чувак с Учалов, я так предполагаю, типтярлер. Где были? Ну, есть, конечно, и в других районах вроде бы тоже есть. Типтяр ауллары. Так. Телеграм «Сеятель ветра». Послушаем. Нас мы видим самое мощное усиление Турции, которое было за последние 100 лет. Турция 100 лет не присутствовала ни на Южном Кавказе, ни в Средней Азии. Это наши территории были последние 100 лет. Сейчас у Турции там очень сильные позиции. Более того, теперь они есть и в Сирии. Мы понимаем, я это каждый раз повторяю, но я считаю это настолько важным, что я думаю, надо повторять это каждый раз. Самая большая угроза для нас, способная взорвать наше государство изнутри,
она исходит с юга. И до тех пор, пока не обеспечим мы для себя стратегическую безопасность на юге, все остальное может быть невероятно важно. Сам какой-то черный говорит для нас об этом. большой победы Явно армян. и прочее, но мы все равно будем с хроническим диагнозом, который нам необходимо каким-то образом излечить. И самая большая угроза для России исходит из Турции. В студии у Соловьева нашли нового врага и обнаружили, что Эрдоган вовсе не друг. Опомнились нахуй. У них везде нахуй в один момент нахуй начинает мерещиться. Там не друг, тут не друг нахуй. А Эрдоган вовсю нахуй на трех хуев сидит и не брезгает, нормально нахуй. Друг, не друг нахуй, похуй ему, как говорится. Так что, как говорится, узкожопые не могут понять, что, блядь, нахуй, не в Турции дело, блядь, нахуй, а дело именно в Башкортостане с Татарстаном, которые хотят свою независимость, нахуй. Вот мы хотим свою независимость. Нам нахуй не усралась, блядь, твоя политика, то, что ты там где-то ищешь, блядь, в Эрдогане врага, блядь. Враг внутри, как говорится, тебя, блядь, ублюдка. Ублюдки вот эти, узкожопые, соловьевные пометы, блядь. Это мы, блядь. Кошка, блядь. Так. Так, еще что тут новое? Тут, короче, горит все. Лос-Анджелес горит, короче. О, что тут? Губернатор Саратовской области заявил о контролируемой выгорании топлива в Энгельсе. Ну, как обычно, нахуй. В Энгельсе какая-то поеботина в тот день еще, да, ведь была, блядь? И до сих пор она, типа, горит, что ли? До сих пор она горит? Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что на промышленном предприятии в Энгельсе продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. По оценкам специалистов, процесс выгорания топлива ориентировочно займет еще 2 дня. В ночь на 8 января, как отчиталось Минобороны РФ, над Саратовской областью сбили один из беспилотников, обломки одной из них упали, как сообщили местные власти, на промышленный объект, из-за чего начался пожар. Дроны сбиты, выгорание под контролем, огонь на 80% потушен, воздух чист, все так и планировалось. Ну да. Что там, Сочи или что там, Анапа задрочена нахуй мазутом. Заебись. Красиво живем. Бұл башқұрт қызының рухыла дұрыс тәрбиеде бар. Тот самый башқұртов. Просто какую-то девочку засняли. Ну, под этим песней Башкортостан турында. Так, окей. Путин присвоил звание Герой России ефрейтору из Якутии штурмовику 39-й ОМСБР Андрею Григорьеву, который убил украинского военного Дмитрия Масловского в рукопашном бою. Алзабилля, это не тот урод, который бил нахуй тот день, помните? Также орка наградил глава Якутии Айсен Николаев. Он вручил ему якутский нож. Вот этот якут. Как поближе вам показать эту тему? Вот этот якут замочил украинца. Вот этот пидор. Но явно манкурт. Понятно, мы понимаем, что он этот уебок манкурт. Но началось ему нахуй. Этот тоже явно нахуй. Манкурт нахуй. Своего дела, блядь. Ихний, блядь, нахуй. Глава, блядь, так скажем, района, блядь. И вот это, блядь, нахуй хуйня. Получается, которая убила просто его этого Андрея, блядь, Григорьева. Андрей Григорьев, блядь. Убил украинского военного Дмитрия Масловского, блядь.
тот день, помните, я просто сказал, опишите, я толком не смотрел, что там творилось, я не смотрел его нахуй. Это пиздец нахуй, наверное, там было. Вот так видно было Мочилова конкретно. Ну, как сказали, в шею заебенил там, куда только не ебашил, блядь, да, получается. Ну, я не знаю, блядь, нахуй, за убийство другого, блядь, вообще, блядь, с другой стороны человека, блядь, я не знаю, если за это, блядь, героя нахуй давать, блядь, и в то же время, блядь, базара нет, если бы это было бы захватчики, другое дело, блядь. Ну, я как-то что-то не скажу, что это правильно. Вот если мы таким же макаром, блядь, московских этих обезьян будем мочить, блядь, будет идеально, нахуй. Того же Соловьева, Скобеева, нахуй, блядь, нахуй. Вот примерно так, блядь. Путина, понятно, мы оставим на памперсы, блядь. Мы же, как говорится, хотим, чтобы он долго жил, блядь, нахуй. Живой, блядь, нахуй. Видел, блядь. Туристов радовал. А вот другим, блядь, нахуй, это будет этот сирийский вариант, нахуй. Привязание к дереву и так далее. Так, похоже, товарищ Кима в Северной Корее не боится только его портной. Пиздец, нахуй, вот это чмо, блядь, нахуй. Жирное чмо, нахуй. С хуей над ними, блядь, нахуй. Так. Гляньте, какая прелесть. Из прошлой жизни мне попалась. Ну что, средний класс уже почитываете на лаврах. Светлый путь, блядь. Мэр завершил подготовку концепции долгосрочного Извиняюсь. социально-экономического развития России до 2020 года. Основной целью по-прежнему мэр завершил подготовку концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года. Основной целью по-прежнему является удвоение ВВП. Также планируется снизить инфляцию до 3% в год. Кроме того, в документе большая роль уделена социальной сфере. Средняя зарплата по России вырастет с 526 до 2700 долларов, В 2020 году новость была, что, оказывается, ВВП вырастет 526, блядь, долларов. В 2020 году 526 долларов, оказывается, зарплата была. 2020 год, 526. Что-то не помню, нахуй, что так было, блядь. В Башкортостане явно было, блядь, от силы, нахуй, 15 тысяч рублей, блядь. 526, если... Курс-то какой был, блядь. 60, блядь. 30 тысяч, нахуй. Ну да, вот это да. Вот это правильная цена, блядь. Если сейчас считать, 52 тысячи нельзя считать. Столько к одному не надо добавлять. И, говорит, 2700 зарплата через какое-то время. А, 2000... Что? В 2025 году 2700. И чё, где 2700, блядь? А, ну да, 200 тысяч на убийство украинцев. Но что-то не 2700, блядь. До этого, если помните, говорил, блин, этот Башхарса Сартамака, что 4000 только ему дали. А должны были дать 37, блядь. А где 200? Что-то не пахнет, что 2700, нахуй, будет, нахуй, средняя зарплата 2700. 2700 средняя зарплата, оказывается, будет, нахуй. Охуеть новости, блядь, нахуй. Мечтатели, нахуй, блядь. 2700, блядь, нахуй. 2700 зарплата, нахуй, блядь. Еще ты хуй в Европе не увидишь, блядь. В Пидороссии 2700, нахуй. Удивляет, блядь. Так, здесь уже все. Тоннер. Это старье идет уже. О, Борис Джонсон что-то пропиздошил. То, что делает Путин, архаично и варварски. И он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва. То, что делает Путин, архаично и варварски. И он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва. Ни одна из этих стран больше не является частью Российской империи. И это же самое касается Украины. Все кончено. Кончено. Больше нет империи, Владимир. Извините за выражение, но так оно и есть.
Latvia, Lithuania, none of these countries are part of the Russian Imperium anymore, and nor is Ukraine. It's over, 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 over. No more empire, Vladimir, you fuck. Excuse my language. Excuse me, my language, говорит он, блядь. Так. Все, конечно, Путин ебаный ты идиот. Больше нет империи. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон с кем-то общался по тет-а-тет. Так, по видосу. То, что делает Путин, архаично и варварски, он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва, ни одна из этих стран больше не часть Российской империи, и то же касается Украины. Все кончено, больше нет империи, Владимир ебаный. Ты идиот. Извините за выражение. Но так оно и есть, сказал Джонсон в интервью эстонскому журналисту. Да, с этим, блядь, как говорится, Рыжиком, блядь, сука, блядь, как его, Борис Джонсоном, блядь, нахуй. Этот Борис Джонсон же тоже, блядь, из пизды колена, нахуй, какой-то узкожопый же он, блядь, в корень вроде. То ли бабка его переебла, то ли дед, нахуй. Тоже какая-то, сука, говорили же, блядь, часть какая-то, сука, узкожопая, нахуй. И этот узкожопый, нахуй, блядь, переебанный, неизвестно откуда, нахуй. И говорит, вот узкожопым, оригинальным говорит, что, блядь, что вы Эстонию хуй возьмете, блядь. Это что за хуйня? Так. Чечня в 2025 году получит в 15 раз больше дотаций, чем Курская область. Кремль выделил региону 53,6 миллиардов, а Курской области страдающая всего 3,6 миллиардов рублей. Понимаете как? Ну, как говорится, аппетиты большие, хули, блядь. У этого Кадырова. Фу, блядь. Водолаз, блядь, выходит, блядь, водолазы ныряют, блядь, все черные, блядь. Вот как раз не зря Невзоров это сегодня делал. Ныряешь и весь в мазуте выходишь. А в таком виде выходит водолаз из Черного моря, где РФ устроила экологическую катастрофу. Он спускался к затонувшим частям танкера, из которого продолжает вытекать мазут. А само собой будет вытекать. А что, куда он должен остаться, нахуй? А как он должен, блядь? Куда он должен, нахуй? Только сжечь, блядь, оно будет гореть там? Вот это интересно, блядь. Будет он в воде гореть? Надо сжигать его нахуй тогда. А как его очистить там? Сжечь, блядь, и выйдет какой-нибудь пепел нахуй от него, если он горит вообще. Мазут горит, нет? Хуй его знает, что за дерьмо это. Так, ладно. Ну, это мы уже читали, да? Рожайте больше, но только русских. Мы это уже читали. Порой уже по старым идем. У путиноидов новая героическая скрепа. Покалеченный оккупант приковылял возложить цветочки защитникам СССР во Второй мировой войне. Ушлепки из штанов выпрыгивают, пытаясь увязать в одно целое современный агрессивный беспредел Рашки с реальной защитой страны 1941-го. Смотрится жалко, лицемерно и эмоционально. Не трогает даже пропагандистскую падаль. Ну да, блядь. Фотка такая, блядь. Раком стоит. И типа нахуй, блядь, почесть, блядь, понимаешь ли, у него, блядь. И сам на костылях, блядь. Что-то не могу понять, блядь, людей нахуй. Вот как вспомним, нахуй, вот просто, я не знаю, о ком, кто это такой, нахуй. Вот медали. Нахуя эти медали? Вообще я не могу понять, блядь. Вот в данный момент эти медали, нахуй, нахуя вообще этим генералам эти медали, я не могу понять, блядь. Что эти генералы где-то сделали, блядь? С 1945 года. Что они где еще сделали, блядь, эти генералы, чтобы иметь вот эти, нахуй, ебаные какие-то эти медали, блядь. Хуй его знает, что они сделали.
Ну вот, вот этот более уже подробно, блядь, с фоточкой закинули сюда. Это хабировская хата, я как понял. Какая-то хата, блядь. Где отдыхает Ради Хабиров с семьей на новогодних каникулах. Всей семьей Хабирова отдыхали, оздоравливались на родине в специально построенном для них корпусе в санатории Красносольский и продолжают находиться там и на этих выходных. К слову, они собрались в Гафурийском районе всей большой семьей, в том числе и к ним приехали родители Карены. Вот, вот куда надо ебашить. Понимаете? Проследить, когда эта вся басота армянская, вся эта падаль нахуй ебаная припрется туда. Хабиров соберет всю семью нахуй и чпокнуть до туда нахуй. Понимаете? Вот куда надо ебашить, блядь. Так. Приехали родители Карены этой ебаной. Мы показывали недостроенный дворец Хабирова в Красносольском, но не додумали, что он будет сдан в эксплуатацию. Так быстро привыкли, что в Башкортостане строительство социальных объектов обычно натягивается, но не в случае дворца для московского прихлебателя Хабирова. Семья с удовольствием проводит там время, окупается в бассейне, получает оздоровительные процедуры, минеральную воду, лечебные грязи. Пиздец нахуй. Рахатнаналар. А башкорт хам татарлар зато окопта грязь принимает в окопах нахуй. И не то, что грязь, блядь, а вы, блядь, нахуй в этом грязи так и остаетесь. Мертвый только. Какой-то уебок лайк еще поставил сюда, блядь. Какой нахуй лайк, блядь. Так. Так, это мы читали. Вот про Айрата. Айрат Дильмухаметов, узник совести. Жизнь – это борьба. Поэтому у нас есть два выбора. Победить или проиграть. Айрат Ахнафович Дильмухаметов – олицетворение мужества, храбрости, стойкости, непоколебимости. Всесторонне развитый человек в вопросах политики, экономики и других направлениях. Человек, который посвятил всю свою жизнь для борьбы с несправедливостью. Внес огромный вклад для просвещения своего башкирского народа. Мы не должны забывать об этом. Послушаем. Осужден третий раз за свою политическую деятельность. Это большая ответственность. Большая ответственность. Это дело жизни, ради чего ты живешь. И ты ставишь все на кон. Благополучную жизнь, материальные блага, семью, детей. У меня нет семьи. Я как тот персонаж на Башкирии женат. Так оно сложилось. Было 2 срока. Возможно, будет 3. Альхамдулилля, не сломаюсь и в этот срок, и в будущий. Своим взглядом, своим принципам не изменю. Своему народу буду служить до конца. Любого, кто тянет не в ту сторону, всегда поправлю, стараюсь направить на путь прямой и истинный. Как-то так. Iki 2018 yılını aytgan ekanman. Bugun 25 yil. 7 yil bu kishi qayda bu? Elda o'tiramini. Shunlardan so'ng shuni bilgan xoliq. Ладно, это я вот в эту тему только внедряюсь, да, эту тему. Shuni bilgan xoliq, narsa uchun o'tirgan и так далее. Почему вы, как говорится, до этого не можете, как говорится, собрать вот эти войска? Это раз. Теперь дошло дело до нас. Почему сейчас тогда вы не собираетесь? Вопрос. Поперек вам ставлю, блядь, вопрос.
к этому вопросу. Bu kishi o'tira уже. Yangi o'tirganlar endi ana Alsenov tupой boshi bilan o'tirtgan ona ortidan 80 kishi o'tira. Почему люди думают, что, блядь, нахуй, отсидел, блядь, нахуй, и что-то думаете, вы провернули, что ли? Вот этот чувак тоже хрен знает за что сидит, этот Айрат Бильмухаметов, я не знаю. Но явно что-то пропиздошил тоже там не то. Он сидит за это. Алсынов за что сидит? Мы знаем. А Рамиля Саитова за кресты сидит, понятно нахуй. Ну, и что? Мы будем ждать, когда они отсидят, выйдут, потом borib shay ichamiz, shak-shak bilan kutib olasiz. O, chiqding, aybat, aybat. Biz yashab yotamiz, rahat, shulay. Sen o'tirding, shulay. Вот примерно вот так, да, мы ждем, блядь? Мы вот это ждем, да? So'g'ishdan tegi o'zingizni zapchast bolalaringizni kutgan kebek. Bolam qaytarmakan, erim qaytarmakan, qopshiqda qaytarmakan, Qorbobodan sizga на Рождество подарок. Я хз, блядь. Ну, чувак явно не молодой, блядь. Женат на Башкортостане, жены нет, говорит. Женат на Башкортостане. Получается, шу bir кишиге, допустим, да, ладно, мы сами себя не говорим даже. Если он сидит, как бы давайте про него, да, говорим. Вот только ему нужно, да, свобода Башкортостана. Вот ему нужно, он сидит, кому-то что-то доказывает. А вам похуй, блядь. Sizga вообще до пизды, блядь, нахуй, то, что он сидит. Зачем он сидит, хуй его знает. А Салават Юлаев сидел тоже, хуй его знает. Зачем он сидел, блядь? Зачем его поймали, блядь, на 26 лет ёбнули, посадили? А? Вот этого я не могу понять, блядь. А тут есть, я знаю, один ответ только тут есть. Беспечность. Вот интересное слово, блядь. Наша жизнь, точнее, ваша жизнь, до такой степени беспечная, нахуй. Вы до такой степени беспечные стали, блядь, что sizga до лампочки, блядь. Что делает, нахуй, этот ебаный телефон, блядь. Sizga, блядь, до лампочки, что, блядь, нахуй. Это все глюклует, нахуй, вот этот телефон, блядь. От зарядки, что ли? Так, сейчас to'xtamiz. Men bundan kirib chiqam, наверное, mana to'xtatam, наверное. Тупить это bu. Сейчас я пока вот сюда присядьте справа. Этот затупил, блядь, экран, блядь. Мигает, блядь. Шулай, шунарга, bilmayman, bu narsaga o'tiradir. Bular butunisi o'tiradi. Вот почему мы-то сидим, блядь? Произошла ошибка. Что за ошибка произошла? Что произошло, я не могу понять, блядь. Заебало, нахуй. Интернета нету, блядь. Сейчас, секунду. Короче, сдохло, ладно. Хер с ним. Короче, это только остался еще на одном, блин. Там что-то из-за интернета этот
крякнулось, короче. Шуларга дуслар бізге давайте уже өзі біз негене қойғыртмастан, беспечный болмастан, давайте начнем уже как-то думать, что можно создать свободный Башкортостан, вытащить вот этих людей, которые сидят с какой-то надеждой, и вообще зачем они сидят. И все-таки шул именно гаділлік іздеп отырған кішілер болған болса бұлар, гаділлік іздеген кішілер болған болса, біз де шуны ізлей тұрған кішілер болсақ, шул гаділлікні. Давайте делать это дело. Давайте мы уже это сделаем, в конце-то концов. Сколько можно, блин, сидеть, ждать, смотреть, блядь. Вам же наглый пример, блядь, это. Сирийская тюрьма, вот это. Синайда или как это? Синай, блядь, вот это. Страшная тюрьма, блядь. Понимаете? И вспоминая вот эту тюрьму, явно, я думаю, блядь, вот эти люди 13 лет не думали об этом, что она есть. Не думали, что она существует. Они явно об этом, как говорится, знали. И они к этому шли. А без беспечность свою, засунув куда-нибудь подальше, блядь, кто-нибудь идет против этого дерьма, которое вот сейчас у нас происходит, блядь. Вот этот вопрос, блядь. Интересный вопрос. Об отсталости мусульман, вот что-то пишут, давайте почитаем. О чем тут? Британский математик и историк Бертран Рассел умер в 1979 году, сказал, читал я это, нет, не знаю, арабы, мусульмане были более экспериментальными, чем греки, особенно в химии. Они надеялись превратить неблагородные металлы в золото, открыть философский камень и приготовить эликсир жизни. Отчасти по этой причине химические исследования рассматривались с одобрением. В течение темных веков именно арабы в основном поддерживают традиции цивилизации, и именно от них христиане, такие как Роджер Бэкон, приобрели все научные знания, которыми обладало позднее Средневековье. Ну, 2017 год, это я могу добавить еще одну тему. Мне братан один, таджик, сказал, ну, муджахед, короче, в Германии, сказал, что, ну, тема шла именно про яхудов. Когда-то я рассказывал, может, кому-то уже, я не помню. Короче говоря, он реально ненавидел яхудов. И мы так, ну, так жили, так пришлось, что нам, как говорится, подселили яхуда этого с Азербайджана. Короче, азерский яхуд, блядь. Он и пиздел, и на азербайджанском говорил, и на узбекском говорил, на всем, блядь, нахуй. Ну, реально яхуд, короче. И он, короче, с ним не смог найти общий язык. Он дал ему, нахуй, пизды, блядь. Одним ударом, блядь. И он лег, нахуй. Распластался конкретно, нахуй. Не знаю, блядь, нахуй. Вроде бы одинакового роста, блядь. Все такое. Но у него, наверное, мощный удар был. Я за все время, вот первый раз видел таджика, блядь, 2-метрового, блядь. Он явно 2-метровый был. И вот он, что сказал, блядь, насчет вот этого, если призадумываться. Он сказал, что в Израиле все операции, которые делают, вот не знаю именно какую суру он говорил тогда, он сказал, то ли, не знаю, кулху Аллаху, я не знаю, какой из них, я не знаю, какую суру, но вот явно и какую-то суру он сказал тогда, не помню какую уж. Он сказал, что и все яхуды, когда делают операции над раком, вот над раком, читает Коран. Понимаете смысл какой?
делая операцию над раком, яхуды читают Коран, и у них успешные операции проходят. И почему все говорят Израиль класс, Израиль класс? А вот поэтому. И он мне вот эту тайну открыл. Может, она была и не тайной, но для меня была удивительная тема. Исходя от этого, вот это и есть доказательство, что арабы там что-то делали, мутили, химозили. Не то, что не говоря, что еще и в Узбекистане, и в Таджикистане химозили, там кто только не был там. И астронавты, и вся вот эта математики и так далее. Исходя от этого, что самое интересное, что люди, пользуясь Коран, особенно вот эти яхуды, делают какие-то выгодные для себя моменты. Но в то же время они гнобят мусульман. Вот парадокс, да, ведь, блядь? Парадокс. И думают, они тем самым делают операции успешные и так далее. Допустим, да? Тем самым они думают, что вот этим лицемерным моментом, они думают, в рай попадут, что ли? Нихуя подобного, блядь. И таким методом, нахуй, ты какой-то полупокер, нахуй, который, получается, используешь только в этот момент этот аят из Корана при операции рака. У тебя проходит все успешно, все. И в тот же момент ты такой же яхуд, который вообще не при делах, и в тот же момент ты бомбишь, короче, Палестину, мусульман убиваешь везде, вторгаешься в чужие земли, захватываешь, но пользуешься нашим, как говорится, Кораном ты в теле неверующего и так далее. Вот такая вот ситуация. Ну, если это реальность, если это факт, если на самом деле этот братан говорил правду, ну, если это реально есть эта тема, ну, вот и думайте после этого, что вся сила только Куранда, не в нас. Не в нас. Только мы, если будем верующими, вот в нас может быть сила. Не то, что там эти яхуды или там кто-то там. Никто нас, как говорится, по идее не победит. Башкортостанда, Татарстанда и так далее. Поэтому суть какая, блядь? Давайте не будем лицемерами какими-то. Не будем, как говорится, зарекаться. Зарекаться вот этими всякими делами. И будем, как говорится, в своем деле правы. И тем самым, как говорится, поставленные цели будем решать вместе. Что тут происходит дальше? Так выглядит небо над Уфой. И как оно выглядит? Ну, тут 4 самолета каких-то. Тут не видно, не увидите. Отметим, что Уфимский аэропорт стал 8-м, где сегодня был введен план ковер. 11 января это говорится. Ранее он действовал в Казани, Ульяновске, Нижнекамске, Саратове, Самаре, Ижевске, Кирове, Ульяновске и Саратове. Ограничения уже сняты, а 3 самолета, следующие туда, приземлились на запасных аэродромах. В аэропорту Уфа временно введено ограничение на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения мер авиационной безопасности. Вот, интересный момент. Поэтому, как говорится, ковер, не ковер, нахрен. Этот просто надо долбить по Уфе и Татарстану. Ковер не должно, как говорится, вам препятствовать. Так, порой и здесь Куштау одинаковые эти новости идут. Вот, что-то одинаково все идет. Мэры Салавата и Уфы недовольны тем, что сами отправили так много людей на войну. Ходят, проверяют, как коммунальщики не справляются с уборкой снега, кричат, угрожают увольнениями и штрафами. Но это все на камеру. На деле они знают, работать некому, так как часть населения ушла в Украину и Африку убивать людей за деньги.
Часть уехала работать вахтовиками, а мигрантов почти всех распугали, и они уже не особо стремятся сюда ехать. Работать некому, но покричать для виду на камеру надо, чтобы население видело сильную руку сильной власти хозяйственников. Угу. Хуяйственники, нахуй вы, не хозяйственники. Ну да. Даже Корши стартырга уже бір кем yok. Корши старта уже местныйлар. Ну все, хули. Скажу еще интересно, блядь. Скоро, блядь, нахуй вообще там никого не будет, нахрен. Куда чё сувать, блядь. Дети пойдут, нахуй. На убой, блядь. Дети пойдут, как говорится, и дрова колоть, и дворниками будут, и автобусы водить будут. На наш лай примерно будет такая тематика, блядь. Потому что разъебали демографию, так скажем, блядь. Полностью. В ВК какой-то, блядь, коммент закинули. Товарищ Володин, мне 76 лет, я до сих пор работающий пенсионер. Полностью вас поддерживаю. Есть много прекрасных и полезных игр, без всяких вражеских компьютеров. Шашки, домино, нарды, сканворды. Вот это надо развивать. А компьютеры пусть ученым остаются для работы и в бухгалтерии. Дожили, блядь. 76-летний, блядь, Володину, нахуй, блядь, нахуй, предлагает, блядь, такую тему, нахуй. Хуй этот Володин, если не путаю, блядь, который загар имеет, блядь, и который прикалывали насчет его загара, блядь, то, что отдыхает где-то там в ебенях на островах. Поэт невъебенный. Много правды говорил. Друзья, не судите строго, не особо я поэт. Вот сложилось утром строки и надеюсь, что не бред. Ну, это конкретно бред, блядь, если уже что-то сложилось с Путиным, блядь. На небе Бог, в России Путин. Нихуя. Да мрази по щелям еще гниют у нас. Но путь России через тьму проложен к свету, а бесы все с лучами света первыми в ад уйдут. Всех поздравляю с Рождеством, Бог с нами. Нихуя нахуй, блядь. Тут у человека строки сложились. Это реально нахуй. Дерьмо собачье. В итоге получается нахуй на небе Бог, а в России Путин тоже Бог получается. Получается нахрен у пидорасов, блядь, нахуй свой Бог есть, блядь. Фараон, блядь, нахуй, блядь. Заебись, блядь. Жизнь прекрасна, блядь. Так. У врагов там, да, говорит, еще что-то такое, блядь. Да шайтаны вы сами, блядь. Тем временем в Черном море продолжается разлив мазута уже из другого танкера, который сел на мель 15 декабря. Заебись, нахуй. Просто заебись, нахуй. Вот прям чернота. Чернота разлива, блядь. Разлив и чернота, блядь. Просто хз, блядь, как дальше жить, блядь. Так, вот всегда я хочу пройти, знаете, по одним местам. Давайте я сейчас как раз-таки вот этот телефон освободился. Пройдусь, блин, по Инстаграму, блядь. Там есть очень интересные моменты по Инстаграму, по Башкортостану и Татарстану. Ну, там жесткие, блядь, там жесткие моменты, блядь, из этих. Бывает, ну, если попаду я на такую тему. Давайте как раз пройдемся по такой теме. Итак, не знаю, надеюсь, орать не будет, сейчас попытаюсь. Сейчас, постойте-ка. Если сейчас наткнемся. Итак.
Тут есть по этому новости. Бывает по Башкортостану, Татарстану попадаю. По всяким новостям. Ну, это прикол, конечно. Ну вот, началось вот. Рожу не показывают, но примерно. Короче, вот такая хуйня. Так, теперь можно передвинуть. Итак, читаем. В Казани ограбили бойца СВО, похитив 2 миллиона выплат за ранение. Инцидент произошел в ночь 5-6 декабря 2024 года, однако о нем стало известно только сейчас. Предварительно Анатолий Лобанов, имя и фамилия изменены, отдыхал в ночном клубе «Небар» на Пушкина. Но около 4 утра охранники выпроводили мужчину, сказав ему, что клуб закрывается. В итоге боец уснул прямо у входа в бар. А на утро очнулся в 7-й городской больнице, где и заметил пропажу 2 своих смартфонов, iPhone 15 и Realme, и банковской карты. Полиция задержала 3 подозреваемых: 8-летнего гражданина Азербайджана Тельмана Манафли, 12-летнего россиянина Новруза Гулиева и 22-летнего Никиту Иванова. По версии следствия, троица обокрала Лобанова и, получив доступ к его онлайн-банку через смартфон, Realme похитила около 2 миллионов рублей, выплаченных бойцу за ранение в зоне СВО. Так они совершили 2 перевода по 490 тысяч рублей на счет некой Людмилы В. Купили товаров в Озоне на 652 тысячи рублей и в магазинах МТС на 130 тысяч. Оплатили покупку по QR-коду в магазине на улице Зорги 57 на 573 рубля. Перевели на имя Асадбека Умарбекова угли 10 тысяч и сняли наличные 60 тысяч рублей в банкомате в Меге. Общий ущерб с учетом похищенных смартфонов составил 2 миллиона 97 тысяч, больше даже, 97 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, совершении группы лиц по предварительному сговору в крупном размере. И теперь прикол, дочитав, блядь, сразу мысль прилетает. Вот 3 бойца и готовы на мясо. Один явно Айзер, Тельман какой-то, блядь. Второй Навруз Гулиев какой-то. Навруз Гулиев, блядь, явно это таджик. И второй Никита Иванов какой-то, узкожопый, блядь, нахуй. Вот эти 3 ебланоида, нахуй, вместо того, который приехал с ранениями, поедут отрабатывать, нахуй, на войну, нахуй. И эти 2 ляма, блядь. Заебись, нахуй, новость, блядь. Такая вот херня, блядь. Тупизм, блядь. Так, идем дальше. Это тюрьма, но мы не преступники. В Екатеринбурге десятки мигрантов более 2 недель после облав держат в спецприемниках. Ну, как обычно, блядь. Ну, они же не могут по-другому, блядь. Опять чмырят, нахуй, мигрантов до сих пор. А сегодня только я в начале этого говорил вам эфира, что один уехал, блядь, говорит, с депортом, блядь, нахуй, в Узбекистан, а все ломится в Москву, говорит. И, говорит, надо вернуться в Москву, блядь. Тут денег нету, нахуй. Ему вот этого не хватает, наверное, блядь, то, что, блядь, вся хуйня, блядь. Я просто поражаюсь над людьми. Сотрудники ИВС говорят, что это тюрьма, а не центр содержания мигрантов. Мы сказали, хорошо, но мы же не преступники. В Екатеринбурге перед новогодними праздниками прошли массовые антимигрантские рейды. Сотни человек, у которых, как утверждали власти, были проблемы с документами в России, были задержаны. И вот уже больше 2 недель десятки мигрантов держат временное содержание в спецприемниках, куда помещать задержанных за административное правонарушение. Согласно российским законам, иностранцев за нарушение миграционного законодательства должны содержать в центрах временного содержания иностранных граждан, а затем депортировать, а не в спецприемниках. Но эти центры после облав забиты и людей отправляют в ИВС, где с ними обращаются как с преступниками. Условия содержания там гораздо более строгие. Еду с воли разрешают передавать по тюремным правилам. И по сути разрешены только чай, сахар, сигареты и лекарства. Пиздец. Никакую еду не разрешают передавать. А их еду невозможно есть. Мы не знаем, из чего ее готовили. Жалуется один из отправленных в ИВС трудовых мигрантов. Его задержали в конце декабря в Екатеринбурге во время рейда.
В тот день у мужчины как раз истек срок регистрации в России, которого он не успел продлить. Сутки нас продержали в отделении полиции. 26 числа после суда нас отвезли в Центр временного содержания мигрантов в Кольцово. Но там сказали, мест нет, и нас отвезли в ИВС Первоуральского района, рассказывает он. Мы застряли здесь, сидим уже 15 дней, больше 2 недель мы не ели горячую еду. С 29 числа все было под запретом, даже роллтон и доширак. Питаемся лишь хлебом. Задержанные подчеркивают, что их держат в тюрьме, и персонал обращается с ними как с подозреваемыми или преступниками. Ну да. Вы же чурки, нахуй. Вы чуркобесы ебаные. Не можете меня услышать, нахуй? Я ваш чуркобес, нахуй, который вас хочет отправить домой, нахуй. Вы что, чурки ебаные, нахуй? Не можете понять, нахуй, меня, что ли? И вам надо вот так посидеть, нахуй, да, в обезьяннике, нахуй, блядь. А потом только вы поедете, да? Домой, нахуй. Пизды, в жопу вас отымеют там еще дубинками, нахуй. Потом поедете домой, нахуй. Пидорами. Долбоебы, блядь. Не дойдет, nahoi. Oqshag'a ulgan kishi mana shulay bo'ladi. Inang bilan otangni sotib jibariga oz qoldi. Onang bilan otangni sotsang, shu pulga, bilad. Juda ham zo'r bo'lasan. Mazza bo'ladi, mazza. Kayf qo'rasan, kayf, nahoi. Borib Toshkentga ko'tingni ham berasan. Amigasizga. Ой, блядь, поражаюсь, блядь. Порожниковые люди, блядь, нахуй. Порожниковые, нахуй. Это касается башкир, блядь, татаргада то же самое, нахуй. Одни, нахуй, с Узбекистана едут, нахуй, ваше говно убирать, нахуй. А вы едете, нахуй, за путиносовским дерьмом, нахуй, убивать украинцев, блядь. Вы прям место меняете. Удивительные, нахуй, долбоебы. Удивительные, нахуй. Так. Так, про Казахстан тоже. Что за хрень тут? Обряд экзорцизма над ребенком Атырау шокировал казахстанцев. Человек, называющий себя народным целителем, записал на видео, как якобы изгоняет злого духа из 5-летней девочки. Эти кадры уже стали предметом споров. Общество с чиновников требует наказать шарлатана. Что за хрень, блядь? Послушаем. Дочь к целителю я отвела сама. Нашла его через Инстаграм. Мужчина на видео Кейкуат Оспанов. Он гастролирует по Казахстану, утверждая, что помогает людям и публикует видеоролики обрядов экзорцизма. Недавно он изгонял джиннов из 5-летней девочки. На видео ребенок лежит со связанными руками на полу. Чиновники требуют наказать Оспанова как шарлатана. Главный имам Атырауской области Алтынбек Утасханов рассказал, что Оспанов не имеет отношения ни к духовенству, ни к медицине. В 2009 году он работал охранником в местной мечети. На фоне критики экзорциста его неожиданно поддержала мать девочки. Дочь к целителю я отвела сама. Нашла его через Инстаграм. Сейчас с моей девочкой все в порядке. Она чувствует себя намного лучше. Кейкуат ага, у меня нет никаких претензий. Тем более он действительно помогает людям. Несмотря на слова матери, уполномоченная по правам ребенка Динара Закеева намерена довести дело до суда, чтобы так называемый целитель не смог больше заниматься подобной деятельностью. Если я, как вам... Ну, я не знаток больно вот этой хуйни, но просто то, что я примерно об этом были у нас разговоры в 2018, блядь, где-то в 2017-2018 годах в Норвегии. Мы эту тему как раз обсуждали с людьми, так скажем, с кое-какими, которые как бы тоже эту тему, как говорится, видели там и так далее. Когда реально, как говорится, жен шығаралар, вот про вот эту тему, короче, как это все происходит, там, блин, вот эта вся хуйня, короче, кто что это делает, как говорится. Но по его методу я вижу то, что он что-то, блядь, душит, блядь, девочку эту, блядь, вот так, блядь, нахуя не знаю, блядь. И спрашивает там, кем исмен, туда-сюда, это понятно, блядь, там спрашивается, блядь, кемсен,
узнают там, мужчина ты шайтан или женщина шайтан, если внутрь человека заходит такая херня, аузубилля, да? И метод-то тут явно должен быть таким, да, ты читаешь, получается, Коран, и тем самым ты, получается, много там сур читаешь, там, правильно, да, так, начиная, любые, короче, читаешь, короче, и то, что нужно там, и начинает, короче, он с тобой разговаривать, если на самом деле он очень шайтан бар. Но то, что он занимается тут рукоприкладством, ну, я не знаю, нахуй, я думаю, это неправильно, я так думаю, блядь, это ебанизм. Но вот эта хуйня, как раз, когда мы обсуждали, эта тема, блядь, котируется в Дагестане. Ой, пиздец, в Дагестане такая хуйня это котируется. В Дагестане есть спецы, блядь, пиздец, там невъебенные спецы есть там насчет этого, блядь. Но и помню, блядь, кто-то здесь тоже что-то свою тему такую рекламировал где-то, блядь, в Бельгии, что ли, тоже такая тема есть. Ну, короче говоря, это, так скажем, ну, вообще человек должен быть, так скажем, хотя бы, как говорится, знаток Корана. Я так думаю, хотя бы. Коранны от и до білерге тиеш, чтобы он имел в виду, как говорится, что он читает там и так далее, по Корану, да, все это надо действовать. Но и то, что там рукоприкладство какое-то идет, я не знаю, блядь, потому что по моим вот этим разговорам с людьми, которые об этом мы общались, именно интересно было, это общался я с афганскими людьми, с афганцами, и эта тема, короче, я как понял, и у них такая тема есть, но порой это все, говорит, делается только вот если человек взрослый, допустим, да, и взрослых там, да, могут там ударить по щечине, там, блядь, там успокоить, что, блядь, если уж до такой степени ебанутый там у него находится шайтан, да, примерно. Вот такая тема. Но с ребенком вот эта тема, ну, что-то странно, блядь, нахуй. Для меня это странно, блядь, честно, блядь. Поэтому я считаю, что если это не делает какой-то имам, мулла, такой темой не занимается, кто-то там занимается, ну, я думаю, это неправильно, блядь. Если он хз, блядь, как это, он чем заним, как он, блядь, не знаю, блядь, нахуй. А с другой стороны, есть еще такой выход, да, ответ такой. Если ты знаешь какие-то суры из Корана, ты сам себе можешь это делать, читать. Проблем нет, каждый себе может читать это. Каждый себе вот сел, читаешь, на воду там читаешь, воду пьешь, там водой можешь облиться, там на воду читаешь, пьешь воду эту. Примерно такая из той категории там выведение, как говорится, болезней, выведение там и так далее. Но во время выведения шайтана, конечно, надо там помощнее надо читать, как говорится, и с ними надо воевать, а он начинает говорить, блядь, голосом вот этого шайтана, он начинает говорить, да, мин там, ишмат, ташмат, там, туда-сюда, вот так. Короче, вот такая тема. Ну, у маленькой девочки, я не знаю, что происходило, блядь. Вот это удивительно, блядь. У маленькой девочки тоже, наверное, какой-то, сука, шайтан может залезть, блядь. Ну, короче говоря, ответ тут один, блядь. Уконып йөрегез. Аллаға тәубә кылыгыз. Вот и все. Херней не страдайте. Вот и все. Я так считаю. Аузубилля. Идем дальше. Тут интересные новости попадают, конечно, в этих. В хлам интересные, блядь. Так. Вот опять, блядь. Вот опять маленький ребенок. Вот я же говорю, блядь, подряд это все идет, блядь. Только что был Казахстан, сейчас Узбекистан. В Узбекистане врачи спасли жизнь маленькому мальчику во время прогулки. У ребенка внезапно поднялась температура. И начались сильные судороги. Отец на руках доставил его в частную клинику, где медики оперативно оказали помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Он проходит лечение. Вот что произошло, хуй его знает, блядь. Типа, ну, в инсте это все. До хрена инстаграмных новостей в телегу не приходит. Вот что я заметил, короче. Много новостей в телеге вообще другие, блядь. В инсте вообще другое что-то заливается, блядь. Ну, новость, блядь, шокирующая, при том еще, блядь, в инстаграме, блядь. Хуй его знает, что почем, блядь. Так.
Криминальный авторитет Салим Байвача вышел на свободу. Из-за проблем со здоровьем, сообщают журналисты газеты УЗ Ну, со как ссылкой на обычно, два блядь. других узбекистанских источника – Гунус и Дарё. 74-летний узбекистанец уже долгое время страдает от различных заболеваний, отметили в редакции. Однако МВД и Генеральная прокуратура Узбекистана эту информацию пока не подтвердили. Салима Абдувалиева, которого неофициально называют боссом узбекской мафии, арестовали ровно год назад. Тогда власти провели масштабный рейд по задержанию членов организованных преступных группировок. Абдувалиев был признан виновным в незаконном обороте оружия и приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. До ареста он занимал пост вице-президента Национального олимпийского комитета Узбекистана и считался приближенным бизнесмена Гафура Рахимова, которого называют одним из крупнейших наркобаронов СНГ. Полгода назад узбекистанцы объявили международный розыск в Кыргызстане. And this is the nearest masjid from my house and the latest masjid, just 1 year old, alhamdulillah. Мечеть в Японии открывает. А Башкортостан, Татарстанда мечеть не может открыться даже. А какие-то японцы открывают мечеть в Японии. Ну, не удивительно ли вам? Японский мусульманин Киосёро Сугимото открывает новую мечеть в Киву, Японии. Понимаете? Вот не нацисты люди могут уживаться и японской религии, и мусульманской, и христианской, хоть другой. Нормально могут они жить, блядь, проблем нету, нахуй. Почему, блядь, нахуй, в Пидроссии мы не можем спокойно жить? А потому что, блядь, нахрен в Пидроссии мы знаем только одну вещь, блядь. Нацизм. Нацизм, он не имеет, блядь, каких-то параллельных, так скажем, к себе другов. У них только есть недруги. Вот так. Нет, одни враги у них, блядь. Mana. Mana bu bobay. Tatar bobay. Писатель Наки Исанбет говорит о проблеме татарской молодежи. Шулай? Шулай, как опять я вспомню эту питерскую овцу, блядь. Я же, говорит, в русском мире живу. Нахрена мне, говорит, татарский, блядь. А почему это, знаете почему? В тот день я хотел сказать, блядь, эту тему скажу, блядь, сейчас. Потому что Башкортостанда һәм Татарстанда урысларга не то что манкур тут дебымы, урысларга, так скажем, добродушие исходит и вообще, как оно пошло, там вот эта вся тема, как бы закрытие глаз, там, окей, говорить. Откуда это все идет вообще? Вот, допустим, вот семья. Откуда оно может идти? Оно идет, блядь, от родителей. Вот родители ваши, блядь, запустили это нахрен. Вот это и есть нахрен то, что сенің балаң сөйлеша потом орыс тілінде өзіне тілін білмей. Даже в той же башқұрт һәм татар семьясында разница жоқ мында. Даже не говорю, что бірсі орыс инасы понятно, или бірсінікі украин там, им тут типа варьируют и один язык выбирает. Конечно, узкожопый. Редко я встречал такую, блин, семью, где мать русская, отец татар или башкирт, и она знает 2 языка. Это очень редко. Это хрен ты такую встретишь, блядь. Очень редко. И исходя от этого, я понимаю, что, блядь, такие семьи вообще нельзя строить.
Если внутри Башкортостана и Татарстана семьи не знают своего языка, это все проблема родителей. Но самая главная проблема – это в мужиках. Почему? Потому что каблучность, нахуй, подкаблучность Башкортостана Татарстанга, оно зашло. Это никто не сможет признать. А я могу признать. Потому что, блядь, если говорить надо, все по чесноку говорить. Подкаблучность, она есть. Потому что бүтін Башқұртстан мен Татарстанда үйде хужа кім? Хатын кіші. А мужиклар шупряк, тряпки. Шупряклар нахуй. По-узбекски называется это амляталар. Вот перестать быть амлятой, только есть один выход нахуй. Башкортостан хам Татарстанга научиться, блядь, уже управлять над своими женами, блядь. Чтобы жены, нахуй, не командовали вами. Это ваши жены, нахуй. Это ваши женщины, блядь, отправляют на войну, блядь. Понимаете смысл? Везде только они, блядь. Оқша иштеп қайтарсың. Соғышқа барсам. Понимаете? Не то, что там вас Хабиров отправляет, а вас отправляют жены. Оқша керек бит, ызбас алырға керек. Понимаете? Вот такая вот мораль. Мораль, блядь. Басня вся такова, нахуй. И после этого я вам конкретно это говорю, блядь. Здесь даже вы спорить не можете, нахуй, этим. Различие Азии вот в этом и есть, блядь. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, да, это не прокатывает. Все зубы выбьют нахуй, блядь, у этих женщин, блядь. Кто-то, если что-то вякнет, нахуй. Понимаете смысл? А Башкортостан и Татарстанда есть для них как раз-таки какой-то закон, нахуй. Путинский, блядь. Трогать нельзя. Тюрьма. 15 суток, нахуй, если ёбнешь жену, блядь. Или что-то в этом роде. Понимаете? Тем самым, блядь, нахуй, уже народ уже придрочен к этому, и он пытается это не делать. Если уж больно не только зубы еще, блядь, шею свернет попутно, нахуй, он СВОшник, блядь. Понимаете, тут и балансировать надо уметь, нахуй. И себя показать надо, каблуком не быть, нахуй. Еще, блядь, когда ты пиздюлей даешь, и еще не убить свою жену, нахуй, вдобавок. И после этого в этой семье, конечно, этот ребенок, блядь, растет ебанутым, нахуй. Этот ребенок только будет русский язык знать. Потому что, нахуй, самоуправление сбито. Сбито, нахуй, концентрация, нахуй. Семейного, блядь, так скажем, блядь, идиллия. Идентичности, блядь. Как пидор Путин говорил. Идентичность, нахуй, сегин, блядь. Манашу, идентичность. Юг туганлар. Идентичность, блядь, если бы хотела бы быть в семье, то жена ебаная, нахуй, молчала бы в тряпочку, нахуй, и не пиздела бы нигде, нахуй. Керекмәгән җирдә тілін башын кыстырып йөрмәсен, нахуй. Шунага туганлар, мы должны понимать одну вещь. В новом Башкортостане, в новом Татарстане мы должны обязательно жить по исламу. В уважении. Уважение, в первую очередь. Я вам не говорю, что у всех надо пиздить, там, хуярить, блядь. Мен башымдан әллә нәрсә үтте, блядь. Меңа 39 булса да, блядь. Всякую хуйню я уже навидался, блядь. Поэтому, как говорится, от пизделова место слагаемых не меняется, блядь. Толка нет от этого, нахуй. Толка нет, блядь. Есть только один толк, блядь, нахуй. Семейный совет, блядь. Семейный совет, блядь. Ир-хатын сөйләшергә кирәк. Баласы
boshqirt ham totar tilida so'zlashish uchun надо строгий делать нахуй надзирание, так скажем, блядь. Вот ikkisi bir bo'lirga tegish. Там, допустим, перекрывать какие-то самые какие-то там денежные моменты, наверное. Вот у растущего ребенка не даете денег, он учит язык, блядь. Он говорит на башкирт ham татар tilida. Это такой метод самый. Рабочий притом, блядь. Акча бермейсің, ол как миленький сөйләшә башлый. И не говорю там какие-то мелочи там того, что, блядь, еще там телевизор так смотреть, тут смотреть. Это уже мелочь, нахуй, потому что у человека телефон есть, он что хочет, то и смотрит. Ты не можешь уже уж телефон запрещать, блядь. Поэтому, как говорится, самое первое, безне, вот это, выйти с этого говна, унижения именно мужского достоинства, башқұртны башқұрт итәргә, татарны татар итәргә, беренче, аталарны уважать итәргә кирәк. Это и балаларга да касается, и хатыннарга касается. Беренче урында ата кеше тілін, үзене тілін алып барырга тиеш. Үзене тілін алып барырга тиеш. Башқұрт икәнсең, башқұрт тілендә син алып барырга тиешсең. Үзеңне, гаиләңне кордың икән, шулай алып барырга тиешсең. Татар тілендә алып барырга тиеш. Мына миндә, допустим, эти вещи упущены в данный момент пока. Но я хочу нагнать это, но не получается. У меня упущено. Потому что берсе анда китте, берсе монда китте нахуй. Сегелеп катты бөтен әйбер. Семья юк. У юк семьяда кайдан тел булырга может? Юк, конечно. Тел миндә калды. Тел аларда юк. Погибшим в аварии, произошедшей по вине пьяного сотрудника МВД, был 32-летний бизнесмен из Стерлитамака. Ну, пиздец. Погибшим в аварии, предварительно происшедшей по вине пьяного полицейского, был бизнесмен из Стерлитамака. Как сообщает УФА-1, погибшим... Сука, лезет другая хуйня, блядь. Погибшим оказался местный бизнесмен Тимур Мухамедьянов. Пиздец. Интересная фамилия. Который ехал в Уфу на день рождения невесты. В его машину сзади влетела легковушка, за рулем которой был пьяный сотрудник МВД. После этого в машину Тимура врезался встречный Nissan X-Trail. Сам Тимур погиб, ему было 32 года. Водитель X-Trail в реанимации. Возбуждено уголовное дело, виновник по данным МВД устанавливается. Полицейского уволят. Не то что уволят нахуй, засунуть нахуй надо. Всяко нахуй. Почему это про полицейского не сказали, кто он, блядь? Явно узкожопый, наверное, будет там, блядь. Явно за рулем был узкожопый мент, блядь. Или все-таки манкурт, алкаш, башкирт или татар, блядь. Интересно, блядь. Потом узнаем, наверное, в дальнейшем. И тут давайте комментарии самые, по такие темы же комментарии читать интересно, блядь. То есть в машину влетел пьяный сотрудник МВД, но виновник все еще устанавливается. Вопрос задается, блядь. Пиздец, да? Второй удивляется. Вот именно, как это так вообще? Может быть, его подрезали следствие, я думаю, разберется, а виновных накажут. Это вот самое интересное, нахуй, здесь во всех комментариях имена узкожопые, блядь. Вот Иришка, блядь, какая-то, нахуй. Ника, нахуй. Ники, нахуй, как это, блядь. Это пишут из-за того, что обвинение еще не предъявлено. В суд дело не направлено. Статуса нет у него. Ага, пипец вообще, блядь. Если дело не передано в суд, пишется подозреваемый, а не виновник, устанавливается. Короче говоря, здесь момент сразу, блядь, юристы образовываются, нахуй, вся хуйня, блядь, вот это вылазит, блядь. Тут понятно уже. Короче говоря, что я хочу сказать, блядь. Бизнесмен была самый, блядь, нахуй. Башка кем был сам, да, блядь, нахуй.
Она. И кем метр оска кетесің, блядь. Кем болсаң да, блядь. Разницы никакой нету, туғанлар. Никакой, блядь. Нахуй. Вот того хуя не могу вспомнить. Вот этот руку вытащил, блядь. Сука, кто это был? Моисей Туголь, ты? Блядь, Наме тоже он был, блядь. Македонский, наверное, с этим искет, что, блядь. Македонский, ебаный. Болсаң да нахуй, бары шунда кетесің, блядь. Қолың шығарып кумдырган бит македонский, блядь. И как раз, блядь, эти шакалы, армия македонского, блядь, в этом, в Таджикистане. Уебки тоже, полупокерные, нахуй. Тоже, блядь, какие-то, сука, крестоносцы ебаные, блядь, которые таджики никак не могут доебать, чтобы они мусульманами стали, блядь. Непонятная хуйня, шииты, блядь, какие-то, сука. Не помню, каких наций была. В Таджикистане это тоже геморрой в жопу у них там. Так. Предправление. Нихуя такое слово, блядь. Предправление, блядь. Татфондбанка Роберт Мусин просит освободить его от наказания, ссылаясь на состояние здоровья. Ранее Мусина приговорили в общей сложности к 12,5 годам заключения за злоупотребление полномочиями, приведший к краху банка. Приговор был обжалован. 60-летний бывший банкир находится в СИЗО. Вот это хуй, блядь. Не могу увеличить. Это какой-то Инстаграм не увеличивается. Хочу показать. Вот этот какой-то Мусин, блядь, ебаный. Его чпокнули на 12,5 лет, нахуй. Роберт Мусин, блядь. И комментарии. Пишет Лариса какая-то. Когда воровал, надо было тебе думать. Все вы такие умные и хитрые, только и воруете. Зарплаты вам мало? Вопрос задают. А тут пошло такие скрытые комментарии. А давайте пожалеем. Он пожалел вкладчиков, сколько людей пострадало, а он под домашним арестом-то в больничке. Разве существует такой закон? Больных освобождает от уголовного наказания. Тогда не только воров, но и убийц, педофилов, насильников тоже надо освободить. У них же со здоровьем плохо. И другая удивляется. А что, так можно было? Сначала попользоваться чужими деньгами, а потом только надо заболеть, чтобы отменить приговор. Надеюсь, не гриппом заболел? Если помните этот хуй, блядь, Ефримов, что ли, блядь, Ефимов, блядь, чмо, блядь, одно, блядь. И в то время, блядь, вроде я еще в Москве был, блядь. Хуй, блядь, на Рублевском шоссе, блядь, чпокнулся нахуй. На встречку вылетел пидор, блядь. И просто убил курьера, блядь. Просто убил, нахуй. Потом что-то его мусолили, он хотел отмазаться, то, все, 5-е, 10-е, нахуй. Все равно чпокнули его. Артист, не артист, похуй, нахуй. Засунули же, помните, блядь? Старый хуй какой-то. Ефимов, я не помню, как его фамилия, нахуй. Может, по-другому. Вот он, вышел, не вышел, я не знаю, блядь, нахуй. Сидел же он тоже в обезьяннике, блядь. Вот так вот, из той категории. Так что и Ренат Рахматуллин, певец, тоже по пьяни, нахуй. Что-то сделал, врезался куда-то. Тоже посадили. Год или сколько там отсидел же. Недавно вышел. Вот, интересная тема тут. Тоже попутно просто. Бабуля какая-то. Это так, для общего понимания. Турецкий флаг. Хабиба Доманичли. Блять, у меня телефон садится, блять. Короче, наверное, сейчас заканчивать будем. Туганлар, наверное. Прочитаем вот это. Хабиба Доманичли, узнав, что ее родной сын стал прислуживать грекам
во время оккупации Турции иностранными войсками нашла его и из этого ружья пустила ему одну единственную пулю в лоб. Понимаете? Мать чпокнула нахуй своего сына. Своего, кого она родила, она его убила. Это как раз-таки звоночек к тому, что каждый, как говорится, Башкортостанда, Татарстанда должен понимать. Если нас, как говорится, так скажем, блядь, окружение будет манкуртское, блядь, нам нужно будет решать конкретные дела. Нам не надо будет, блядь, зацикливаться. Туган, не туган, нахуй, блядь. Только один метод, нахуй. То, что на нас пойдет с оружием, всех ложить, блядь. Всех ложить. А другие, которые, блядь, нахуй, будут бля-бля вякать там, нахуй, что-то пиздеть, нахуй, их закрывать в тюрьмы. Вот и все. Пока они не отрезвеют, они пока не скажут, что, как говорится, согласны за независимость Башкортостана и так далее. Вот что-то в этом роде. Поэтому, так скажем, в таком моменте нам нужно быть беспощадными. Мы не должны пощаду кому-то давать. Потому что цель, білесізме, бір генә кеше түгел. Бір кеше түгел цель, а бүтін дәүләт. Бүтін дәүләт. Понимаете? Это не из той категории, когда сейчас манкурты посадили, допустим, Айрата Дильмухаметова. Это не из той категории. Нет. Это именно не из той категории. Они думают, что это с той категории, потому что Айрат Дильмухаметов пытается разрушить, допустим, Башкортостан или там Татарстан или что-то в этом роде, допустим, да, или там, допустим, я что-то там пытаюсь вам рассказать, как, что, как, да, примерно, да, из этой категории. Но когда мы идем гадаллекишен, именно уничтожить этот бардак, блядь, нахуй, который творится, блядь, в путинском режиме и так далее, вообще, нахуй, узком мире, блядь, то здесь явно, блядь, нахуй, вот этот поступок ее, это правильно. Нам, само собой, предатели не нужны. Вот это и есть манкурт, блядь. Вот этот манкурт нам не нужно. И явно в то время вот это слово манкурт, она не знала, эта женщина. И хуй его знает, каких годов эта женщина. И когда это оккупация, блядь, нахуй, Турции было, блядь. Явно древность какая-то, блядь. Лет 200 назад, наверное, хуй его знает, когда это, блядь. Может, лет 500 назад, хрен знает. И вот, исходя от этого, Туганар, мы должны точно понимать, что Башкортостан и Татарстанда мы должны развить в такое население, которое конкретно будет топить за свою нацию, которое любить будет свою нацию. Вот что-то в этом роде. И это явно урок. Да из любой нации. Из любой нации. Могу даже на сравнение вспомнить один фильм. Смотрел я как раз таки этот, не поленился, наверное, да? Посмотрел, помню, этот фильм. Давно еще. Ну, как давно? Вот в том году, вот где-то вот период, вот этот период. С сентября по вот этот период, какой-то период я смотрел. Финская война. Когда эти орки, нахуй, напали в Финляндию. Может, кто-то из вас смотрел тоже. И там как раз защита идет вот такая же. Один старик будет, который будет ебашить этих узкожопых, которые вошли в Финляндию. И это очень кровавая война, блядь. Очень. Получается, эти узкожопые будут ложить всех там по дороге. Это как бы военный такой фильм. Непонятный. А это просто какой-то мужик будет, сильный мужик какой-то из деревни, да, из той же земли, я не знаю. Но он, оказывается, был еще в той другой какой-то войне, финской войне. А это какая-то другая финская война, блядь. И исходя от этого, блядь, этот, так скажем, старик будет нахуй ебашить этих узкожопых. Вот весь фильм состоит в том, что суть этого фильма, мне очень было интересно, что он, вот этот финн, доказывает в этом фильме, что за территорию, за землю
они будут убивать всех. Точнее, он. Это как бы в этом фильме. И тем самым он, да, один победил всех. В конце то ли умер тоже. Ну, что-то в этом роде. Или остался живой еще. Ну, главное, как говорится, он доказал своему, так скажем, народу, что за землю надо биться. Любым способом. Любым способом. И вот он как бы, ну, такой, как герой, получается, он такими хитрыми путями туда-сюда захерачит, короче, всех, кто приехал на мотоциклах, понимаешь ли, блядь, с узкого мира, на мотоциклах будут заезжать такие ха-ха, хихи, блядь, эти узкожопые нахуй. И он будет по одному их шлепать нахуй там. Вот такая вот тема. Ну, если интересно, посмотрите этот фильм. Не помню, как называется. Вот так вот. Так. Так. Тут новостей до хрена, но что-нибудь такое путное по нашей теме. Что уже всякая хрень. Ну, давайте вот вообще левая тема какая-то. О чем это говорит? Ничего не знает. И нашей эры написан Коран. Про Коран. И на этом закончим. Пещера, туда уходит пророк Мухаммед. Неграмотный абсолютно пророк. Ничего не знает. Угу. И изъясняется так, как со мной сейчас академики не говорят. Он пишет: нециркулированная капля крови крепится к матке. Начинаются алаки, этапы развития. Это проходит вот этот алак, проходит вот этот алак. И надо вот так и вот так это делать. И тогда плод, который мама выносит, будет правильный. 7 век, микроскопов нет. Ничего нет, информации нет. Это Нобелевская премия 2001 года. Как вот это объяснить, скажите? Кто водил его рукой? Так что вот это, то, что написано в Коране, вот за это мы сейчас получаем Нобелевские премии в области медицины и физиологии. 7 век нашей... Понимаете? 7 век нашей эры. Это один только какой-то сураны бір қысмын ғана айтады ол. Вот на русском языке она, это, я как понял, какой-то аудитория в школе женщинам это отдает. Ну, наверное, бывает же повышение квалификации акушерок. Акушерок, ну, бывает и у медиков разных, допустим, повышение квалификации. И вот они ездят каждый год, сдают экзамены. И вот на такой теме, короче, это, наверное, идет у них. И вот как раз этот кто-то заснял. Явно снимается 100 лет назад. Снимается это на какую-то хрен знает камеру страшную, блядь. Цветовая гамма хуевая, получерно-белая. И вот это и есть, да. Как Жан-Ив Кусто, или как этот француз, блин. Это нашел ике су арасында пәрдә барлыгын тапканнан кейін исламга килде да бит инде ул да тәүбә кылып китте шикелле, надеюсь. И вот из этой категории, поэтому я считаю, что бүтән Башкортстан һәм Татарстан, да и вообще другие все
должны понимать, что все отгадки, загадки есть в Коране. Нам не надо придумывать велосипед. Там все есть. Там все есть. Нам просто нужно туда поставить адекватных людей, которые будут излагать Коран, которые будут изучать его досконально. Ну, по идее, он изучен, конечно. Приносить будет это всю пользу Башкортостану и Татарстанга. Не будет у нас, само собой, под дудкой Москвы. Не будет нам каких-то шовинистов. Не будет у нас каких-то нацистов, которые будут гнобить нас. И вот, даже они, как говорится, захотят признать это все. Какая-то часть, конечно, их не признает. Но те, которые кабенятся, которые такаббарлык ясаганнар, олар хич кашан не признают. Никогда не признают они. Потому что принцип их нас унизить. Безне мысқылларға, безне тупой ясарға, чтобы с таким тупым быдло народом управлять легче было. Нам нахуй книги читать. А нам надо же тупым быть, блядь. Понимаете? Ага. Ну, эта тема очень такая затрагивающая. Аллах Та'алям турында. И я считаю, что каждый и в Чечне, в Дагестане, Башкортостанда, Татарстанда мусульманлар біз должны понимать, что нам нужно каждому своя независимая страна. Вот и все. Что мы, как говорится, будем дружить, вот таким образом будем жить. И мы будем, как говорится, просвещать друг друга разными своими навыками, находками, так скажем. Вот таким вот всяким вот делами. Примерно так. И самое интересное, если нам, как говорится, удастся быстро, как говорится, взять независимость Башкортостана с Татарстаном, мы сможем выйти, как я всегда говорю, Пермь, Коми, вот на эту территорию и войти уже в эти моря, океаны, там, как я читал, да, Ледовитый океан, там, ледовитый вот это, короче, северный, да. И вот это все мы будем изучать. Много что под водой мы еще не изучили. Очень много. А путинский режим и вот эта вся система гнилая нахуй занимается хуйней, блядь, убиванием друг друга, блядь. Если тут еще до хрена что можно изучить, и столько бабосов, блядь, можно было бы пустить туда. Но они не хотят. Они не хотят. Они жить хотят в пещерном свете, блядь, нахуй. В пещере, блядь. Вот и мы создадим, нахуй, в московском болоте им пещеру, а мы будем, как говорится, просветать, иншаллах. Мы будем, как говорится, как они сказали, в раю. А они будут, нахуй, в аду, блядь, нахуй. Вот примерно так. Короче, шулай трып, наверное, потихоньку будем заканчивать, наверное, туганлар. Тут новостей дохера. И этот. На днях выйдем потом еще раз. И как раз вот напоследок как раз вот тема про Черниковку вылезла. Это наша Черниковка. Покажу. Кто в Уфе не был, это тоже. И тут самое интересное, что написано. В Уфе архитектурный ансамбль Черниковки признан объектом культурного наследия. Застройка 1950-х годов. От Дворца культуры имени Серго Орджоникидзе до кинотеатра Победа. Само собой. Заходишь, как будто бы нахуй какой-то коммунизм попадаешь, блядь. Вот такой, блядь, райончик, блядь. От проспекта туда, вниз, нахуй. Точнее, мы его называли наверх, наоборот, блядь. Ну, в ебеня, нахуй. И я думаю, блядь, вот туда как раз, нахуй, по этим, блядь, местам, нахуй, ебануть, нахуй, ракету, нахуй. Я думаю, будет идеально, блядь. Нам эти постройки, нахуй, не нужны, блядь. Старомодные, блядь, нахуй. Напоминающие, блядь, коммунизм, блядь. Нахуя нам 1950 года застройки, нахуй. Память, нахуй, коммунизма, блядь. После 5 лет победы войны этой
сраной, фашистской, блядь. Поэтому, как говорится, эта вся тема, по идее, неинтересная, блядь. Поэтому, наверное, будем, как говорится, определяться с донатами и определяться с украинцами, и как раз пусть выбирает цель Черниковка, нахуй. Захуярить полностью Черниковку. Можно полностью, блядь, заебенить Черниковку. Как говорится, не щадя ни один метр, нахуй, ни налево, ни направо. От и до, нахуй. Долбануть, нахуй, по Черниковке, блядь. Пусть, нахуй, не станет полностью Черниковки, нахуй. Вот потом, может, только Башкортостан на Татарстан, как говорится, очнется, блядь. И также по Татарстану. Куда-нибудь, нахуй. Как там Кашапчик любит? Набережные Челны, нахуй? Под набережным Челнам, нахуй. Чтобы он тоже уже оклемался, Кашапчик, нахуй. Чтобы быстрее начал призывать, нахуй, к оружию, блядь. Ублюдок. Недоделанный, блядь. Короче говоря, набережные Челны. Заказ будем делать 9 и Черниковка. Определяемся. Или крайняк Сипайлова, блядь. В Уфе, блядь. Сипайлова, набережные Челны. Как говорится, Черниковка. Ну, крайняк Казань, блядь. Центр Казани, нахуй. Где Миниханов сидит. Ну, центр, короче. Примерно так. Ну, в телеге мы переговорим. Завтра, наверное. Как я, блядь, встану, нахуй, после этого. Безда уже сагат дурт. И будем, как говорится, кидать, как говорится, запрос на донаты, на украинцам в ТикТок. Надеюсь, там они услышат, перехватят эту тему. И начнем действовать. По Башкортостану и Татарстану собираем донаты по разъебу территории, чтобы очнулся народ. Манкурты посбежали, и обычный нормальный народ начал просыпаться. Будут погибель, нахуй, там начнется, как говорится, может, обдумывание, как говорится, о том, что идти на Москву или нет. Таким способом будем набирать людей. Другого варианта нет, туганлар. Нашлай. И вот как раз таки на этой теме и закончим. Время, как говорится, всем нам надо будет подумать. В идеале вот так отрежьте вот этот конец, как раз вам удобно было, чтобы не в середине искать. Прям в конец перемотайте этого Ютуба. ТикТоке невозможно это сделать. И максимально распространяем. Максимально. Башкортостан, Татарстан начинаем. Прилеты, как говорится, будем заказывать. Сейчас же можно за деньги все заказывать. Так что музыка будет наша теперь. Давайте. Тыныч Шухадуслар. Рахмат. Потому что закроем этот